Друзья, всем привет! Сегодня мы начинаем наш цикл «Кризис на бесконечных землях». Пишет все это дело Марв Вулфман, Джордж Пэрис рисует. Сама история повлияла на вселенную DC Comics настолько сильно, насколько это возможно, разделила буквально на «до» и «после». Историю адаптировали несколько раз, одна из них была на CW в Arrowverse, а вторая уже в Tomorrowverse, то есть в анимационной вселенной DC, вышло 2 части из 3, поэтому можете в принципе уже посмотреть то, что есть. Предлагаю на этом немножечко закончить, перейдем к основе основ. Меня зовут Мортом, приятного просмотра. Вначале была лишь одна черная бесконечность, безгранично холодная и темная. Пылающий свет был заметен едва, однако он становится все больше и больше, и бесконечность дрогнула. И тьма в конце концов вскричала от боли, сколько и в равной степени от облегчения. В тот миг мультивселенная была рождена. Мультивселенная из миров колеблющихся и повторяющихся. Мультивселенная, которая должна была стать единой, стала множественной. Но то было тогда. Это планета Земля, и через столько секунд осознания, чтобы понять ее судьбу, эта Земля погибнет. Пред нами предстает картина, полная хаоса, ужаса и страха. Земля разрушается волной антиматерии. Некто в зеленом плаще со слезами на глазах за всем этим наблюдает. 10 тысяч лет цивилизации будет украдено без всякого выбора и объяснений. Они все прекрасно понимают и бегут, потому что молитв недостаточно, а я не могу убежать. Я обречен наблюдать за предсмертным хрипом мультивселенной. Этот некто Кел Мосса, изгой, но далее буду именовать его как Пария. Его историю мы постепенно будем раскрывать по ходу сюжета. Он пытается спасти ребенка, но того беспощадно поглощает волна антиматерии. Это еще одна Земля, смерть которой он наблюдает, и это уже сводит его с ума. Он хочет умереть вместе с этим миром, да и, вероятно, с любым другим, лишь бы не видеть происходящее. Мы же переносимся на Землю 3. И если не знакомы с этой реальностью, то кратко. Земля 3 — мир, где герои стали злодеями, а злодеи — героями. Так, например, Александр Лютер-старший — местный супергерой, а злодеями выступает злая версия Лиги Справедливости Америки, именуемая преступным синдикатом. Ультрамен, Суперженщина, Кольцо Силы, Оулмен и Джонни Квик. Возвращаемся к истории. Ультрамен и Кольцо Силы пытаются предотвратить неизбежное. В какой-то момент их самоуверенность улетучивается, и они зовут на помощь, на что Кольцо Силы говорит: «Они уже делают все, что в их силах, но это бесполезно. Говорю тебе, мы все погибнем». И да, действительно, происходящее остановить они точно не в силах. Что насчет остальных членов синдиката? И Джонни Квик не понимает, что он может сделать, как помочь. Оулмен в ужасе. Он даже признается, что происходящее не просто застало его врасплох, а внушило и укрепило чувство беспомощности. «Все эти годы мы использовали нашу силу, чтобы стать хозяевами Земли. Ничто не могло нас остановить, даже Лютер. Но теперь мы умрем, как и все недостойные. Зачем же боги дали нам эти силы, если мы даже себя спасти не можем?» Лютер же, видимо, попытавшийся остановить стену антиматерии, уже просто летает над городом, наблюдая за тем, как его мир превращается в труху. И в какой-то момент он замечает суперженщину, амазонку по имени Лоис, которая, как и все остальные, у кого есть хоть капля, талика силы, пытается сделать хоть что-то. Но она также исчезает в вечности прямо на его глазах. Исчезла, словно никогда и не было ее. Боже, хоть мы и сражались друг с другом, но я никогда не желал ей вот такой смерти.
ей или кому-то еще из моего мира, но это конец. И если я погибну, то пусть это произойдет подле моей любящей жены. И да, вот теперь же мы видим местную версию Лоис Лейн, и да, здесь она жена Лекса. Она готова умереть рядом с мужем, но не готова позволить умереть их сыну Александру Лютеру младшему. И у старшего Лекса, кажется, есть надежда, есть шанс спасти ребенка. Антиматерия тем временем добирается до Олмана и Джонни Квика. Они погибают. Кольцо силы и Ультрамен практически на грани погибели признаются, что все происходящее – чистая ирония. Столько терроризировать мир, чтобы в последние минуты его спасти – забавно. Лекс же объясняет Лоис, что надежда на спасение сына – это прототип устройства, что может путешествовать по мультивселенной. И место там лишь для одного. Мы погибнем, но наш сын должен жить. Пария же появляется рядом с Ультраменом и Кольцом Силы, обреченный скорбеть и оплакивать. Ультрамен не обращает внимания на появившегося незнакомца и, собравшись с силами, начинает идти в сторону стены антиматерии. Значит, это все. Кольцо Силы в ужасе. «Ультрамен, стой! Ты что делаешь?» То, что делал всю свою жизнь. Я сражаюсь до конца. И он исчезает, а вместе с ним и все остальное. В последний момент Лекс и Лоис отправляют капсулу с сыном в мир, где есть герои, мир, где о ребенке могут позаботиться. Лоис, время, что мы провели вместе, было слишком коротким, но ты подарила мне любовь, о которой старый ученый не мог мечтать. И, поцеловав друг друга, они исчезают. И Земли-3 больше не стало. Вселенная перестает существовать. Несметное количество миров исчезают из реальности. Капсула с Лексом-младшим несется между измерениями и попадает на Землю-1, в орбитальную штаб-квартиру Лиги Справедливости Америки. Закадровый голос же рассказывает. Корабль приземлился здесь, ожидая, что герои этого мира найдут драгоценный груз. Но здесь нет ни следа человека. Никто не придет на помощь. Лекс не знал. Ребенок спит, но сон его беспокоен. В то время, как на другой стороне жизнь только просыпается. Июль 1985 года. Нас переносят к Лайле Майклс и Монитору, ее приемному отцу. Отмечу, что это уже не первое их появление. И Лайла, и Монитор дебютировали в «Новых юных титанах», которых тоже писал Марв Вулфман. К истории. В рамках их диалога мы выясняем, что они уже давно наблюдают за уничтожением миров, и сейчас настало время действовать, и, что самое интересное, они выбирают, исходя из позиции героя-злодея, кто им лучше подходит. Для Монитора крайне важно, в какой точке, в каком состоянии находится персонаж. Он также сообщает Лайле, что ей надо действовать быстрее, а пока что он должен забрать дитя, прибывшее с Земли-3, на что девушка ставит ему условия. «Ладно, я сделаю так, как ты хочешь, как ты просишь, но впредь помни, мы равны, и я не потерплю, чтобы меня считали рабыней». И Лайла настраивается и погружается в себя, в свою сущность. Однажды Вселенная разделилась на множество частей, каждая из них не похожа на другую, независимо, но по отдельности слабее, чем вместе. И теперь каждая из частей страдает из-за этой слабости и погибает одна за другой. Потому как сама структура бытия слаба для защиты, и сейчас она должна повторить с собой Вселенную. Должна поделить свое могущество на множество частей, как на лишенные сил, так и на всесильные. Она перестала быть Лайлой и стала чем-то другим. Стала кем-то другим. Теперь она предвестница.
и тень грядущего пугает ее. В этом моменте Лайла разделяется на множество своих версий, каждая из которых отправляется на вербовку определенных личностей в команду по спасению всей Вселенной. Монитор же тем временем также готов начать свою миссию, но если раньше он был непоколебим, изучал мультивселенную долгое время, тщательно готовился к своей миссии, то теперь у него есть сомнения. Сомнения, которые появились из-за видения смерти от руки предвестницы. Но так или иначе бездействовать нельзя. Для начала мы переносимся на Землю-1, в Африку, в сокрытый город, в Горилла-Сити. Целью предвестницы является вербовка Соловара, короля города Горилл, в команду. А Соловар уже в курсе, что Земля в опасности, и в момент его рефлексии одна из версий предвестницы появляется из ниоткуда и зовет его навстречу великим приключениям. Реакция не заставляет себя долго ждать, он в шоке, что какой-то другой человек, помимо Барри Аллена, в курсе, что их город Горилл вообще существует. Соловар пытается то ли ударить, то ли схватить ее, но лапа проходит сквозь. Предвестница же особо ни на что не реагирует и просто забирает разумную гориллу с собой. Идем дальше к следующей точке назначения. Также Земля-1, но уже 30 век. Одна из вариаций будущего — Метрополис. Главной целью здесь является Даунстар, участница Легиона супергероев. Это местная команда, в которой когда-то даже состоял супербой до того, как стать Суперменом, и речь здесь про Кларка Кента, не про его клона. Даунстар замечает прибытие предвестницы и начинает следовать за светом, по итогу попадая в трущобы самоубийц. Там же, подойдя к возможному источнику из ниоткуда, появляется рука и утягивает ее с собой. Даунстар исчезает. Переносимся на Землю-2, 1942 год. Здесь основной целью для предвестницы является Файрбранд, Даннет Райли, которая является частью Звездного эскадрона. Звездный эскадрон, выпуск 50-й. Закадровый голос вещает. Даже в разгар войны, посреди драмы трагедий, найдется место для веселья и музыки. Особенно для музыки. Весьма пышное и людное мероприятие. Везде активно продаются военные облигации. Это ценные бумаги, выпущенные правительством США для финансирования военных операций во время Второй мировой. Зайдя на кухню, Даннет замечает, что Кара никак не может зажечь плиту и просит ее, отойти, принести там спичек. И пока девушка уходит, мисс Райли спокойно зажигает плиту. И из ниоткуда появляется голос: «Файрбранд, ты нужна нам. Пойдем со мной. Твоя планета под угрозой». Все вокруг застыли, будто время остановилось. Даннет собирается позвать весь звездный эскадрон, если предвестница говорит правду. Но в команду нужна только она. Файрбранд не противится. Она чувствует нутром, что все вроде как в порядке, и соглашается пойти с ней. И они исчезают. Тем временем люди возвращаются в норму, и на мгновение появляется некто. Их исчезновение явно не прошло незамеченным. Зловещие глаза распахнулись от интереса, и глубокий хриплый смех эхом раздался по всей комнате. Затем он исчезает, как и те двое до него. И вот, казалось бы, они уже покинули Землю-2, но предвестница врезается во временной барьер, который, с ее слов, мешает ей не просто покинуть этот мир, а даже покинуть это десятилетие не позволяет. Произошел конфликт двух энергий. Файрбранд в этот момент даже начинает сомневаться, что даже забавно. Покинуть свой мир, чтобы спасти другие миры — это хорошо. А вот покинуть свое десятилетие — это уже напряжно. Предвестница собирается сломать этот барьер вне зависимости от того, кто пострадает и что вообще случится. Это приводит к тому, что Генри Хейвуд-старший, или же командир Сталь, переносится со своей родной Земли-2 на Землю-1.
Тем временем дядя Сэм и борцы за свободу вербуют в свою команду фантомную леди Сандру Найт и пластикмена Патрика О'Брайена, чтобы сражаться с нацистами на Земле X. У дяди Сэма есть возможность перемещаться между Землей 2 и Землей X. Впрочем, далее он признается, что пополнить ростер команды, да еще и настолько быстро, его заставил тот самый барьер между мирами, который был разрушен. Да, Предвестница послужила причиной этих событий. Также от действий Предвестницы пострадали Зеленый Фонарь Алан Скотт, Джонни Куик, он же Джонни Чемберс. Если вам угодно такое упрощение, то это Спидстер, как и Флэш, и да, не путать с версией с Земли 3. И его жена Элизабет Лоуренс, то есть Либерти Белл. Они также попадают в другой мир, какой мы узнаем позже. Звездный эскадрон, 51 выпуск. Предвестница и Файрбрэнд летят сквозь вселенную настолько быстро, что Даннет просит чуть сбавить темп. Здесь же в выпуске раскрывается, что Алан Скотт, Джонни Куик и Либерти Белл попадают на Землю С, дом Капитана Марвела и его Марвел-семьи. Да, тогда он еще был Капитан Марвел. Звездный эскадрон, выпуск 52. Они вступают в схватку с ним, но их прерывают полчища теневых демонов антимонитора. Оказывается, Капитан Марвел пытался предупредить героев об этой угрозе, а сам он уже несколько часов бьется с демонами, а им все нет конца. В этом же комиксе происходит весьма забавный момент, когда разбитые на куски теневые демоны соединяются вместе в огромную молнию, они бьют в Билли Бэтсона и лишают того сил. Но по итогу всего этого приключения Фонарю, Либерти Белл и Джонни Куику удается вернуться домой, но с помощью волшебника Шазама. Зеленый Фонарь, выпуск 193. Нам здесь важен конкретно эпилог, в котором Стражи Вселенной чувствуют, что происходит нечто странное. И если эта новая сила является тем, чем является, то она попросту уничтожит целые миры. На Земле-1 в одном из госпиталей медсестры замечают, что небеса стали красными. Их удивленные моськи прерывает Гай Гарднер, один из зеленых фонарей Земли, который вышел из коматозного состояния. Он просит всех покинуть здание, так как у него, цитирую, «давно назревшая встреча с кольцом». Новые юные титаны, выпуск 13. Красные небеса. Главное событие для всего человечества, по крайней мере на Земле-1. Найтвинг подмечает, что в последний раз, когда подобное происходило, то всему виной был Трайгон, но Старфайр сомневается. У Виктора Стоуна, который сейчас не с командой, происходит личная драма, в подробности которой вдаваться нет смысла. После чего он идет по городу в своих чулках, видимо, стальных, и думает о том, о сём, и случается 5-10. Вандалы разбили витрину магазина техники и уже собираются удрать с ворованным, как Киборг поспевает и вступает с ними в схватку. Естественно, он с ними справляется. День спасен, все хорошо, как вдруг Виктора окликает Предвестница. Она просит его пойти с ней, что, мол, мир умирает, нужно поспешить, потому что следом за красным небом последует череда ужасающих землетрясений, а уже после весь мир будет уничтожен. Но Виктор делает логичный вывод. Ты зовешь меня куда-то к какому-то монитору, ты что-то знаешь за красное небо и происходящее, ну, значит, наверное, ты за всем этим и стоишь, и он атакует ее. В процессе сражения Киборг подмечает, что вот-вот и машина собьет монашку с детьми. Но Предвестница вовремя вмешивается и спасает бедолаг, и именно это и убеждает Виктора пойти с ней. Зеленый фонарь, выпуск 194. Комикс начинается с того, что Зеленая Стрела и Черная Канарейка в Стар-Сити спасают людей из разрушающегося здания. На помощь поспевают Джон Стюарт и Кат Матуи. В разговоре между героями выясняется, что погода сошла с ума, так еще и землетрясение, по всей видимости, по всей планете.
А также пропал огненный шторм, исчез как по щелчку пальцев. Об этом я расскажу немного позднее. И из ниоткуда появляется предвестница, которая поясняет канарейке, что Ронни Реймонд не исчез, он был избран для спасения Вселенной, а теперь настала очередь Джона Стюарта. По классике происходит недопонимание, между героями завязывается бой, однако весьма быстро заканчивается, так как Джон, оценив, скажем так, противника, понял, что она на стороне хороших. Весьма отличный скилл, если честно. Катма пытается как-то убедить предвестницу, что Стюарт еще не опытен, и она лучше подойдет на роль защитника, чем он, но получает отказ. Джон, надев маску по просьбе своего нового соратника, исчезает. Переносимся на еще одну землю, в этот раз это Земля-4, Земля Чарльтон Комикс, скажем так. Среди значимых персонажей отметим Дэна Гаррета и Теда Корта, Синие жуки, Миротворец, Вик Сейдж, Вопрос, Капитан Атом, Ален Адам, ну и Дзюдомастер, Рип Джаггер, ну и Найтшейд. Интерпретация Дзюдомастера, кстати, была в первом сезоне Миротворца. Полиция оцепила здание, на крыше которого вооруженные преступники взяли в заложники девушку. Требуют вертолет, денег, в общем, все как полагается, по канонам. Однако позади появляется Синий жук, который с легкостью выбивает дурь из бандитов. Одного даже успевает спасти от неминуемой гибели и освобождает бедную и несчастную. Однако его прерывает предвестница, которая предлагает ему пойти с ней, на что Тед, даже особо не думая, соглашается. Мы переносимся к еще одной версии нашей блуждающей героини. На этот раз она ищет Ориона, причем ищет в прошлом. 45 тысяч лет до настоящих событий в комиксе. Я знаю о нем ровным счетом ничего, кроме того, что он там верховный маг из Древней Атлантиды, но и это проговаривается даже чуть позже в комиксе, поэтому считайте, что я в целом знаю о персонаже ровным счетом ничего. Тем не менее, в моменты поиска на предвестницу нападает теневой демон, которому удается захватить героиню. Теперь же одна из версий предвестницы одержима. На этот раз мы попадаем опять на Землю-2, но уже в настоящее время. Предвестница пришла за Роджером Хайденом, более известным как Психопират. Его способности заключаются в том, что с помощью маски Медузы он может контролировать эмоции других людей, однако есть нюанс. Маска, как эмоциональный вампир, высасывает силы из носителя. Так вот, предвестница знает, как его убедить, и предлагает ему ту самую маску Медузы. Она надевает ее на Роджера, и они переносятся в Питтсбург в настоящее время на Землю-1. Ярость огненного шторма, выпуск 41. Предвестница с помощью своих сил стабилизирует состояние психопирата, и он наконец-то обретает полный контроль над маской, и на этом они разделяются. Предвестница просит Роджера немного подождать, но он не согласен с этим и собирается сбежать. Их целью на этой земле является Файршторм. Если вы не в курсе, то персонаж носит в себе две личности. Это Ронни Реймонд и профессор Мартин Штайн. После взрыва ядерного реактора они сливаются в одного человека. Реймонд контролирует тело, а Штайн выступает как второй пилот, голос извне. Разделение психопирата и предвестницы приводит первого к местному университету, а в частности к профессору Штайну. Когда Мартин его замечает, то Роджер паникует и насылает волну ужаса на профессора, после чего сбегает, и у профессора начинается паническая атака. Предвестница тем временем наконец-то встречает Ронни и сообщает ему, что он нужен как огненный шторм. Конечно же, он сразу использует матрицу, которая позволяет ему соединиться с Мартином, и весь тот ужас, насланный психопиратом, остается даже после трансформации. Герой спешно пытается улететь, а на попытке предвестницы остановить его, он просто ее атакует. Ронни выясняет, что Мартин в ужасе и не знает, что с этим делать, но по итогу все заканчивается тем, что предвестница убеждает психопирата вернуть все на круги своя. Роджер извиняется и исправляет ситуацию. С него берут обещание, что такое больше никогда не повторится.
После они отправляются на вербовку Киллер Фрост. Опять возвращаемся на 45 тысяч лет назад. Орион, верховный маг Атлантиды, которого искала предвестница, чувствует, что вокруг как-то много энергии, и она, к слову, увеличивает порог его силы. Верховный маг погружается в рассуждение о том, как же ему спасти Атлантиду, свое королевство, от неминуемой гибели из-за ледяной экспансии, которая происходит сейчас вокруг. Но весь этот мысленный процесс прерывается из-за предвестницы, которая, напоминаю, одержима теневым демоном. Он без раздумий собирается ее атаковать, но ему быстро дают отворот-поворот, и он переносится на корабль монитора к остальным. Переносимся на Землю-1. Настоящее время. Фаершторм проникает в тюрьму к Киллер Фрост, и он ее освобождает, а она, недолго думая, нападает на него. Почему, спросите вы? Ну, они заклятые враги. Так сложилось. Фаершторм с легкостью ей противостоит, но он понимает, что это ни к чему не приведет вовсе, и зовет предвестницу, по заданию которой вся эта авантюра и была устроена. Она появляется с психопиратом, и тот нейтрализует Киллер Фрост, сменив ее безумие на любовь. Она просто тает от своих чувств. Настолько, что первым делом целует Ронни. Тот, конечно, не в восторге, ведь целоваться с айсбергом в его планы не входило. Успокоив Киллер Фрост, предвестница забирает всех с собой. Монитор же просит поспешить. Пока предвестница собирала команду, погибла еще одна Земля, на которой было как минимум 5 героев, что могли бы помочь в предотвращении вселенской катастрофы. Марнову, а именно так зовут монитора, уже втихую успел послать несколько копий своей приемной дочери на поиск замены этим самым героям. И, наконец-то, мы сможем увидеть состав команды, которую собирала предвестница. Кто же у нас тут есть? Помимо Теда Корда с Земли-4, Обсидиана, Фаербрэнд и Психопирата с Земли-2, Даунстар из возможного будущего Земли-1, Соловара, Геофорса, Киборга, Джона Стюарта, Ориона, Доктора Поляриса, Фаершторма, Киллер Фрост, Псаймона также с Земли-1, присутствует Супермен с Земли-2, Супермен Золотого века комиксов. Что же осталось за кадром? На самом деле много чего, но мы пройдемся только по одному из персонажей. Infinity Inc. 18-й выпуск. Именно в этом выпуске Обсидиан был завербован. Тот не хотел покидать своих друзей, так как они были посреди заварушки, скажем так, но ему ясно дают понять, что уж больно ты узко мыслишь, товарищ, нужно спасать мир, вселенную, а ты вот это мне все устраиваешь. В какой-то момент предвестница даже была готова забрать его силы, если он не согласится, поэтому просто просит его одуматься и пойти добровольно. И на это ему уже нечего ответить, и тот уходит вместе с ней. Давайте немного кратко о том, кто это вообще такой. Тодд Райс, Обсидиан, сын Алана Скотта, первого зеленого фонаря и злодейки Торн. Его силы очень тесно связаны с теневым измерением, что в целом позволяет манипулировать тенями. Infinity Inc. — это команда, состоящая из детей и наследников Общества справедливости Америки, а в частности Серебряного Скоробея, Нуклона, Норсвинда, Брейнвейва-младшего, Скаймана, Фьюри, Обсидиана и непосредственно его сестры Джейд. Кстати, логично, это тоже дочь Алана Скотта. Команда, конечно, весьма разносторонняя, и герои и злодеи на одной стороне ради исполнения великой цели — это сильно. Пока многие из них спорили, а другие даже удивлялись, к ним подкрадывались теневые демоны. Псаймон, чувствуя опасность, предупреждает всех. И именно в этот момент тени нападают. Супермен убежден, что предвестница предала их, и это все ловушка. Кольцо зеленого фонаря здесь бесполезно. Предвестница же, объединившись со своими копиями, вернулась к форме Лайлы, так как в ином случае она лишится сил вовсе, и вселенная точно будет обречена. Герои тем временем пытаются найти способ отразить атаку. Супермен просит Обсидиана сделать все возможное.
Даунстар не понимает, как вообще это все могло произойти, ведь между ними общего здесь ничего, а значит и общего врага у них нет. Синий жук просто пытается спастись, так как эта угроза явно не его уровня. Файрбрэнд лишь слегка может задержать напор теней. Киборг обрушивает стену из белого шума, но толку ноль. И лишь Обсидиан переключается в теневую форму, так как именно так он может сравнять силы с нападающими. Став тенью, Тодд пользуется преимуществом, и это дает свои плоды. Он смог одну из теней нейтрализовать. Да, им вред он причинить может, а вот они ему нисколько. Остальные же все так же безуспешно пытаются сражаться с новым противником. И да, Файршторм спасает булочки Киллер Фрост, если вы понимаете, о чем я. Супермен подмечает то, что было понятно. Грубой силой их не одолеть, и лишь ярчайшая вспышка света спасла их от неминуемой гибели. Демоны отступают, и это, оказывается, Монитор. Эта атака не была спланированной, но и внезапной тоже не была. Прошу, не надо винить предвестницу. Она ни в чем не виновата. А теперь позвольте приглушить свет, и я представлюсь подобающим образом. Я Монитор. Мне пришлось собрать вас, потому что ваши вселенные на грани гибели. На заре человечества, недалеко от деревни Медвежьего племени, на горном хребте сидит Антро, осматривая окрестности. Он ждет. Они уже близко. Слишком близко, и скоро деревня его отца будет растоптана под их могучими лапами. Окутанный тревогой и страхом, Антро глубоко вздыхает, а затем юный охотник прыгает. Давайте знакомиться. Это Антро, пещерный мальчик, кроманьонец из далекой палеотической эры. Как мы можем заметить, стадо мамонтов надвигается аккурат на племя. Антро пытается сделать все возможное, чтобы развернуть этот ужасающий поток в другую сторону, но ничего не выходит. К большому сожалению нашего с вами нового знакомого, ему приходится проткнуть лапу змееносу, именно так они называют мамонтов, чтобы он остановился, и да, это помогает как-то развеять поток стада. Все ликуют, кошка-жена радуется, миска риса спасателю, радости нет предела. Но предел считал иначе и установил личные границы в виде огромной толстенной ветки. Антро свалился со своего змееносика, но, придя в себя, он видит далеко не свои знакомые края, а некий город будущего. То, что увидел юноша, было не диким зверем и не змеей, ползающей по деревьям, нет. То, что увидел Антро, не поддается описанию. Испуганный мальчишка взывает всех посмотреть на чудеса, что предстали перед его взором, но как мимолетно все появилось, так же мимолетно все и исчезло. Ветка была слишком тяжелой, видимо, и лишь один человек из племени резонно задумался. А что случилось со стадом-то? Далекое будущее, 30-е столетие, легион супергероев. Команда разыскивает пропавшую Даунстар, однако их прерывает то самое стадо мамонтов. Колоссальный мальчик уж было предпринимает попытку их поймать, однако они растворяются. Ситуация максимально пугающая для всех. Тем временем Brainiac 5 Quirrell Dogs дает понять команде, что проблема с пропажей Даунстар и стадом мамонтов — это наименьшее, исходя из того, что было зафиксировано. К Земле движется энергия антиматерии. Как мы помним, подобная волна уничтожает всю Вселенную. Если вдруг вы недоумеваете, что, мол, это ж Брейниак, чё за дичь, то да, это прямой потомок оригинального Брейниака Врила Докса и Брейниака второго Врила Докса второго соответственно, который был генетическим клоном Брейниака. Будущее сменяется настоящим. Июль 1985 года.
Бэтмен 389 выпуск, 390, 391, Детектив Комикс 556 выпуск, 557 и 558. Все эти выпуски советуют обычно почитать в связке с кризисом на бесконечных землях. Однако внутри этих комиксов единственное, что хоть как-то напоминает о кризисе, так это красные небеса. Все. На сюжет ивента это никак не влияет. Что происходит внутри этих выпусков? Это финальная арка прикризисной Ноктюрны. Ноктюрна — женщина, в которой Джейсон Тодд видел материнскую фигуру, а Брюс — любовный интерес. История-то интересная, почитать я ее советую, но на канале она вряд ли будет. Вернемся к событиям кризиса. Земля-1 — роскошный особняк уже ныне покойного миллионера. Эй, Гарольд, старина, это так ужасно. Ты не должен был умирать. О, я, конечно, ценю то, что ты сделал, но это было так необязательно. Все, чего я хотел, так это чтобы ты наделил меня всеми своими правами. Сущий пустяк. Тебе принадлежат права на все те немые комедии стоимостью, лямов 26. Я всегда видел в себе кинобосс. Луи Майер, Сесиль Демиль, братья Уорнера и, конечно же, я. И в этот момент, конечно же, врывается душный рыцарь, который так и норовит прервать гениальный спич. Единственное, к чему ты приложишь руку, Джокер, так и это сиквел к фильму «Заключенный», и снят он будет далеко не здесь. Чуть дам примечание насчет слов Джокера. Луи Майер, он же Лазарь Яковлевич Майер, один из основателей Метро-Голдвин-Майер. Сесил Демиль, один из основателей Академии кинематографических искусств и наук, а братья Уорнеры — 4 брата-основателя небезызвестной студии: Гарри, Альберт, Сэм и Джек. Естественно, между двумя завязывается бой, который прерывается появлением Флэша, Барри Аллена. Помоги мне. Прошу, кто-нибудь, помогите. Флэш? Он же исчез, думает Бэтс, глядя на эту картину. Тем временем, пользуясь заминкой, Брюс практически достал растворитель, чтобы освободиться. Джокер же недоумевает. Так нечестно, Спидстер. Твой город — Централ-Сити. Бетси, скажи ему, Готэм не его территория. Отмечу, что раскадровка вот этого момента абсолютно великолепна. Джокер же стреляет в Барри, но, естественно, промахивается. Брюс выбивает пистолет из его рук, но клоун преступного мира решает, что тут как бы все, хватит, и по-тихому сваливают. Что же насчет Флэша? Прошу, разве вы не видите этот мир? Все вокруг меня погибает. Айрис, Айрис. Где ты, Флэш? Я могу помочь спасти тебя. Умирает. Мир умирает. Айрис умирает. Может, уже умерла. Спаси нас. Спаси нас. Спаси нас. Исчез прямо на моих глазах. Что тут происходит? И Барри растворяется, буквально превращаясь в труху. И здесь у нас весьма величественный кадр, где можно, так сказать, происходит небольшой рекап. 15 существ с экстраординарными способностями были перемещены сквозь пространство и время на этот спутник по неизвестным причинам. Психопират, Фаербрэнд, Псаймон, Синий Жук, Соловар, Геофорс, Фаершторм, Киллер Фрост, Супермен, Орион, не Орион, а Арион, Доктор Полярис, Обсидиан, Киборг, Даунстар, Зеленый фонарь Джон Стюарт. Монитор и нам, и присутствующим поясняет, что единственная причина, по которой он всех собрал, это повсеместная гибель миров. Миры в хаосе, землетрясения, извержения вулканов, наводнения, которые разрушают города. Небытие придет, тихое, пустующее, пройдет волной, забрав абсолютно все. Между героями и монитором происходит небольшой конфликт, но в дело вмешивается Супермен с Земли 2 и просит выслушать их нового знакомого, ведь если он говорит правду, то есть шанс спасти миры от неминуемой гибели, а если лжет, то
Вместе они смогут его одолеть, конечно. Монитор также объясняет, что между ним и положительной материей есть весьма сильная связь, и чем больше антиматерия уничтожает миры, тем больше происходит разрыв. Буквально один маленький неверный шаг, и монитор буквально будет беспомощен перед враждующей силой. Одна ошибка, и ты ошибся. Соловар задает резонный вопрос. Все, конечно, круто, но чё мы-то? Есть и другие могучие герои, которые сильнее нас. Чё мы? Ответ убил. Я испытал всех вас и даже больше. Я противопоставил каждого из вас против остальных, чтобы полностью выявить все ваши способности. Вы основная моя сила, других я призову, когда в этом будет нужда. Сейчас на кону больше, чем мораль добра и зла. Судьба мультивселенной, и на этом монитору становится плохо. Колебания героев и злодеев здесь же прерывает предвестница. Без ее вмешательства начался бы сущий кошмар. Она дополняет его рассказ. В 5 ключевых эпохах монитор установил устройство, достаточно мощное, чтобы сдерживать поток антиматерии. В 5 эпохах, в которых проживают герои вроде вас. Чтобы найти этих героев, созданы их собственные точки нахождения. Вы должны защитить их от наших врагов, а затем переманить на нашу сторону. Каков ваш ответ? Говорите. Орион чувствует в ней нечто особенное, и это его пугает. Супермен же отвечает за всех. Да, мы поможем, и там мы узнаем, что правда, а что ложь. И по итогу герои и злодеи исчезают. Предвестница же, оказывается, служит кому-то другому, тому, кому она не в силах сопротивляться, тому, чья воля сильнее. И даже несмотря на то, что монитор ее отец, она вынуждена его предать. Здесь у нас продолжается пролог 193-го выпуска «Зеленых фонарей». Мы переносимся на О, к Стражам Вселенной. Они убеждаются, что та самая сила, которую они зафиксировали, является тем, чем, по их мнению, она и является, то есть угрозой мультивселенского масштаба. Это чрезвычайный случай, и необходимо вмешательство всего корпуса зеленых фонарей, но и даже в таком случае уверенности в успехе нет. Внезапно в этот момент вмешивается некто. Нет, стражи. Слишком поздно. Вы не станете собирать своих солдат, поскольку иначе вы будете представлять угрозу моим планам. То, что началось с вас множество веков назад, вами же и закончится сейчас. И происходит всплеск энергии, после которого стражи теряют сознание, но не умирают, важно заметить. Метрополис, Земля-1. Супермен спешит навстречу Бэтмену, причем настолько быстро, насколько это возможно, потому что впервые за все время их знакомства Кларк в голосе Брюса услышал страх. По прибытии Брюс выводит Кларка в курс дела. Супермен. У нас проблема, и это касается Флэша. Он пересказывает все, что он видел и знает, но спич прерывает появившийся пария, и он молит о помощи. Он успевает объясниться героям, что он слышал легенды о них давным-давно, он их знает. А вот эта земля, где они сейчас прямо находятся, она умирает. Вся вселенная в целом в опасности. И после этого он говорит, что его кто-то отзывает назад. Этот момент стал лишним подтверждением для Супермена о том, что все куда серьезнее, чем можно себе представить. Мы же переносимся в недалекое будущее, отрезок между современным миром и 30-м столетием. Здесь мы знакомимся с Команде, последним парнем на Земле. Сразу отмечу, что это Земля-295, одно из вероятных развитий событий на Земле-1. Что же мы здесь видим? Во-первых, постапокалиптический сеттинг нас будто бы отсылает к планете обезьян, а во-вторых, это та самая башня, которую, со слов предвестницы, надо будет защитить. Команде взбирается по этой башне, но в какой-то момент его лиана, трос, обрывается, но подоспевший Супермен с Земли-2 его спасает. Весьма интересно, что сам парень является крайне далеким потомком Супермена с Земли-295. Встретив Соловара, кстати, Команде напрягается, но, всматриваясь в глаза, убеждается, что он ему не враг, так как у Короля Горилл, цитирую, «глаза, вселяющие доверие, не как у других животных». Да,
Команда номер 1 состоит из Супермена Земли-2, Соловара и Даунстар. Однако времени на разговоры нет. Теневые демоны вновь нападают, но на этот раз в большем количестве. Даунстар подмечает, что они слабее, чем те, что были на корабле, но это не отменяет их опасность. К примеру, один из демонов ранил команде, и если бы не подоспевший Соловар, то, возможно, все обернулось бы куда плачевней. Тени по итогу отступают. Даунстар уже было хотела их преследовать, но король Горилл убежден, что это лишнее. Лучше защитить устройство и быть готовыми к чему-то худшему. За всем происходящим издалека наблюдала предвестница, которая все так же находится под контролем кого-то могущественного, того, кто насылает всех этих демонов. Собравшись воедино, она уже, как Лайла, продолжает служить своему отцу, даже зная, что скоро его предаст. Монитор просит привести Александра Лютера с Земли-3 к нему, но то, что она видит, шокирует ее. Маленький мальчик невероятно быстро подрос. Наверное, это Стасян. Целое лето прошло. Мы же переносимся в Атлантиду. Команда номер 2 — Психопират, Орион и Обсидиан. Вторая башня, за которой надо приглядывать. Психопират в восторге, так как он чувствует огромный поток эмоций. Орион, слыша подобную реакцию, предупреждает: если ты хоть что-нибудь сотворишь с народом Атлантиды, то кара будет незамедлительной. Роджер, конечно, понял. Нет, он не понял. Это лишний раз подтверждается его исчезновением, которое замечает Обсидиан. Роджер сокрушается, что ему не дают вкусняшку в виде эмоций, и, о чудо, он чувствует, как рядом появляется кто-то со сладким манящим страхом, и это оказывается Пария. Психопират, видя, как его новый знакомый грустит, решает его немного развеселить и заставляет смеяться, что приводит к ужасающим последствиям. Орион вместе с Тодом и жителями Атлантиды настигают Роджера, и тот в противовес насылает на всех волну ужаса. Орион пытается защититься, но это не срабатывает. Обсидиан, приняв форму тени, пытается заблокировать эмоциональную атаку, однако разбушевавшийся Роджер внезапно исчезает. Кто-то его забрал. Что случилось? Где я? Психопират, ты нужен мне. Твой голос подобен льду. Но ты не нужен мне. И я не хочу к тебе. Покажи свое лицо, а я покажу тебе, что значит страх. Идиот, ты захочешь увидеть мое лицо без своего собственного. Ты хочешь кричать, верно? Что ж, глупец, ты не сможешь без своего рта. И ты умрешь, не выказывая своих эмоций. Если хочешь жить, дай знать, но жить значит выполнять все, что я пожелаю. Отвечай, сейчас же. О, Господи, конечно, я все сделаю. Но прошу, больше не делайте этого. Если я не буду выражать эмоции, то, скопившись внутри, они уничтожат меня. Тем временем на корабле Монитора подмечают, что они потеряли психопирата. В качестве замены Лайла предлагает Рейвен, но оказывается, она недоступна. На момент выхода Кризиса Рейвен была мертва, что можно прочитать в New Teen Titans выпуск 5. Но Монитор же решает, что придется сойти с пути, который они выстроили, и создать нового доктора Лайта. И речь здесь идет про Кимио Хоши, о чем мы подробно поговорим в 4 выпуске. Тем временем в Атлантиде нескончаемый ужас психопирата подошел к концу, и все пришли в себя. Пария рассказывает, что он из самого первого мира, что был уничтожен антиматерией. Также мы узнаем, что он был проклят за некое злое деяние, за что он уже заплатил 1000 раз и заплатит еще больше. К тому же его появление здесь — это предзнаменование трагедии. Жители Атлантиды обращают внимание на небо, которое становится красным. У Земли-1 осталось несколько часов до того, как она полностью погибнет. Обсидиан понимает, что Монитор солгал. Тем временем на спутнике Монитора Марнову решает поспешить, так как враг оказался весьма шустрым в реализации своих планов.
Предвестница же разговаривает с нашим главным антагонистом. Выдает он абсолютную злодейскую базу про уничтожение, смерть, матюки и прочие пакости. Лайла находится в конфликте с самой собой. Одна часть, покоренная антимонитором, склоняет ее на сторону аннигиляции, а вот Марнову, как ни удивительно, склоняет мультивселенную спасти. Он просит ее сопротивляться, потому что именно она, пария, ребенок с Земли-3 и все избранные герои могут защитить хоть что-то, что осталось от этого мира. Это шанс на выживание. Спутник монитора. Где-то между пространством и временем. Марнову рассматривает под своим вселенским микроскопом дитя Александра и Лоис Лутеров. Он поражен уникальностью данного мальчика. Впрочем, сам Алекс поражен не меньше, потому что постоянные проверки монитора не дают ему покоя. Но в чем же кроется интерес Марнову? Оказывается, мальчик сочетает в себе как позитивную, так и негативную материю. Чистейший парадокс, нонсенс, по мнению монитора. Однако наличие такого экземпляра, как Алекс, весьма упрощает процесс поиска ответов к тому, что же делать с надвигающейся угрозой. Тем временем Лайла пытается поговорить со своим отцом, но он ее просто игнорирует, из-за чего она начинает тревожиться. Паранойя сжирает ее. Неужели монитор узнал о предательстве? Узнал о том, что, несмотря ни на что, она решила сделать ставку на врага. Знает лишь сам Марнову. Лайле ничего не остается, кроме как уйти, и она перемещается. Аккурат к своему новому господину. Здесь же наш старый приятель психопират, который чувствует, что Лайла чего-то боится, но причина ему неизвестна. Он начинает накручивать у себя в голове, что причина тому он сам. Замолчи, психопират. Твоя пустая болтовня меня раздражает. Я знаю, почему ты здесь, предвестница. Стоит монитору подумать о чем-то, как я тут же это узнаю. Уничтожь дитя Лутера. Мертвые не представляют угрозы. А теперь ступай. Сделай, как я велю. И Лайла исчезает. Роджер подмечает, что она нестабильна, и предлагает ей внушить или любовь, или же верность. Сдерживай эмоции, психопират. Контролируй собственные силы. Предвестница будет делать то, что мне нужно. Вскоре она убьет монитора, и это единственная веская причина оставить ее в живых. Земля-1. 30 век. Флэш. Кратко поясню. В какой-то момент времени Барри и Айрис сыграли свадьбу, но в дело вмешался профессор Зум, Эобард Тоун, который убил Айрис. Ален погнался за Тоуном во временной поток, где последний и остался. Спустя время Барри начал встречаться с Фионой Уэбб. В дело опять вмешался профессор Зум, и Флэш на этот раз убил Эобарда, что повлекло за собой долгий судебный процесс. По итогу все свелось к тому, что Барри теперь в 30-м столетии, где он нашел переродившуюся Айрис. У них даже родились близнецы Дон и Даун Аллены. Но разве идиллия может продолжаться вечно? Прямо сейчас, буквально на глазах у Флэша, весь мир превращается в труху. Барри бежит по миру, что раздирают природные катаклизмы ужасающих масштабов, но худшее впереди. Стена антиматерии неумолимо приближается. Ален в ужасе. Он начинает про себя проговаривать, что есть лишь одна надежда и лишь один шанс, после чего исчезает во временном потоке. И мы переносимся в июль 1985 года, все та же Земля-1. Юные титаны и аутсайдеры также столкнулись с нарастающим катаклизмом. Разрушение повсюду. Герои пытаются оградить гражданских от угрозы. Эвакуация идет полным ходом. Здесь полезен каждый. Starfire, например, сосредоточила свои силы, чтобы атаковать стену антиматерии, но ее лучи абсолютно бесполезны. Чудо-девушка Дона Трой старается спасти застрявших в здании людей, и в этом ей помогает Хало.
В какой-то момент здание не выдерживает и падает прямиком на Амазонку. За всем этим наблюдает Найтвинг, и, к своему сожалению, он не в силах что-либо сделать. Но подоспела кавалерия. Супермен успевает закрыть собой чудо-девушку от обломков здания. С ним же приходит и Бэтмен, который объясняет, что да, дела идут совсем плохо, и самое страшное во всем этом то, что сколько им отведено времени, неизвестно. Кори продолжает свои попытки, пытается сделать хоть что-то, чтобы остановить стену антиматерии, но Супермен, завидев это, просит ее прекратить, говоря, что нет смысла тратить свои силы, разряды неэффективны. Отмечу, что вся эта критическая ситуация для Starfire личная. Она прямо проговаривает: «Мой мир завоевали. Я не позволю такому произойти и с этой планетой тоже». На что Супермен ей отвечает, что он вообще-то понимает ее. И понимает так, как никто другой. На мгновение все внимание от угрозы на себя перетягивает появившийся из ниоткуда Барри. Бэтмен уже встречал Флэша, который материализовался в воздухе и говорил страшные вещи. Только не снова. Нет, в этот раз не просто образ, а сам Флэш. Сам же Спидстер проговаривает то, что мы уже с вами знаем. Что-то случилось в будущем. Вся вселенная трещит по швам. Брюс уже было готовится подойти и дотронуться до Флэша, но его останавливает Джерико, или же Иерихон, кому как. Делает он это потому, что красное сияние вокруг Флэша опасно. Оно может повлиять на каждого, кто коснется Спидстера. Аутсайдерам, Титанам и остальным остается лишь наблюдать, пока Флэш вновь исчезает. О боже, боже мой. Я пытался предупредить тебя. Помоги мне. Тем временем где-то очень далеко, за пределами Солнечной системы, Брейниак блуждает по космосу. Он наблюдает за тем, как волна антиматерии уничтожает все сущее. Осознав, что еще немного и его самого настигнет погибель, он принимает решение спастись, ведь это его главная директива. Как будто у него был другой выбор, ага? Однако Брейник нам же проговаривает, что чтобы спастись ему, надо спасти Вселенную. И для этого, внезапно, ему нужна помощь Земли, а в частности, Лекса Лутера. Переносимся на более ранние времена. Поздняя весна 1944 года. Война в Европе закончится в считанные недели, но здесь она может растянуться на годы. Морковия пала жертвой Третьего рейха. Оставшиеся горожане взмолились о помощи, и их мольбы были услышаны. Но все пошло не по плану. Здесь у нас очередной отряд прибывает к энергетической вышке монитора. Синий Жук, Доктор Полярис и Геофорс. Солдаты же, которые ведут ожесточенный бой за освобождение Морковии, не понимают, какого черта здесь происходит и что это за штуковина перед ними. Познакомьтесь с еще одной пачкой персонажей. Это одержимая танковая единица, которым управляет Джеб Стюарт, а одержим он призраком генерала Стюарта, его деда, и сопутствующий отряд, состоящий из сержанта Уильяма Крейга, Эдди Крейга, Гуса Грея и Рика Роулинса. Призрак Стюарта говорит внуку, что мир делится на победителей и неудачников, и неудачники сегодня проиграют. Здесь речь идет уже о второй пачке персонажей. Неудачники, то есть лузеры, которые состоят из капитана Уильяма Шторма, Гуннера Маккея, Джонни Клауда, сержанта Клея и собаки по кличке Пуч. Вам мало? Не вопрос. Здесь давайте сразу знакомиться с ротой Изи. Хорас Бульдозер Хэнфилд, сельский малый или же малый фермер, как угодно, четырехглазый, Филипп Мейсон, Джеки Джонсон, Луис Киахани, Гарольд Шапиро и небезызвестный сержант Франклин Рок. Тем временем Геофорс приходит в ярость, потому что Морковия — это его родина. Он собирается истреблять нацистов здесь до тех пор, пока они все не подохнут. Доктор Полярис лишь ехидно улыбается, ведь, цитирую, «теперь они говорят на одном языке». Гарольд, глядя на все происходящее, говорит сержанту Року, что эта война безумная, на что Франклин отвечает просто лучшую возможную фразу.
Безумная она была всегда. Просто сейчас пора в книгу рекордов заносить. Синий жук, видя, как импульсивно начинает действовать Геофорс, понимает, что так-то все по делу. Это его страна, это его люди, и сейчас нагрузка на его психику колоссальна. Однако здесь они не для того, чтобы молотить фашистов, что он прямо и проговаривает далее. Доктор Полярис тем временем собирается убить Фашика, но в его планы вмешивается сельский малый, который обезвреживает фрица. Эта война унесла слишком много жизней, никто больше не пострадает. Тем временем у башни монитора стянулись силы нацистов. Сержант Рок ведет за собой все 3 упомянутых отряда. Вот уж кроссовер кроссоверов. И вроде бы получается дать отпор, но в определенный момент сражения из ниоткуда появляются теневые демоны и начинают истреблять солдат. А в частности, тех самых лузеров. Вот как бы это ни звучало, если честно. Забегая вперед, скажу, что погиб весь отряд. Их так и не смогли спасти. Сержант Франклин Рок со своими боевыми товарищами начинает отстреливать этих демонов, но это мало того, что не дает никакого эффекта, так еще и количество этих тварей увеличилось. В дело вмешивается Синий Жук, и буквально только приземлившись, он получает ранение в плечо. И вот что интересно. Теневая тварь коснулась Теда, но оттого погибла сама. А все потому, что жучки от скоробея Дэна Гаррета, которым Корт владеет, способны их уничтожить. Тем временем самого Синего Жука начинает окружать орда демонов. Доктор Полярис признает, что этих тварей настолько много, что даже для него это верная смерть. Геофорс же, кажется, стал понимать, к чему такая массированная атака. Все, чтобы их разделить и не дать защитить башню. Осознав, что единственный путь к победе над демонами — это дать им до себя прикоснуться, Корт признает, что это точно погибель. Как там говорилось, достойная смерть сама по себе награда. В попытке уклониться от обжигающего касания, Синий Жук падает с башни. Монитор, наблюдающий за происходящим, принимает решение отослать обратно всех тех, кто ранен или же не справляется с поставленной задачей. Что же теперь будет ждать этих героев? Верная смерть от волны антиматерии в их родном мире. Тем временем первая команда, состоящая из Супермена, Морнингстар, Команди и Соловара, наблюдает уже даже не за красным небом, а за электрическими бурями. Кларк прямо признается, что напуган. Соловар же общается с Команди, как вдруг его речь начинает замедляться. Оказывается, что его ранили в спину. Соловар к этому моменту потерял очень много крови. Будь хорошим, юноша. Будь хорошим. И король Горилл умирает на руках своего новообретенного друга, а после перемещается по указке монитора назад в свой родной мир, в свое время. Мы же переносимся в город Койот, штат Техас, 1879 год. Привет Дикому Западу. Из первых же кадров нам показывают, как из салуна выкидывают Бартоломью Лэша, или же, проще говоря, Бэт Лэша. Дамский угодник, получив порцию очередных люлей, как он обычно и получает, направляется к странному месту, о котором ему писал полукровка, охотник за скальпами, Кевонутей. В переводе означает «тот, кто меньше всего похож на человека». В итоге это странное место оказывается очередной башней монитора. Давайте знакомиться с еще одной пачкой персонажей. Ранее упомянутые Бэт Лэш и охотник за скальпами, Найтхоук, Джонни Сандерс и небезызвестный Джона Хекс. Команда у башни встречают Киборг, Файрбрэнд, Псаймон и Джон Стюарт, Зеленый фонарь. Бэт Лэш от ужаса, который на него навели гости, начинает палить в них из своего револьвера, но его останавливает Джона Хекс. «Слышь, хорош, разве не вспоминаешь того зеленого в костюме? Мы видели такого же типа, звался Фонарем, только он не был угольком». Этот экспозиционный затык между героями оказался роковым, потому что те не успели сформироваться и напасть. И начинается бой.
Псаймон и его псионические силы оказались бесполезны. Файрбрэнд и Киборг вовсю уничтожают надвигающиеся силы противника, а Джон обнаруживает, что его кольцо, в котором должна быть половина заряда, не работает. Никак. Снаружи шахты начинается электрическая буря, небо краснеет. Найтхоук садится на своего коня и скачет прочь от этой проклятой башни, аккурат под волну антиматерии, которая уничтожает все на своем пути. Буквально на его глазах город исчезает вместе со своими жителями, а после добирается и до самого Найтхоука. Переносимся в Метрополис, 30 век. Волна антиматерии надвигается и здесь. Тихий убийца, как пишется в самом комиксе. Легион супергероев во всю свою мощь пытается противостоять надвигающейся смерти, но ничего не выходит. Здесь же, к сожалению, гибнет малыш Психо. Давайте теперь отрезюмируем. Во всех временных отрезках Древней Атлантиде, Диком Западе, далеком будущем, на любой земле грянула волна антиматерии. Смерть даже не у порога, а аккурат держит нож у горла. И за всем этим наблюдает монитор. Он движется быстрее, чем я ожидал. Остались даже не дни, а считанные часы. Земли гибнут. Агенты на местах. Машины на местах. Пора воплотить мой план. И в этот момент Марнову прерывает его приемная дочь, предвестница, которая собирается его убить. Июль 1985 года. Красные небеса теперь едва заметны. Вместо них внимание привлекают бури, электрический хаос, что властвует над каждой частью расколотой земли. Солнечная активность возросла тысячекратно. Кажется, что это затронуло даже звезды. Созвездия отныне расположены не так, как обычно, да и погода сошла с ума. Все те, кто обладают силами, заметили, что каждый новый день полон кошмаров, ставших реальностью. Супергерл Кара Зор-El летит, как я предполагаю, над Готэмом. Почему я так решил? Она летит навстречу с Бэтгерл. Они не общались несколько месяцев. Со слов Барбары, Готэм в большинстве своем пуст. Те, кто остался, находятся рядом со своими любимыми в ожидании конца. Да и сама Бэтгерл чувствует себя бесполезной, беспомощной, ненужной и напуганной до чертиков, потому что у нее нет никаких особых сил, которые могли бы пригодиться. Линда пытается ее успокоить. «Да, у меня есть силы, но я тоже напугана. К тому же там, внизу, тысячи людей, у которых нет моих сил. Полицейские, пожарные, солдаты. Все они обычные люди, и они пытаются предотвратить гибель этого мира раньше времени». Внимание Супергерл отвлекает маленький самолет, который прямо в воздухе разваливается на части. Бэтгерл, наблюдающая за тем, как Супергерл спасает бедолагу от гибели в потоке антиматерии, потихоньку приходит в себя. Барбара прекрасно знает, что Линда — пример геройства. Даже сейчас она ни секунды не думала ни о себе, ни о собственной безопасности. Она герой до мозга костей, в то время как я думаю только о том, что случится со мной. Бог мой, во что я превратилась? Герой до мозга костей. Чем я стала? Тем временем в восточном Хэмптоне. Особняк Стива Дейтона, пятого богатейшего человека в мире. Сам Стив Дейтон, Менто из «Рокового патруля» глушит стакан за стаканом, пока вокруг рушится мир, а рядом с ним сидит небезызвестный Джон Константин, который не готов сдаваться. Он уверен, что никто не хочет умирать, по крайней мере, на этой земле, но это не наивность. Джон чувствует, что происходит с каждым, а в частности с болотной тварью. Антиматерия охватывает мир, известный как Земля-1, только завершивший свой сокрушающий путь по Земле-6. После этого остается 5 миров. Пария пристально наблюдает за нами, зная, что увидит до того, как оно попадает в поле зрения. Секунду назад он был где-то еще. Сейчас же он стоит на краю уже другого мира, которому суждено сгинуть. И да, нам вновь показывают парию, который задает риторические вопросы о своей судьбе, но в каком же мире он оказался?
Знакомьтесь, друзья, это та самая Земля-6, которая была уничтожена. Это родной мир Леди Кварк, Лорда Вольта и Принцессы Ферн. Паря удивлен этому миру, потому что здесь нет двойников. Это космическая аномалия, парадокс, ведь все миры были созданы в одно и то же время. Люди пытаются спастись от надвигающейся катастрофы, и к Парии незамедлительно приближаются местные герои, как раз ранее упомянутые мной Леди Кварк и Лорд Вольт. Лорд Вольт почувствовал присутствие чужака, и он считает, что именно он, этот чужак, является главной угрозой этому миру. Прикоснувшись к Парии, Лорд получает сокрушительный удар от самого себя. Его силы просто отразились. Но он не пострадал. Пария прямо проговаривает героям, что его невозможно убить. Это его проклятие, и он им не враг. Он готов помочь, если на то будет возможность. Принцесса Ферн видела то, что произошло, и собирается применить свои силы против, но ее настигает стена антиматерии. Она погибает на глазах у своих родителей. За ней следом погибает и отец, Лорд Вольт. Леди Кварк была готова умереть вместе со своей семьей, но Пария мертвой хваткой вцепился в нее. Мне жаль. Правда жаль. Но я не могу дать тебе умереть. Если я спасу хоть одну жизнь, то мое вечное проклятие будет смягчено. Именно так погибла Земля-6. Тем временем на спутнике монитора. Мой враг приближается все ближе, и с гибелью Земля-1 он получит еще больше мощи. Значит, никому не хватит сил его остановить. Но все еще есть шанс. Мой новый воин. Луч ионной энергии разрывает турбулентный космос. Его цель — звездная система Веги и нестабильная звезда, готовая вот-вот взорваться. Япония, Земля-1. Группа астрономов фиксирует волну антиматерии. Они знают, что она неминуема, и они боятся. Появляется руководительница проекта, которая буквально с порога заявляет, что все они просто трусы, которые поддаются низменным инстинктам. Вообще дикая дама. И это, друзья, Кимио Хоши. Ее отец пытается вмешаться. Он прекрасно знает, что так нельзя поступать с людьми. Они напуганы, они боятся грядущего. И Кимио, скрипя сердцем, прислушивается к отцу и отпускает всех домой, чтобы те провели, цитирую, свои последние мгновения с близкими. А сама она остается, чтобы продолжить наблюдение. И это становится для нее роковой ошибкой. Тот самый ионный луч бьет прямо в нее. Раздается взрыв. Ученые спешат к месту происшествия, но самой Кимио там нет. Она пропала. Безусловно, за это ответственен монитор, наблюдавший за происходящим. Ведь именно Кимио станет новым воином Марнову, но об этом позже. За монитором с монитором наблюдает Лайла, которую переполняет воля антимонитора. Она собирается убить Марнову. За монитором с Лайлой, где та смотрит на монитор с монитором, наблюдает уже Александр Лютер, и он разделяет ее позицию. Он знает, что то, что она запланировала, будет служить нуждам Марнову. И казалось бы, антимонитор против монитора, но почему-то в монитор смотрит. Он наблюдает за тем, как Красный Торнадо спасает людей. К нему подходит психопират. Посмотри на него. Он не знает, как с ними распорядиться, ведь так? Я в восторге. Я сделал верный выбор, объединив силы с тобой. Тихо, психопират. Или ты хочешь, чтобы я задавил тебя волной эмоций, пока они тебя не уничтожат? Повинуйся моим приказам. Вскоре будет новый мир, чтобы модифицировать его психологически. Однако я понимаю твое волнение. Красный Торнадо — один из самых могущественных членов Лиги Справедливости Америки. Вскоре он будет биться за меня.
И да, антимонитор переносит Джона Смита к себе, чтобы сделать из него орудие для собственных нужд. Переносимся на Землю-2. Времена Артура и Круглого стола, героев и подвигов, которые, к сожалению, останутся в истории мифами. Файршторм и Киллер Фрост приближаются к очередной башне монитора. За ними наблюдает Вендел Сэвидж. Навстречу героям выдвигается сэр Джастин, сияющий рыцарь, член Звездного эскадрона. Однако он их не признает и считает, что это все злые колдуны, которые к тому же прознали его настоящее имя и призвали демонов. Файршторм не согласен с ним, но окей, время разговоров придет позже. Сейчас же необходимо дать отпор теневой угрозе. Вендел также в ужасе, но лишь потому, что происходящее для него просто неизвестность. Он ничего не знал про теневых демонов, про башни монитора. Он сам себе прямо проговаривает, что если он хочет править этим миром, то он обязан узнать правду о происходящем. Герои тем временем пытаются дать отпор напавшим теневикам. В определенный момент сияющий рыцарь разрывает толпу демонов, но стало только хуже. Частицы всех поверженных теневиков объединяются в одну монструозную фигуру. И что самое интересное, эта фигура появляется везде. Это происходит в каждой эпохе, на обоих землях. Одновременная катастрофа в двух мирах, связанных общим творением. Темные тени сливаются, преобразовываются в нечто куда более могущественное. Сквозь бездну пространства и времени. На Землю, Сатурн и Марс, из далекой Веги к искусственному свету внутренней Земли, Скартариса. Обычные люди, рабочие, учителя, лидеры и их последователи. Шокированные, они могут лишь взирать на происходящее. В ужасе, страхе. Десятилетиями пессимистичные плакаты кричали, что мир движется к своему концу. Сегодня же, объятый алыми небесами и хаосом электрических бурь, мир, наконец, погибнет. Герои на Земле-1 пытаются понять, что происходит, как поступить, как спасти мир. Времени нет. Надо просто действовать. Халу и Старфайр двигаются к башне монитора, собираясь объединить свои усилия, чтобы все прекратить, но, во-первых, камео DC Comics. Во-вторых, путь преграждает появившийся из ниоткуда Доктор Лайт, Кимио Хоши, которая собирается защитить башню монитора, ведь с ее слов только этот вибрирующий камертон способен спасти планету. Халу и Старфайр быстро получают отпор от нее. Кимио же пытается им объяснить в свойственной ей грубой манере, что если они настолько тупые, то все точно обречены. Тацу Катана слышала весь спич доктора Хоши, поэтому поясняет героям, что появившиеся из ниоткуда барышни им не враг. Они на одной стороне. Супермен, который также понял Кимио, поспевает к ней на переговоры, ведь именно доктор Лайт во всей этой ситуации может пролить свет на происходящее. Какая ирония. С ее слов уничтожено уже более сотни вселенных. Сейчас облако антиматерии охватывает и Землю-1. Супермен кивает, мол, «Да, я так и думал». Оправдались худшие опасения. Но что мы можем сделать? Мы же переносимся на райский остров, Темискира, родина амазонок. Королева Ипполита предлагает молиться во спасение, с чем не согласна прибывшая за поддержкой Диана. Она планировала повести в бой своих сестер, но размолвка между ней и матерью лишь усиливается. Тем временем на спутнике монитора Марнову слабеет с каждым уничтоженным миром. Да, воины, которых он выбрал для защиты башен, сражаются доблестно, но еще ничего не готово. Предвестница, дитё Лутера, Пария и он сам — это последний рубеж. И если он будет уничтожен, то все потеряно. Внезапно перед ним появляется Пария, которого встречают как старого знакомого, хотя он сам здесь, на спутнике, впервые.
И здесь раскрывается, что спутник был создан за день до того, как Келмоса был проклят. Проклят самим монитором. Марнову признается, что Пария должен был умереть за свои грехи, но в итоге ему была дарована тень жизни. Монитор не понимает претензий. «Я пожертвовал множеством своих жизней, чтобы увидеть, что ты жив. Ты должен быть благодарен». Благодарен? Ты безумен. Я должен убить тебя за то, что ты сотворил. Ты псих. Ты наблюдаешь, как все эти люди только зря бьются за свое выживание. Во имя богов, демонов становится все больше и больше. Герои, несчастные герои, не смогут их победить. И все же, чтобы миры выжили, они должны защитить машины ценой собственной жизни. И на этом праведный гнев Парии слегка остужается. Кажется, он признает, что башня монитора – один из последних вариантов для всеобщего выживания. Однако сам Марнову признает, что Земля-1 и Земля-2 обречены на погибель. Их судьбы тесно связаны друг с другом. Вселенные разделились на заре времен. Каждый мир по отдельности слабее, чем целое, которым они могли бы быть. Миры были разделены вибрациями и временем. Мои машины объединят их вместе. Пария возражает, глядя на временные отрезки, на сражение у башен, он отчетливо видит, что героям не победить. Антиматерия уничтожит все. Эти миры погибнут, монитор, как и все, чью смерть я видел. Зачем же тогда ты заставил меня страдать? Ради чего? Будущее не изменить. Прошлое не изменить. Что ты можешь сделать? «Лучше, на что я способен», — отвечает Марнову. «Ты ведь не понимаешь, насколько я слабею с каждым днем. Я сохранил всю свою силу на самый конец, но он передвигается быстрее меня. Со злом всегда так. Оно не сдерживается моралью. Пария, сделай одолжение. Не причиняй ей вреда, пока не станет ясно». Кел не понимает, о чем он говорит. Как, кому, почему. И в этот момент монитора окликивает предвестница. «Добро пожаловать. Я ждал тебя. Делай то, что должна, Лайла». И она громогласно заявляет, что она лишь предвестница, а не Лайла стреляет лучом энергии в Марнову. В своего отца. Так приказал антимонитор. И его приказ — смерть. Она пыталась бороться с волей нового господина, но безуспешно. Все произошло настолько быстро, что Пария так ничего и не понял. Предвестница после выстрела просто падает вниз. Марнову, так и не сказав, что делать с этими башнями, медленно умирает на руках у Келмоссы. Он видел смерть, погибель. Вселенные рушились вокруг него, но он почему-то верил, что есть какой-то план. Путь борьбы, талика надежды. Но теперь ничего не осталось, и человек по имени Пария может лишь только оплакивать. Ради этих миров, этих вселенных, Земля-1, Земля-2 должны умереть. Она герой до мозга костей, в то время как я думаю только о том, что случится со мной. Бог мой, во что я превратилась? Герой до мозга костей. Чем я стала? Ну вот теперь пора начинать. Готэм-Сити.
Июль 1985 года. Мы видим, как Барбара Гордон в образе Бэтгерл наблюдает за городом, который все так же тих. Улицы все так же пусты, а преступники остались дома. Никто не знает, что же будет завтра. Никто не знает, будет ли завтра вообще. Барбара впадает в рефлексию. Если никого нет, то почему я все еще здесь? Остаюсь на страже. Герою, которому некого спасать. Но это же не совсем так, верно? Все еще есть целый мир, который необходимо спасти. Мир, который исчезает буквально на глазах. Исчезает в антиматерии. И я ничего не могу с этим сделать. Никогда я напугана. Это беспомощность. И в этом кроется самый главный вопрос. Какой же герой Бэтгерл, если надежды больше нет? Кто я тогда? Однако, в отличие от оригинального выпуска «Кризиса», мы видим, что Барбара вполне легко взяла себя в руки и быстро поняла, что ей есть чем заняться. Она слышит крик и незамедлительно двигается к источнику звука. Забравшись в окно, она замечает маленькую девочку и спрашивает у нее, что случилось, на что незамедлительно получает «в подвале монстр». И у него мои мама и папа. И Бэтгерл просит показать. Девочка, естественно, показывает, куда идти. Барбара спускается вниз по лестнице и радуется, что хоть что-то в окружающем хаосе обрело свою структуру и смысл. Что-то, что ей знакомо и понятно. И она не прогадала. Монстр стульями швыряется. Монстр, с которым Барбара может совладать. Особенно с таким. И это, оказывается, Киллер Крок. С очень милым плюшевым крипто в руках. Родители девочки умоляют Бэтгерл помочь им, рассказывая, что они услышали монстра, который пытался прорваться в их дом, и, как видите, ему удалось. Барбара сходу отчитывает Уэйлона, мол, «Чувак, ты серьезно? Вламываться в дома на пороге апокалипсиса? Не можешь оставить людей в покое именно сегодня ночью?» Крок недоумевает. В покое? То что ты знаешь о покое? И он бросает в нее, кажется, шкаф. Барбара, придя в себя, понимает, что Уэйлон сбежал, пробив дыру в стене. И действительно, не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что именно туда он и сбежал. Она просит девочку остаться с родителями, но Маське не имется, ведь монстр забрал с собой крипто, видимо, любимая игрушка девочки. Барбара идет за Уэйлоном. «Ну, должна признать, я везунчик. Кто же еще проведет апокалипсис, бродя по канализации? Быть может, это работа для Супергерл? Не, Линда занята. Хотя я бы многое отдала за частицу ее неуязвимости сейчас. Эти туннели выглядят так, словно вот-вот обвалится». И в этой тьме к Бэтгерл подкрадывается Крок. Почему ты не можешь оставить меня в покое? «Ты напугал этих людей». И что ты сделаешь? Запрешь меня? Аркхема нет. А вместе с ним и большей части города. Это не значит, что ты можешь делать то, что захочешь, брать то, что тебе хочется. Но ты показал мне, кто я есть, когда это нужно. Предполагаю, что я должна быть И да, Барбара вырубила Крока, однако ее отвлекает девочка. Она не послушалась Бэтгерл и проследовала за ней. Барбара негодует, ведь здесь небезопасно. Она же прямо попросила остаться с родителями. А Маська, завидев игрушку и не замечая Бэтгерл, с радостью бежит забрать крипто назад. В этот момент хрупкие тоннели, которые могут обрушиться в любой момент, таковыми и оказались. И с грохотом падают аккуратно девочку. Это вновь возвращает Барбару к сомнениям, ведь даже перед лицом апокалипсиса, как она сама проговаривает, она не может спасти даже маленькую девочку. Бэтгерл пытается сделать хоть что-нибудь, пытается разобрать завал. Однако помощь пришла откуда не ждали. Уэйлон спас девочку. Она не пострадала, ни царапины, да еще и с любимым крипто на руках. Не желал никому доставлять неудобства. Просто хотел спрятаться от света. Где-то, где безопасно, где тепло. Я
Я... Он не хотел оставаться один. И здесь Барбара поняла, что она ошиблась. Она подходит к Уэйлону со словами, что она здесь. Она рядом. И в конце концов Барбара Гордон получила ответ на свой вопрос. Перед лицом апокалипсиса, когда надежды уже нет, даже когда монстры напуганы, именно таким героем и является Бэтгерл, какой всегда и была. И Барбара, обняв Уэйлона, плачет. Свершилось. Первые две основные вселенные погибли. Но почему не возросла моя сила? А как же я? Ты обещал мне мир, который я мог бы изменить. Мои способности эмоционального контроля будут усиливаться. Замолчи, психопират. У меня есть свои вопросы. Монитор мертв. Однако его энергия все еще не со мной. Две вселенные погибли, но я еще не обрел мощь. Прошу, просто скажи мне, что происходит. Я могу помочь. Разве я не контролирую двух наших пленников? Ты не сказал мне, зачем они тебе? У тебя есть я. Ты испытываешь мое терпение, пират. Даже твои силы можно заменить. Ты и Красный Торнадо служите мне. Флэш — единственный, кто может перемещаться через измерения без посторонней помощи. Я не могу позволить ему оставаться на свободе. У Красного Торнадо есть силы, которые позволят мне управлять моей новой вселенной. Он станет моим инструментом. Осталось еще 3 вселенных. Без монитора они обречены. А теперь иди, психопират. Нужно закончить начатое. Где-то в пространстве и времени Пария оплакивает погибшего Марнову. Внезапно его отвлекает голос девушки, которая оказывается Лайла. Она не верит в то, что она убила своего отца. Однако вмешивается сам монитор, изображение которого транслируется из очень странного проектора. «Я знал о твоей одержимости. Знал, что произойдет. У тебя не было иного выбора, кроме как убить меня, Лайла. Тем самым исполнив мою последнюю просьбу. Мне пришлось ускориться. Таким образом, я устроил свою смерть. Есть еще миры, которые нужно спасти, но мои машины не готовы. На момент запуска этих машин мой источник энергии не завершен. Мое тело мертво, но сущность жива. Убив меня, Лайла, ты освободила всю мою энергию. Энергию, которая представляет собой нечто большее, чем просто камертон. Это был сумасшедший план, и он мог сработать. Выслушай меня. Ты все еще нужна мне. Из самого моего существа была создана субвселенная, которая временно поглотила 2 ваших. Земля-1 и Земля-2 вместе со всеми сопутствующими им планетами существуют внутри меня. В данный момент они целы, но из-за спешки в спасении миров время стало единым. Я использовал свою энергию, чтобы успокоить народы, но так как мои вибрации были настроены не полностью, из-за моего врага миры все еще в опасности. Вибрации, разделившие вселенные, замедляются. Вселенные сливаются. И когда они займут одно и то же пространство и время, они уничтожат друг друга. Я записал эту речь перед твоим приходом. Прощай, Лайла. Помни, я люблю тебя. Верно. Марнову потратил свои последние силы, чтобы спасти их. В моменте появляется уже повзрослевший Алекс Лютер, последний сын Земли-3. Именно ему монитор оставил последние инструкции в случае его смерти. Инструкции о том, как спасти миры. Но это потом. Надо проститься с тем, кто принес величайшую жертву. Теперь же Алекс, Лайла и Пария дают обещание исполнить последнюю просьбу Марнову. Вселенную необходимо спасти.
Ёб рот. Теперь я знаю, что он сделал. Со своей смертью этот дурак лишь отсрочил неизбежное. Я еще завладею этими мирами, но сначала нужно завоевать другие. Ты так и не сказал мне, что я должен сделать. Последние 3 земли станут твоими игрушками, психопират. Но пока можешь поиграть с нашим человеческим гостем, если хочешь. Не убивай его. В этой кромешной тьме в царстве антимонитора появляется Флэш. Барри не понимает, где он оказался, но психопират быстро реагирует и внушает Спидстеру страх. Тем временем на Объединенных мирах полный хаос. Лана Лэнг ведет репортаж из Нового мира, и действительно, даже вырвем из контекста строки Лермонтова в данном случае. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони и люди. Поспорить тяжело. Вот динозавры, которые смотрят на летящий кукурузник, который движется по направлению к космическому кораблю 30 века. Или живот-неандерталец, который не понимает, почему рядом стоит какой-то мужик с перьями в голове. Не, ну он индеец, я балдею. Тот же сержант Рок стоит плечом к плечу с Синестра. Тем не менее, самый хаос на борту корабля Монитора. Герои и злодеи 2 земель оказались в этом лимбо. Лутер объясняет присутствующим, что все миры были перемещены сюда во имя спасения. Пария подтверждает сказанное Алексом и просит присутствующих внимательно выслушать. Некоторые сразу же дают понять, что они им не верят, потому что ранее предвестница уже собирала героев, но ничего хорошего из этого не вышло. Пария здесь пытается разрядить обстановку. «Мы использовали компьютеры корабля «Монитор», чтобы найти всех вас. Он наблюдал за вами и вел запись ваших способностей. Вы нужны нам. Герои и злодеи, работающие сообща. Только тогда вы выживете. Только тогда ваши миры будут жить». Супермен и Диана готовы слушать. Алекс начинает свой рассказ. «Нам нужна ваша помощь больше, чем когда-либо. Монитор мертв. Я знаю лишь то, что должно произойти. Некоторые начинают недоумевать, мол, как мертв? Что случилось?» И Лайла признается во всеуслышание в содеянном. Да, она убила своего отца, и да, она убила его под контролем врага. Алекс продолжает. «Этот враг... Монитор никогда не говорил мне, кто он, но он жаждет полного истребления всех вселенных из позитивной материи. Вы знаете о Земле-1 и Земле-2, но все планеты были разделены вибрациями. Чтобы избежать атаки вражеской антиматерии, Монитор начал процесс слияния вселенных в одну. Как это и должно было быть, но каким-то образом на заре времен мы были разделены на бесконечное количество миров. Чтобы спасти саму жизнь, мы вновь должны стать единой вселенной. И многие герои не верят в происходящее». Лутер дополняет свой рассказ и сообщает, что пострадали не только Земля-1 и Земля-2, поэтому если герои откажутся помочь и сплотиться, то будут обречены все. Вокруг царит паника и страх. Некоторые пытаются найти пути решения проблемы, как, например, Алан Скотт. Завидев нового фонаря, он просит его вызвать хранителей в надежде, что весь корпус зеленых фонарей придет на помощь, но Джон не может. Его кольцо все еще не работает. Пария вмешивается в этот беспорядок. Он в очередной раз пытается убедить всех, что угроза реальна. Алекс не церемонится, как Келмоса, и прямо проговаривает, что если они считают, что все это обман, то им стоит вернуться в свои миры и увидеть опасность своими глазами. Но даже в таком случае принять решение необходимо как можно скорее. До гибели вселенных осталось совсем немного времени. И еще меньше на то, чтобы сохранить все, что осталось. В дело вмешивается Супермен с Земли-2. Возможно, я поступаю неправильно, говоря за всех. Но все же я это сделаю. Верни нас обратно. Пусть сомневающиеся примут решение, но я обещаю, если мы можем спасти оставшиеся миры, мы это сделаем.
И так оно и происходит. Тем временем где-то в центре того, что осталось от известной вселенной. Родной мир хранителей, основателей корпуса зеленых фонарей. На планету приземляется корабль, из которого выходит как минимум с десяток зеленых фонарей, в том числе Катматуи, Томар, Ре и Чип. Они обращают внимание, что хранители удерживаются. Чем-то вроде стазисного луча. Они не успевают даже среагировать, как их настигает некая напасть. Тем временем на объединенной Земле Лоис в опасности. На нее нападает саблезубый тигр, который оказался там вследствие совмещения временных потоков, но ее спасает Супермен. Супермен с Земли-2. В этот же момент Рип Хантер и его команда мастеров времени никак не может посадить временную сферу, оказавшись в эпицентре хаоса времени. Они пытаются спастись. Также, параллельно, в поместье Уэйнов происходят не менее безумные события. Прямо посреди гостиной открылась пещера с доисторическими людьми, то самое племя Команди, которое мы видели ранее. Голос за кадром. Нынешние люди разглядывают все инкарнации самих себя, прошлой жизни, будущей жизни. И будь то человек цивилизованный или дикарь, они оба встречают непостижимое. Этот сошедший с ума мир вскоре погибнет, если порядок не сможет восторжествовать над хаосом. И подобное сумасшествие повсюду. В Америке, Европе, Африке и даже за мрачным несокрушимым занавесом. Этот кризис стал общим для всех. И мы видим, как Красная Звезда, Леонид Ковар, сражается с огромным динозавром. К слову, Леня, сын Константина Ковара, такой персонаж у нас как-то был в сериале «Стрела» и играл его Дольф Лундгрен. Каратель. Первый. Тот самый. И на помощь к Комраду прилетает команда. Старфайр убеждает Красную Звезду, что стоит работать вместе, если они хотят сохранить мир. И по итогу, естественно, силы объединяются в общей борьбе. Здесь же мы узнаем, что способности психопирата больше не оказывают влияния на Луизу, Киллер Фрост. Кажется, что Файршторм даже уже привык, что его обхаживает ледышка, а тут вот Натя. Во всепоглощающей тьме, где оказался Флэш, антимонитор занимается преобразованием Красного Торнадо. «Прошу, не надо. Мне все равно, что ты сделаешь со мной. Только отстань от него». Ты сопротивляешься мощи психопирата, Флэш? Удивительная ты персона. И все еще нужно кое-что сделать. Я изучил Красного Торнадо. Он считал себя человеком и ошибался. Я считал его машиной и ошибался. Он нечто большее. Красный Торнадо — первобытная сила. Я сделал из него то, чем ему суждено было стать. Перемены необратимы. Никогда больше не быть ему тем Красным Торнадо, которого ты знаешь. Флэш смотрит на происходящее, смотрит внимательно, он ничего не упускает. Перед ним темная буря. Барри чувствует режущий ветер, что разрывает его костюм, и он осознает, что действительно Красного Торнадо больше не существует. Суматоха объединенных земель и времен нарастает. Люди видят мертвых родственников, которые по факту оказываются копиями из другого мира. Выясняется, что вибрации, разделявшие Землю-1 и Землю-2, замедлились. Это позволило видеть то, чего не было раньше. Призрачные образы, несуществующие здания и команды. Однако во всем этом есть и нечто ужасающее. Если это не остановить, то каждый из миров погибнет. Неважно, откуда они пришли, или с какого года, или с какой земли, но им доподлинно известно то, что они видят, неправильно. Эта буря не похожа на все виденные прежде. Это сумасшедший калейдоскоп из дождя, снега, гроз и ветра. Доктор Фейт признает, что он не может предотвратить катастрофу, но повлиять на эту бурю вполне.
Он вместе с Power Girl подбирается поближе. Джонни Куик или же Джонатан Чемберс пытается обратить этот вихрь вспять, но даже его скорости не хватило на подобный маневр. В этот же момент в дикого кота бьет молния. Доктор Фейт начинает догадываться, что за этой природной силой скрывается что-то еще. Если грубая сила и спидстер не помогли, то, наверное, пора применять более тяжелую артиллерию. Магию. Затана, Джонни Сандер и его джин Из, Саргон и доктор Фейт объединяют усилия. И наступает момент тишины. Ветер прекращается, дождь заканчивается. А потом Power Girl, Джонни Куик и Джей Гаррик спешат к месту падения таинственного незнакомца, который устроил весь этот переполох. И они узнают, что это красный торнадо. Здесь же раскрывается, что дикий кот выжил, но ходить он в обозримом будущем не сможет. В дальнейшем его место займет Йоланда Монтес, его крестница. Все герои, увидев происходящее собственными глазами, связываются с предвестницей. Звездный эскадрон, Общество справедливости Америки, Новая Лига справедливости, Титаны, Металлические люди, Легион, Аутсайдеры – они все готовы объединить усилия ради общего блага. Потому что это единственный способ спасти Земли. На спутнике монитора Алекс вещает: «Прошу, поймите, я сознательно переносил вас сюда, вы нужны для другой миссии, той, которую сам монитор планировал после того, как вы спасли Земли 1 и 2. Облако антиматерии движется через последние вселенные, а там, как и прежде, самая суть бесконечных земель. Я перенес вас сюда, чтобы вы смогли спасти первую из этих вселенных». Кимио опять выражает недовольство. В частности, ей не нравится сам Лутер, но как бы ее сложно осуждать. Впрочем, сам Алекс тоже не хочет церемониться с ней, поэтому он готов уже даже отправить ее подальше отсюда, лишь бы она заткнулась. Паря вмешивается. Он чувствует, что надвигается беда. И это прямая атака. Враг добрался до них, до спутника монитора. Нужно срочно эвакуироваться. Психопират не понимает, как это произошло. Мне не требуется внешнее вооружение, психопират. Это только задержит наших врагов, но не заставит их прекратить сопротивление. Вскоре это закончится. Они не смогут остановить наступление. Говорят, осталось всего 3 вселенных, но я думал, ты скажешь что-то про Апокалипс. Как насчет него? Дарксайду и его подхалимам от меня не скрыться. Но... Вмешивается Флэш. Он пытается зацепить врага. Пытается сделать его эго уязвимым, говоря, что он лишь пустослов, который в красивой речи оборачивает бездействие. И вообще он трус. Боится показать свое лицо. Флэш. Дурак. Если думаешь, что можешь уязвить меня, то знаешь, что мною руководят простые эмоции. Я был занят в другом месте, но если ты действительно хочешь увидеть меня, то не вижу причин лишать тебя этой возможности. И очень скоро я стану властителем над всеми живущими. И перед Флэшем и Психопиратом предстает реальное лицо того, кто устроил весь этот ужас. Встречайте, друзья. Он именует себя монитором, однако это, как я много раз говорил ранее, анти-монитор, воплощение негативной энергии, тогда как сам монитор Марнову воплощение позитивной. Земля Икс, также известная как мир, где Вторая мировая война длилась больше 40 лет. Земля, что столкнулась с опустошением, но находится в процессе восстановления. Ей суждено умереть. И даже ее самые доблестные герои не знают, что же делать с тихим убийцей, что уничтожает все одним касанием. И на последних кадрах команда борцов за свободу идет на верную погибель, спасая тех, кому они поклялись помогать, а значит, умрут, пытаясь. Голос за кадром дает нам немного экспозиции. В самом начале Вселенная появилась из газовой и пламенной энергии. В конечном итоге в ней зародилась, а потом эволюционировала жизнь.
Затем, годы спустя, произошел инцидент, что породил Вселенную из антиматерии. И вот мы здесь. Вместе с нами и тот, кто называет себя монитором, а также двое представителей Вселенной из позитивной материи. Психопират, безумец, что управляет эмоциями, и Флэш, быстрейший человек на Земле. Антимонитор собирается уничтожить вслед за погибшим собратом его спутник и чемпионов, что находятся внутри. Психопират, присмыкаясь перед хозяином, просит в очередной раз подумать о вознаграждении, которое ему обещали. Мир для игр, где Роджер мог бы осквернить миллионы эмоций. Барри тем временем чувствует, что он постепенно возвращает к себе контроль над собой. Власть психопирата над Барри потихоньку угасает. Пират. В мире, где жизнь развилась из состояния амебы, ты — ее жалкий представитель. Ну как бы понятно, антимонитор не особо рад психопирату, и если бы у него было бы время, то он нашел бы ему прекрасную замену, как далее он сам проговаривает, к примеру, Рейвен или же Фобия, Анджела Хокинс III. Но что есть, то есть. Далее нам сообщают, что все сущее будет обречено ровно в тот момент, когда остатки энергии монитора, что спасла Землю-1 и Землю-2, исчерпают себя. А антимонитор в этот же момент хватает Роджера и начинает усиливать его способности, тем самым исполняя его желания. Все это ради того, чтобы достичь окончательной победы. Осталось 3 мира, которые нужно завоевать, и это Земля X, Земля S и Земля 4, Земля Чарльтон Комикс. Тем временем на спутнике монитора герои помогают друг другу спастись. Сейчас они находятся в подвселенной, где-то между позитивной и негативной материями, на разрушающемся спутнике монитора. Starfire переживает, что их жизням скоро придет конец. Ее мысль поддерживает Сталь, однако Алекс Лютер успокаивает героев и сообщает, что щиты будут защищать их до тех пор, пока миссия не будет выполнена. Предвестница, Лайла, уверена, что корабль обречен. Им нужно как можно скорее придумать план действий. Самое главное, чтобы чемпионы не покидали спутник, потому что снаружи нет ничего, кроме Лимба. В какой-то момент Пария начинает паниковать, он вновь исчезает. «Я снова исчезаю. Меня притягивают к катастрофам, и я вынужден беспомощно смотреть, как гибнут бесчетные миллионы. Почему монитор сотворил со мной такое?» И Келмоса исчезает опять. Алекс принимает решение использовать энергию 2 материй, но Лайла не может ему этого позволить. Она чувствует вину за то, что убила монитор, и собирается искупить ее. Алекс начинает процесс последних вычислений для полного переноса миров в Лимбо, но предвестница вырубает его. «У тебя иная судьба. Мне жаль, Алекс. Я должна это сделать. И мой дорогой милый Алекс, если я выживу, я расскажу обо всех причинах, почему. Теперь же, пока спутник монитора еще не уничтожен полностью». И Лайла летит во имя спасения всех. Голос за кадром. Она предвестница, рожденная на Земле и вознесенная к звездам сущностью, известной как монитор. У нее другая сила, порождаемая разумом. Она мысль, что обрела плоть. Единая проекция невероятных сил, высвобожденных в человеческом мозге. Но теперь предвестница возвращается в свою механическую утробу, где ее ждет живое тело. Спустя секунду спутник монитора уничтожен навсегда. Голос за кадром. Планеты Земля-1 и Земля-2 внутри подвселенной, разделенные вибрациями, ныне сливаются. Когда время на каждой станет едино, то все погибнет. Тем временем на Земле-2 Альберт Прэт, известный как Атом, относит раненого дикого кота в постель.
Тед переживает, что если раньше от него пользы и так было не особо-то и много, то теперь он еще и максимально беспомощен. Но Эл считает иначе. Тед Грант, с которым я вырос, был бойцом. Не только из-за того, что он был боксером, нет, а потому что бился за жизнь в суровом жестоком мире. Ты многому меня, Хилика, научил. Не подведи меня. А главное, не подведи себя. За происходящим, стоя на крайне узком карнизе, наблюдает крестница Теда, Йоланда Монтас. Она хочет верить в то, что он выживет, хотя бы ради себя. Тем временем на Земле один, голос за кадром. Его зовут Лекс Лутер. Во время бегства от Супермена он обнаружил себя посреди кризиса, что выходил за рамки даже его понимания. И Лекс был похищен. Встретив Брейниака, Лутер не узнает своего старого соратника. Почему так? Врилдокс построил себе новое роботизированное тело. Зачем же ему нужен Лекс? Сам Брейниак здесь проговаривает, что у него есть план, который сделает каждого из них правителем Вселенной. Тем временем на Земле Икс. Напомню, что в конце прошлого выпуска мы видели, как борцы за свободу шли на верную погибель. Предвестница перемещает сюда доктора Лайт, Старфайр, Сталь, Хокмана и Нордвинда. Она сделала это с каждым из чемпионов, что был на корабле, чтобы защитить оставшиеся миры. Поэтому, друзья, с остальными командами мы, опять же, познакомимся немногим позднее. Прибывшие герои озадачены происходящим, но приходится выкручиваться по ситуации. Все становится еще более странным, когда они видят образ предвестницы в порыве антиматерии. Однако все внимание на себя перетягивает толпа людей, которые, как стадо зомби, направляются прямиком на смерть. Кажется, вот она, цель, ради которой они прибыли сюда — спасти тех, кто собирается себя погубить. В глазах мирных жителей неподдельный страх. Нордвинд пытается их остановить, но в него стреляет луч из команды борцов за свободу. Хокман пытается помочь товарищу, но и сам получает от Черного Кондора тех еще тумаков. Кажется, тут поработал психопират. Всех охватило некое безумие. Борцы верят, что именно прибывшие герои и их соратники стали причиной этого безумия — уничтожения планеты. Старфайр идет в атаку на Ричарда, и она готова даже убить, лишь бы это помогло спасти этот мир от тотального уничтожения. Доктор Лайт же пытается остановить обезумевшую толпу, но в дело вновь вмешивается луч. Подоспевший Хокман подхватывает Кимио и начинает подозревать, что его бывшие соратники все-таки, да, действительно, под чьим-то контролем. Так ли это? Нам долго ждать не приходится. Я уже упомянул ранее, да и сам комикс сразу проговаривает, что да, это все усиленный антимонитором психопират. Только вот его влияние распространяется не только на Землю X, но и также на Землю 4 и на Землю S. Роджер умоляет остановить это безумие, его переполняют эмоции. Как бы это ни звучало, но он получает закономерный отказ. Хотел мир, получи целых 3. Властвуй. Давай, своди их с ума. Развлекайся, ты же этого хотел. Тем временем на Земле 4. Группа ИС, Катаны, Марсианского Охотника, Блока, Джея Гаррика и Азраэля, не путать с тем самым Азраилом, также появляются на неизвестной для себя Земле и видит образ предвестницы. Их отвлекает прибывший корабль Синего Жука, Теда Корда. Первой жертвой атаки становится Азраэль. Его подбили, но благо не смертельно. Атаковал его капитанатом Ален Адам. Да, герои этого мира также находятся под контролем психопирата. Здесь же Миротворец и Найтшейд. Катана пытается их убедить, что они пришли с миром. Они хотят их спасти от неминуемой гибели, но к Татсу подкрадывается Дзюдомастер и нападает на нее, пытаясь обезвредить.
Марсианский охотник тем временем борется с капитаном Атомом. Джей Гаррик же убеждается, что Крылан, как он сам его называет, а он просто не знает его настоящего имени, в порядке. Однако Азраэль сообщает Спидстеру, что, кажется, кто-то мчится к стене антиматерии. Флэш не намерен упускать беглеца, пока не разберется в том, что здесь происходит, и на всех парах бежит к цели и успешно ее останавливает с мощнейшим апперкотом. На корабле «Синего жука» Тед Корт и Вик Сейдж понимают, что их что-то контролирует. Но проблема в том, что понимать-то они понимают, но остановить себя от сопротивления героям не могут. Помешательство, которое послали на них, имеет невероятную силу. Тем временем на Земле-1 и Земле-2, которые стремительно сливаются друг с другом, голос за кадром вещает: «Узрите Атлантиду. Ее шпили из золота и драгоценных камней заставили бы гордиться волшебника Ориона, если бы только он мог их увидеть. Но эта Атлантида существует сегодня в 20 веке, в то время как подводные города Тритонис и Посейдонис сместились в будущее, которое может никогда и не наступить. Аквамен, Аквалет, Аквагерл и Лори Лемарис не могут найти свой дом. Орин сокрушается, что, может быть, дома нет, но главное, что здесь нет меры, и он клянется ее найти. Вот он, романтик. Со стороны за происходящим наблюдают Оушенмастер и Черная Манта. Мы же помним, как Алекс наблюдал за монитором с Лайлой, что смотрела на монитор с монитором. Тут такая же история. Дельфин наблюдал за Оушенмастером и Черной Мантой, что наблюдали за Акваменом и его командой. Так и запишем. Кризис бесконечных вуайеристов. Так вот, Оушенмастер и Черная Манта также пропадают с лучом, который, подозрительно похож на луч, который забрал Лекса Лютера на корабль Брейника. Тут гадалки не ходи, и так все понятно. Тем временем на Земле С. Дина Дрейк, Черная Канарейка, сталкивается с Бистбоем. Кто-то, очень хорошо его припечатал. Супергерл спешит узнать, как там Гарфилд, но в дело вмешивается Капитан Марвел. Да, тут он еще Капитан Марвел. История все та же. Вы нас хотите уничтожить, когда вы успели стать злыми. И другие фразы в этом же формате. Линда сражаться не хочет, но в целях самозащиты, естественно, отвешивает Билли смачного. Но это не приводит в чувство капитана. Он разъярен и одним мощнейшим ударом по земле, образовывая мини-землетрясение, уничтожает целое здание. Гарфилд, Бистбой, или же Перевертыш, как его здесь называют, становится единственным, кто прямо говорит о том из всех, что во всем виноват никто иной, как психопират. Черная Канарейка замечает, что мирные жители спасены от гибели руками Колли Уэзерс. Она поставила кристальный барьер, который ограждает людей от антиматерии. Герои и здесь замечают образ предвестницы. Диана опутывает Мэри Марвел своим лассо. Казалось бы, что Амазонка практически одержала победу, но Фредди Фриман, Капитан Марвел-младший, помогает сестре освободиться. И вот опять хитросплетение. Канарейка помогает Диане, и своим плачем канарейки обезвреживает семейку Марвелов. Теперь же все внимание переходит на предвестницу. Герои тем временем не понимают, что она вообще делает и что с ней происходит. Самый жизненный комикс. Происходит катастрофическое событие, и никто ничего не понимает, никто ничего не знает и выдвигает только предположения. Все честно. И борьба продолжается. На каждой из 3 земель. Тут же и до Блока доходит, что это дело рук психопирата. Предвестница же готовится к чему-то грандиозному, чему-то, что повлияет на оставшиеся земли кардинальным образом, и даже космос содрогнулся. Предвестница, используя все свои, и не только, силы, о чем мы узнаем позднее, берет Землю 4, Землю S и Землю X и отталкивает их от волны антиматерии, проводит их через себя. Психопират чувствует эти изменения. Он контролировал эмоции нескольких миллиардов человек, но сейчас все совершенно иначе. Голос за кадром. 2 земли, ранее спасенные от неминуемого разрушения.
Теперь к ним присоединяются еще 3. И предвестница, обретшая великие силы, данные ей человеком, которого ее заставили убить. Теперь предвестницы попросту нет. И да, Лайла теряет свои силы. Она пожертвовала всем, чтобы спасти эти вселенные. В разговоре с Алексом она говорит, что надеялась отдать больше, свою жизнь, чтобы искупить вину за убийство отца, но это стоит оставить позади. Проблемы на этом, кстати, не заканчиваются. Они все еще в опасности. Если раньше воедино сливалось всего лишь 2 земли, то теперь их 5. Вибрации, что их разделяли, замедляются. Если ничего с этим не сделать, то все погибнет. Но если смотреть на происходящее под другим углом, менее масштабным, то все примерно позитивно. Герои, которые могут оказать неоценимую помощь, спасены. Алекс и Лайла собираются придумать план, чтобы покинуть летающую скалу, на которой они оказались. На Земле 2 Джонни Квик, Пауэр Герл и Алан Скотт преследуют группу злодеев. Пердигатон, Дэдболт и Звездный Сапфир практически сбежали, как вдруг их также забирает уже знакомый нам луч Брейниака. На Земле 1 Тед Грант мирно спит. Он под успокоительными. К нему приходит некая девушка. Тед, мне так жаль. Твои ноги изломаны. Ты чувствуешь себя беспомощным, когда мир нуждается в тебе больше всего. Им нужен дикий кот, Тед, и я решила убедиться, что он у них есть. И нам показывают, что эта девушка в образе дикого кота. Она рассуждает о том, что так или иначе Тед вдохновлял и делал это очень хорошо. Его дело должно жить, должно также вдохновлять остальных. И, конечно же, это Йоланда Монтес. Я об этом говорил в одном из прошлых выпусков. Тем временем где-то в космосе Алекс и Лайла все еще сидят на этом маленьком островке, что блуждает по вселенной. Рефлексия — штука тяжелая и весьма въедчивая. Всегда может как дать повод для надежды, так и посеять семена сомнений. Принимать важные решения становится тяжело. Мы ждем здесь, Лайла, а миры умирают. Интересно, что мне еще сделать, чтобы это остановить? Прежде чем он умер, Монитор сказал, что у тебя есть предназначение. Верь ему, Алекс Лутер. Одинокий островок во вселенной. Лайла и Алекс после всего произошедшего чувствуют безмятежность, но также это будто затишье перед огромной космической бурей, перед моментом, когда 5 вселенных по итогу уничтожат друг друга. Рядом с ними возникает пария. Тишина будет нарушена, друзья мои. Я чую грядущую опасность. Ты же знаешь о моем проклятии, Лайла. Меня тянет к смерти. Всегда. Я бессмертный, что вынужден наблюдать за гибелью. Тот, кто не способен познать извечный мир. Скажи мне, почему я часть этого кризиса? Что Монитор хотел от меня? Ради всего святого, разве я не искупил все свои грехи? Сколько еще смертей я вынужден выстрадать? Сколько миров должно умереть? Лайла не находит слов для ответа по сути, но точно знает, что роль Келмоссы в завершении кризиса важна. Объяснения? Они нужны каждому, но в особенности тем, кто остался на тех злосчастных мирах. Тем временем на Земле С, по крайней мере то, что от нее осталось. Напомню, что миры сливаются, значит, вокруг царит хаос. Доктор Сивана и Ибок планируют захватить миры, потому что какую же еще мотивацию прописать злобному доктору-то, да? Но планы нарушает появившийся Капитан Марвел, а затем Сивана и Ибок исчезают, их забирает Брейниак. Крайне забавно, когда доктор, глядя на Марвела, думает что-то типа «Не понимаю, что происходит, но я ему не скажу, потому что я вот это злой такой». И да, Vril Dogs приветствует своего нового соратника, как обычно. Герои тем временем собираются вместе. Здесь Капитан Марвел,
Капитан Марвел-младший, Мэри Марвел, Дядя Марвел, Токи Тони, Супергерл, Чудо-женщина, Коли, Перевертыш, Бестбой, и их отвлекает появившаяся Лайла. Она поясняет, что все то наваждение, из-за которого Капитан Марвел сражался с чемпионами, произошло по причине атаки психопирата. Именно он контролировал их эмоции, но сейчас уже нет. Также она просит ей помочь. Ей нужен один чемпион от каждого мира. На Земле 2. Зеленая Стрела, Либерти Белл и Атом. Эл начинает сомневаться, что все эти геройства ему по возрасту. Как он сам говорит, «Мне интересно, не заигрался ли я в молодежные игры?» За ними наблюдает Йоланда Монтес, крестница Теда Гранта. Она, казалось бы, готова открыться героям, присоединиться к их обществу, но буквально несколько предложений Атома меняют ее точку зрения, и Йоланда решается действовать иным путем. Что же такого сказал Атом? Цитирую. «Такого, как Тед Грант, больше не будет никогда. Дикий кот мертв». Тем временем на Земле 4 Пария встречается с Блоком, Марсианским охотником, Найтшейдом, Миротворцем, Катаной, Капитаном Атомом и Синим Жуком. «Пожалуйста, я знаю, что до недавнего времени вы даже не подозревали о других вселенных или землях, но они есть. Их судьбы связаны множеством тонких нитей. Вы встречали некоторых героев с других земель. Синий Жук рассказал вам, что был с нами, и теперь, когда вы свободны от влияния психопирата, вы должны поверить, что я говорю правду». И герои не против помочь. На Земле X Starfire просит борцов за свободу, вернувших себе контроль, помочь ей в общей борьбе, и они соглашаются. Голос за кадром. 5 земель, разделенных вибрациями, медленно приближаются друг к другу. 5 земель со совмещенным временем. Прошлое и будущее сливаются с настоящим, создавая невозможные аномалии. 5 земель всего в нескольких шагах от последней катастрофы. И на последнем кадре Алекс приходит к Суперменам и просит их оказать ему содействие. Весьма занятный момент. Алекс, Лайла и Пария собрали по чемпиону с каждой из 6 земель. Состав весьма предсказуем, однако это: Супермен с Земли 1, Супермен с Земли 2, Синий Жук со Земли 4, Леди Кварк со Земли 6, Дядя Сэм со Земли X и Капитан Марвел со Земли S. За взаимодействием персонажей занятно наблюдать. Лайла порицает Жука за нетерпеливость. Тед все норовит поскорее пойти в бой. Леди Кварк желает отомстить антимонитору за содеянное, ведь она потеряла семью, планету, на что гей-супермен с Земли 2 говорит: «Думаю, нам пора поболтать». Дядя Сэм вообще прекрасен в данной ситуации. «Сынок?» «Да, ты. Ты ну ни рыба, ни мясо, могу помочь?» И Пария меланхолично из-под своего капюшона мямлет что-то про то, что ему ничто не поможет. Но и тут дядя Сэм не согласен. «Да, ты прав, сынок. Мы все подавлены и расстроены, но добро побеждает зло. Всегда. Всегда помни об этом, и все будет отлично». Лайла по итогу берет инициативу в свои руки и просит всех отвлечься и внимательно послушать. С ее слов, кризис начался 10 миллиардов лет назад в мире, известном как Оа, когда Земля преодолела стадию сжижения газов и не имела никакого потенциала. Население Оа были подобны богам, жили так долго, что они и сами не знали сколько, и также имели невероятные способности. Умы и тела были совершенны, а сам мир не стагнировал, а наоборот, стремился к возвышению и духовности. Но и в таком утопичном мире должны же быть огрехи, верно? Лайла рассказывает историю про ученого по имени Крона, который взял свои невероятные способности и использовал их для реализации своих извращенных желаний. Он пытался найти правду, докопаться до некой истины. Несмотря на все мольбы,
Крона продолжил свои непрерывные труды. Затем это и произошло. Ужасный космический гром расколол его машину и уничтожил бы Крону, не будь он бессмертным. То был не конец Вселенной, как гласили легенды Оа, а начало чего-то нового, ужасного, злого. Вселенные содрогнулись, и появилась Вселенная зла из антиматерии. Более того, единственная Вселенная скопировалась. Одно стало множественным. Это момент рождения Вселенной из антиматерии и самой мультивселенной. Земля и все планы заимели дубликаты, кроме Оа, сестринская планета которой находится во Вселенной антиматерии, и зовется она Квардом. И далее нам показывают суд над Кроной. Мальтусиане решают, что лишать злодея бессмертия не то, что нужно в данной ситуации, поэтому принимается решение сделать его бесплотной энергией, которая бы извечно блуждала по космосу без вреда кому бы то ни было. И так они и поступили, но жители Оа чувствовали себя виноватыми в том, что мир антиматерии вообще появился. В искупление зла, что Крона совершил, они сначала создали Мэнхантеров, межгалактическую полицию. Затем, оставив роботов позади, стражи набрали живых существ, даровав им специальные кольца, в которых проистекала мощь силовой батареи планеты. Так зародился корпус зеленых фонарей. Однако и тут все было не так гладко. Не все на Оа были удовлетворены происходящим, что породило раскол. Гражданскую войну, что привело к образованию контролеров, создавших оружие разрушительной силы. Далее Лайла за кадром. Квард и Оа – позитивная и негативная материи. Оба мира стали спутниками, и там вновь расцвела жизнь. Пародия на жизнь. Богохульство. Создание, что родилось в темной и мрачной вселенной. Антимонитор. А затем на безжизненной луне Оа появился его двойник, чтобы уравнять баланс. Это был день, когда родился Монитор. Антимонитор, возвращенный злом вселенной антиматерии, копил силу. По итогу он завладел Квардом с невероятной легкостью. После, будто обладая некой расовой памятью о своем происхождении с Оа, он создал армию. Не Мэнхантеры, не зеленые фонари, нет, громовержцы. Из тех, в ком антимонитор видел больше зла, он выковал личную гвардию теневых демонов, с которыми вы героически сражались. Именно они давали вам отпор. С громовержцами и теневыми демонами антимонитор распространил свое правление ужаса на всю вселенную антиматерии. Экспозиции много, но все-таки это важно. Со слов Лайлы, все бы и ограничилось вселенной антиматерии, но жажда зла и знания о наличии других просторов не давали антимонитору покоя. Это случилось, когда он понял, что он не одинок. Он почувствовал присутствие своего другого «я» из позитивной материи и вселенной, где он обитает. Монитор же провел свою жизнь в безмолвной медитации, познавая тайны вселенной, однако и он чувствовал свою злую тень, что жаждала его погибели. Именно так и началась война, что продолжалась миллионы лет. Война на равных, пока одновременная атака не лишила их сознания и подвижности. И да, такими они оставались свыше 9 миллиардов лет. Супермен Земли-2 на все это резонно интересуется, а что же все-таки освободило-то антимонитора, что стало причиной начавшегося кризиса. И здесь выступает Кел Мосса, рассказывая свою историю. Все начинается с того, что Кел Мосса пришел со Земли, которую никто не знает. Да и он сам едва помнит, но его эго точно не дает забыть о том, что он, контролируя погоду, мог превратить Землю в рай, мог победить все болезни, избавлял людей от тяжкого труда. Величайший ум среди великих, самородок среди прочих.
как он сам о себе говорит. Однажды Келмоса открыл существование мультивселенной, что могло пролить свет на рождение Вселенной в целом. Когда он объявил Совету, видимо, великих, о своем открытии, то ему напомнили, что есть легенды, в которых раскрытие этой тайны приведет к уничтожению мира, но Келмоса не слушал. Он продолжил исследование, нашел ответ на интересующий его вопрос. Это привело к обнаружению Вселенной антиматерии. По итогу Келмоса создал комнату из антиматерии, где он мог бы преодолеть барьер вселенных. Оттуда был шанс безопасно наблюдать за рождением всего сущего. По крайней мере, ощущение такой возможности было. Пария вошел в эту комнату и увидел то, что определило всю его жизнь. Перед Келмосой предстало начало времен. В то время, пока вокруг него, неведомо, царил хаос. Ступая все дальше в этот мир антиматерии, была запущена цепь событий, что привела к уничтожению Земли, Парии, галактики, Вселенной. Бессмысленная жажда знаний уничтожила жизнь. Позитивная и негативная материи не могут существовать друг с другом, не имея за плечами «но». Конечно, тот самый куб спас ученого. Далее голос Парии за кадром. «Я был 1 миллион лет, совсем один. Взрыв разнесся по всей Вселенной из антиматерии и каким-то образом высвободил антимонитора. Из-за меня он снова жив. Понимаете, когда была уничтожена моя позитивная Вселенная, то Вселенная из антиматерии расширила свои границы. Она стала сильнее, и антимонитор впитал эту мощь, забрал себе. Он понял, что со смертью каждой Вселенной из позитивной материи могущество будет расти. Ничто не могло его остановить». Лайла вмешивается. Она считает, что Пария не прав. Монитор мог его остановить. Защищал бы мультивселенную, созданную в момент его рождения. Здесь же она раскрывает, что Марнову также создал энергошар, где и увидел дрейфующего в подвселенной Келмосу. Он спас его, зная, что Пария впоследствии станет спасителем. И она продолжает за кадром. Монитор создал корабль, в котором мог путешествовать. Отныне он больше не был привязан к спутнику Оа. Каким-то образом, Пария, ты чувствовал, куда нагрянет зло, а монитор мог последовать за тобой туда, где его брат нанесет свой следующий удар. Но с того момента, как антимонитор начал уничтожать одну вселенную за другой, монитор становился слабее с каждой утратой. Супермен, как и мы, читатели, интересуются у Лайлы, а какое вообще отношение она имеет ко всему происходящему. И она рассказывает, что во время поисков чемпионов, что были бы способны сразиться с его двойником, монитор наткнулся на нее на одной из бесконечных земель. Он спас ее, приютил и взрастил. И Кларк уже хотел было узнать финальную часть истории от Алекса, но леди Кварк от отчаяния собирается убить Парию. Она винит его в уничтожении ее родного мира. Однако Ташану останавливает капитан Марвел. «Оставайтесь на месте, мэм. Парнишка и так настрадался за свои деяния. Пришло время держаться вместе». Слияние земель приближается. 5 вселенных скоро станут одной, и заняв одно и то же место в одно и то же время, они уничтожат друг друга, и вселенная антимонитора будет единственной выжившей. Спектр и призрачный скиталец не собираются помогать. Мертвец недоумевает, мол, как так-то? И оказывается, что их магия во вселенной антиматерии попросту не работает. Power Girl же недоумевает. У меня невероятная сила, так почему же меня не взяли? Но Хелена Уэйн, охотница, дочь Бэтмена и Кэтвумен с Земли-2 уверяет, что если у чемпионов ничего не выйдет, то они вместе уже будут готовы действовать. В целом, резюмируя, герои по всем оставшимся мирам, которые не стали частью общей команды, также готовы прийти на помощь, если это потребуется. Тем временем на блуждающем островке. Воины наготове. Сейчас они вместе, и им не терпится начать осаду.
герои и героини на протяжении долгих лет. Здесь же в команде у нас новые лица, к примеру, Моннелл и Джейд, дочь Алана Скотта. Настало время для следующего шага. Пария сообщает, что если он может путешествовать только туда, где появляется опасность, неосознанно, да еще и без компании, то явным билетом к новым горизонтам событий выступает Алекс Лутер. Когда Дитя Земли-3 отправили сквозь барьер между вселенными, то его структура изменилась. Теперь он наполнен как позитивной, так и негативной материями. И он может создавать своеобразный тоннель, через который могут пройти все. И Алекс фокусирует энергию негативной материи, чтобы открыть проход, и усиливает позитивную часть, чтобы сделать переход безопасным. И Вселенная разверзлась подобно тому, как в Библии расступились воды Красного моря. Позади них 5 вселенных на волосок от гибели. Пора. Вперед, в неведомое. Пария накидывает свой зеленый капюшон. Теперь он стал кем-то другим, стал чем-то другим, чтобы повести всех к антимонитору. «Монитор, ты был мудрее, чем я мог предположить. Спасибо тебе за мое искупление». Они полетели сквозь брешь. Могущественные, смелые и величайшие из всех живущих. О чем они думают, проходя сквозь барьер, что ведет во Вселенную из антиматерии? Какие страхи остались недосказанными? Что за надежды толкают их в неизвестное? Любой бы вернулся назад еще до того, как тьма овладела ими, но они продолжают свой путь, сильнейший из 6 вселенных. Ничто их не остановит. И стоило им закричать в космической агонии, мембрана меж мирами разверзлась. Пария ведет героев вперед. Он чувствует антимонитора, чувствует его зло, что шепчет, что ведет. И они узрели проплывающую перед ними великую каменную крепость антимонитора, что ошеломило своим грандиозным величием. Супермен с Земли-2 отмечает, что за всю свою долгую жизнь он никогда не видел ничего подобного. Они пришли. За их тщетные славные попытки спасти Вселенную. Наградой им послужит смерть. Нет. Видимо, нет. Ко мне, психопират. И антимонитор просит Роджера воспользоваться способностями к контролю эмоций, чтобы сделать прибывших чемпионов рабами, однако психопират обессилен. Властвование над эмоциями 5 миров выжило из него все соки. Что? Зачем, по-твоему, я сохраняю твою жизнь? Необходимость контролировать эти 3 вселенные не предполагалась. Когда монитор вмешался в мои планы, я едва использовал твои силы для содействия своим замыслам. Но теперь ты нужен мне здесь, сейчас. Осознав, что жалкий червь Роджер бесполезен, антимонитор выдвигается на бой лично. Тем временем чемпионы обеспокоены, что... А вдруг у них не получится? Что если их силы в решающий момент не сработают? Им страшно, факт. Хотя, наверное, самое бесстрашное тут Кимио. Пария перенаправляет мысли команды в иное русло. Они приближаются к входу, и за ними наблюдает Каменный Страж. Чемпионы находят вход в крепость, и Леди Кварк замечает, что это было слишком просто. Чувство опасности Келмоссы нарастает. И именно в этот момент на Парию нападает тот самый Каменный Страж. Келмосса просит героев продолжить путь, ведь ему нельзя нанести вреда, но Супермен, не согласный с ним, пытается помочь и, как следствие, получает по лицу. «Святые угодники, моя рука. У меня течет кровь». Каменные стражи окружают чемпионов. Они разбивают их, пытаются спасти друг друга, но враг постоянно возвращается, восстанавливается.
И ничто не помогает. Силы Капитана Атома лишь обращают эти камни в гальку. Супермен и Супергерл без устали разбивают монстров, но все это лишено смысла, пока регенерация этих тварей активна. Линда Денверс, кажется, нашла выход из этой патовой ситуации. Она собирается замедлить их перегруппировку своим супердыханием, развеяв камни по галактике. Супермен одобряет идею и спешит на помощь. Фаершторм в моменте отчаяния просит совета у Мартина Штайна, но тот лишь подмечает, что во Вселенной из антиматерии силы работают не так, как обычно. Тем временем Пария переживает, что Супермен с Земли-1 куда-то пропал. Келмосса и Доктор Свет продолжают свой путь вглубь крепости. Время — наш критический фактор. 5 вселенных всего в нескольких часах от полноценного слияния. Если это произойдет, то все погибнет. Супермена с Земли-2 утягивают каменные монстры, и именно в этот момент появляется молодой Кларк. Он сам стремится найти Парию, сам прекрасно знает, что времени почти не осталось. Сам же Келмосса, двигаясь дальше, оказывается в ловушке. На него падает огромная глыба. Доктор Лайт считает, что он погиб, поэтому стремится уже в одиночку уничтожить антимонитора, но Супермен пытается ее остановить. Он напоминает ей, что Парию не убить. Но для Кимио это всего лишь пустой звук. Или же нет? Слава Криптону, ты подождала! Я не дура, Супермен. Загляни внутрь, вот что я нашла. И перед их взором предстает солнечный коллектор, как его назвала Кимио. Он конвертирует свет звезд в энергию и явно используется для того, чтобы уменьшить вибрационные различия между вселенными. Дай мне изучить эту штуку. Представь, что я смогу создать на Земле с такой технологией. Нет, мне придется ее сломать. С ее уничтожением земли перестанут сливаться друг в друга. Но тьма надвигается, кричит и нападает. В другом месте он всемогущ, неостановим и определенно неуязвим. Но здесь человек завтрашнего дня страдает, как любой другой. Он страдает от агонии надвигающейся погибели. Линда замечает, что ее кузен в опасности, и она стремится помочь ему как можно скорее. И она летит, зная, что то, что причиняет Супермену такую огромную боль, ее уничтожит, но она герой. Она волнуется не за себя, нет, а за тех, кого любит. Ты считаешься величайшим из всех, но ты умрешь вместе с остальными. Ваши вселенные должны погибнуть вместе с вами, а моя останется единственной выжившей. Доктор Лайт пытается атаковать, но ничего не выходит. Супергерл слышит дыхание Кларка, оно слабеет, а сердце бьется все быстрее. Антимонитор убивает его. По пути она находит Парию. Где Супермен? Не знаю, Супергерл, но каждая клеточка моего тела кричит. Разве ты не чувствуешь? Вокруг нас повсюду смерть. Выхода нет. Ты не прав, Пария. Надежда есть. Всегда. Нельзя отказываться. Никогда. Антимонитор все ближе подступает к Супермену. Супергерл, набирая скорость, концентрируя свои силы, в последний момент бьет антимонитора. За всех людей, которым он причинил боль. За все уничтоженные миры, за все вселенные. Линда продолжает бить, пока антимонитор не дает ей отпор. Ни один из вас меня больше не тронет. Вы, люди в безумии, стремитесь навстречу гибели. Клянусь, я нагряну очень скоро. Сначала тот, кого ты зовешь кузеном, затем ты, затем и все остальные. Вы будете вместе лишь во мгле вечности.
Но Линда, безусловно, не согласна. Взяв в руки некий то ли мост, то ли тропу, она создает землетрясение, тем самым выбивая из-под ног антимонитора землю. После без раздумий нападает на него, продолжая свои сокрушительные атаки. В моменте наблюдающая за происходящим Кимио ловит личный кризис. У нее происходит переоценка ценностей. Ведь если раньше, как она сама проговаривает, тратила всю жизнь на эгоизм, то в данный момент истина прямо у нее перед глазами, все стало понятно. Это конец, Супергерл. Ты уничтожила большую часть моего тела. Я чувствую, как теряю энергию. Поэтому я не могу больше ждать. Тебе конец. Ты, твой кузен, твои друзья, ваши миры. Все умрет вместе с тобой. И Линда знает, что это действительно конец. Она просит доктора Лайт спасти Кал-Эла и убираться вместе с остальными из этой проклятой вселенной антиматерии как можно скорее. После этого она вновь атакует уже чистейшую энергию антиматерии, коей и остался антимонитор. Она вбивает его в его же машины, которыми он контролировал вибрации миров. Твоим планам конец. Все кончено. Конец. Кларк постепенно приходит в себя. Кимио видит, что антимонитор убивает Супергерл, но уже слишком поздно. Опять лезешь в бой, Супергерл. О нет. И Кларк видит, как его сестру, Кару Зор-Эл, известную как Линду Денверс, пронизывает луч антиматерии, тем самым убивая ее. Сам же антимонитор сбегает, чтобы восстановить свои силы. Великая каменная крепость, как ее наименовали в комиксе, начинает разрушаться. Кларк же держит увядающую Кару на своих руках. Давай, Кара, не сдавайся. Ты сможешь. Прошу, не покидай нас. Я не могу. Но все хорошо. Я знала, что делала. Я хотела спасти тебя. Ты так много для меня значишь. Так много значишь для мира. У тебя получилось уничтожить машины. Хвала небесам. У миров есть шанс выжить. Ты плачешь. Не надо. Прошу. Ты научил меня быть смелой. И я ей была. Я так сильно люблю тебя за то, кто ты есть. За то, как ты добр. Последняя слеза Супергерл. Ее глаза смыкаются навсегда. Супермен хочет убить антимонитора, но его старшая версия с Земли-2 убеждает Кларка, что сейчас не время. Нужно воспользоваться шансом спасти миры, не дать жажде мщения затмить разум и потерять то, чего они достигли. И Супермен с Земли-1 понимает, что это чистая правда. Герои спешат покинуть крепость. Кларк берет охладевшее тело Кары на руки. Он готов вернуться домой. 5 вселенных замерли во времени и пространстве, не слившиеся, не разделенные, вне опасности, хотя бы пока. Временные искажения в основном прекратились, и, по большей части, жизнь, впрочем, как и смерть, продолжает существовать, как и раньше. Это спокойствие не будет длиться вечно. Мир прощается с Супергерл. Daily Planet выпустили памятную статью. По телевидению идет прямая трансляция поминальной службы. Первой на этой процессии говорит Бэтгерл, Барбара. Кара — герой, которому нет равных. Зачастую она была моим партнером и всегда оставалась другом. Кара была героем, который пусть и заботился о себе, но гораздо сильнее заботился о других. Так легко отвергать в ней нечто особенное, что и делало ее героем, только потому, что у нее были силы и способности, что превосходили возможности каждого. Героя нельзя измерить силой,
только мужеством, проявленным в жизни, и теплом, хранимым в сердце. Пусть же ее мужество придаст мужество нам. Пусть ее любовь подарит любовь нам. Ее надежда станет нашей надеждой. Кара герой. Мы ее не забудем. Спустя время Кларк у крепости одиночества обернул Кару в ее неразрушимый плащ. Помню, когда ты приземлилась на землю. 15-летняя девчушка, полная надежд и жизнелюбия. Боже, я помню, как был горд в день, когда мы раскрыли миру твое существование. Теперь ты мертва, а я тебя оплакиваю. Я жив, убит, но не разочарован. Мне грустно, но я полон надежд, что мечты, лелеемые тобой, мной, остальными, теми, кто обладает особыми силами и особенно теми, кто их не имеет. Что все эти мечты о мире и надежды все еще станут явью. Мы живем, вспоминая и почитая прошлое, но смотрим в будущее. Прощай, Кара. Линда Ли Денверс. Супергерл. Я всегда буду по тебе скучать. Если за гранью тихой ночи вечный день погожий, станет ли смерть дорогой к свету, мы сказать не можем. Цитата из поэмы Роберта Ингерсола «Декларация свободы». Где-то во вселенной антиматерии, на корабле антимонитора, Роджер разговаривает с плененным Барри Алленом, Флэшем, и делится с ним переживаниями о том, что антимонитор убьет его, когда все будет кончено, убьет его за то, что он подвел своего хозяина. Ситуация сюр, но повелитель эмоций сходит с ума от страха. Ничего не может противопоставить своим собственным эмоциям при таких-то способностях. Я молюсь лишь о том, Флэш, чтобы он сам погиб во взрыве, что убил Супергерл. Разве я не могу позволить себе надежду, а? Черт, если я уж не могу, то... Тогда, может, пора? Так ведь, Спидстер? Проблема в том, что я сомневаюсь, беспокоюсь, боюсь, испытываю глубочайшую тревогу. Столько эмоций. А я не могу взять их под контроль, ни одну из них. Что за бред? Да, Флэшик, он точно убьет меня. Может, объединим силы против него? Тебя это не спасет, психопират. Я жив. Ты выглядишь иначе. Что происходит? Супергерл уничтожила мою внешнюю оболочку. Она почти уничтожила меня самого. Понадобилось время, чтобы создать новую сущность. Но теперь я готов. Антимонитор планирует приземлиться на Кварде. Ему и Роджеру предстоит уничтожить оставшиеся земли. Психопират недоумевает, мол, мы? Пират, пока что ты не умрешь. Вместе мы будем более страшной силой. Мне могут понадобиться твои способности. Радуйся, что у меня нет времени искать или создавать другого подобного тебе. Тем временем на Апокалипсе Десаат обращает внимание Дарксайда на корабль антимонитора. Юксос реагирует весьма прагматично. Он направил всю свою энергию на то, чтобы скрыть присутствие Апокалипса, а чужак пусть бьется с героями насмерть. Если чемпионы уничтожат его, пусть так. Если они его ослабят, то Дарксайд уже лично добьет противника. С терпением приходит победа. Запомни этот урок, Десаат. Он хорошо служил мне целую вечность. Планета Оа, Земля-1. Так как слияние вселенных прекратилось, то теперь стражи вселенной свободны, однако часть корпуса зеленых фонарей погибла. Антимонитор погубил их, и здесь раскрывается причина, по которой не работало кольцо Джона Стюарта. Пока стражи были бессильны, бессильны были и фонари. Оставшиеся негодуют, требуют расследования инцидента, но внятного ответа не получают.
Стражи Вселенной уверены, что это явно не публичного слушания дела, и откладывают вопрос на потом. 30 век. Земля-1. Штаб-квартира Легиона супергероев. Команда анализирует состояние оставшихся земель. Они фиксируют, что слияния прекратились, да, но это пока. Есть ли проблемы? Безусловно. Да, прекратилось, но не откатилось назад. Какие-то пересечения между мирами все еще есть, а там остается хаос временных потоков. Брейниак 5 собирается устранить причиненный антимонитором урон. Элемент Лайт видит, что с его товарищем есть какая-то беда. Да, безусловно, кара была очень дорога Брейнику, поэтому Квирл Докс в смятении. Он пытается не быть бесполезным. Поэтому он поступает так, как поступает. 20 век. Земля-1. Питтсбург. Файрхоук, Лоррейн ищет огненного шторма и весьма быстро находит его. Как она сама подмечает, город не такой уж и большой. Привет, красавчик. Как дела? Файрхоук, ты отрада для моих глаз. Я просто сижу тут и жалею себя. Почему ты и Киллер Фрост больше не вместе? Да брось. У меня с ней ничего не было. Психопират поигрался с ее разумом. А что мне делать, если я неотразим? Ну, я бы не была так в этом уверена, но... Их диалог прерывает Виксон, которая сообщает, что у нее Томас Морроу. Человек, что спроектировал Красного Торнадо, и он готов починить его. Но их первоначально надо забрать с пункта дислокации. На полуразрушенном спутнике Лиги Справедливости Виксон, Файрхоук и Огненный Шторм доставляют Томаса на место. Джонс, тебе не холодно в таком прикиде? Мы, марсиане, холод не чувствуем. Почему ты спросил? Не женщины нужны Марсу, чувак, а чувство юмора. И да, герои планируют восстановить своего друга. Здесь также Киборг и Атом. Причем Рэй Палмер инспектирует торнадо изнутри. В моменте Киборг просит Атома включить трансляцию того, что происходит внутри, и Томас Морроу, глядя на экран, замечает некий объект, что-то вроде маленького драгоценного камня, и сообщает героям, что это не то, что он спроектировал. Мартин Штайн, второй пилот Огненного Шторма, сообщает Ронни, что то, что они сейчас наблюдают, это неземная структура. Торнадо в данный момент не спасти. Знаете, что мне в вас нравится, профессор? Вы всегда приносите отличные новости. Тем временем в Лос-Анджелесе, Земля-1. Джон Стюарт прилетел сюда с одной очень важной целью – завербовать Синего Дьявола. Кратенько. Синий Дьявол, Дэниэль Кэссиди, был каскадером в костюме Синего Демона, но после освобождения Нибероса костюм уже и не костюм вовсе. Иронично то, что сам Дэн был католиком. Синий Дьявол, кухни Лос-Анджелеса. Итак, убеждать Дэна долго не приходится, он сразу же соглашается помочь. Уже вскоре после этого на спутнике Лиги Справедливости Америки вся братья пытается восстановить торнадо. Оказывается, что роль Дьявола здесь крайне проста. Он же когда-то создал свой экзокостюм, а значит, в чем-то да разбирается. Тем временем Томас Морроу пытается отсоединить голову Красного Торнадо, и в этот момент Дьявол замечает, что что-то не так. Что-то светится изнутри. И здесь надо срочно останавливаться. Выскользнувший изнутри Палмер также подмечает, что все будто сходит с ума. И в этот момент происходит взрыв. Кэссиди спасает Морроу. Остальные герои более-менее в порядке. Джон Джонс ранен. Файрхоук потеряла свою пристойность. Ее костюм разорван в клочья. Но это наименьшая из всех проблем. Герои пытаются спастись. Все вокруг разрушается. Томас Морроу пользуется возможностью и дает дёру, но благо это подмечает Синий Дьявол. «А ну, стой, индюк! Мы ж в глубоком космосе!» «О боже, как я ввязался в это! Я же хотел просто позагорать, неужели я многого прошу? Но нет! Я вынужден! А? Морроу пропал!» «Испарился. Ему кранты! Что мне делать теперь?» Погнавшись за Морроу, Дьявол замечает, что здесь некий портал. Опа, возможно, он исчез.
в завихрениях этого сияния. Должно быть, он позади него. Мне всего-то... Да ты чё? Тем временем герои блуждают по станции и понимают, что убираться надо как можно скорее. Джон замечает, что Дэн пропал, но вариантов найти его нет, им остается только молиться о его спасении. Сам Синий Дьявол, к слову, оказался в системе Вега. Оказался рядом с Омега-людьми. Кажется, не та музыка. Ну окей. Естественно, дьявола принимают за чужака, но так как это кризис на бесконечных землях, то, естественно, у всех проблемы вот прямо здесь и сразу. Корабль команды разваливается на части. Не нравится мне этот райончик. Кто-нибудь отправьте меня домой, быстро! Тихо, Шладжин. Раз нам суждено встретить верную погибель, то давай уйдем как воины. Воины? Я не воин, я сертифицированный трус. Так записано в моих документах Омега-человека. Пришелец, это твоих рук дело. Ты послан, чтобы нас убить? Братец, да я даже не знаю, кто вы такие, как вы там себя называете. Как я вообще попал сюда? И что более важно, как мне отсюда, черт возьми, выбраться? Тут, кстати, это не единственная команда, которая будет сопоставляться с другой, более известной командой. Тем временем Вселенная из антиматерии простирается более чем на 32 миллиарда световых лет. Это 53 миллиона миров, более 2 миллионов из которых имеют разумную жизнь. Галактический центр Вселенной из антиматерии. Кварт. Мир, рожденный из тьмы и зла. И мы оказываемся здесь. Наблюдатель осматривал мир, который он помог изменить. Его холодные, злобные глаза бесстрастно наблюдали за строительством антиматериальной пушки. Его воины, громовержцы, надзирающие за каждым шагом процесса. Завершение не заставит себя долго ждать. Когда работа будет окончена, он воспользуется антиматериальной пушкой, чтобы уничтожить оставшиеся 5 вселенных из позитивной материи. Да, антимонитор, используя арабскую силу, строит свое новое величайшее оружие, причем сами рабы — расходный материал. Громовержцы крайне легко уничтожают непокорных. Тем временем внутри крепости Кварда психопират чувствует, что его способности крепнут. Вскоре он сможет вернуть свое былое могущество, но сейчас его больше заботит Флэш, которого продолжают держать в заложниках. Знаешь, Флэш, мне нравится видеть тебя хнычущим. Посмотри мне в глаза, чтобы я обратил тебя в более сопливую версию. Но кем бы был Барри Аллен, если бы он не попытался дать хоть какой-то отпор? Флэш освобождает себя от этих оков и в стиле «смотри, что в левой руке, шучу, а вот в правой точно что-то есть» начинает крушить лица. Сначала это психопират, а после и стражник-громовержец. Однако Роджер в моменте пытается нагнать на Спидстера величайший страх. Аллен пытается бороться с целой плеядой эмоций. Напрягается. Сопротивляется. Ускоряет свой темп, но боль растет, как и воля. Справившись, Спидстер начинает выбивать всю дурь из Роджера. «Однажды я был осужден за убийство, что не совершал. Так какая разница, если я сделаю это сейчас?» Но психопират, будучи тем еще фраером, сдает назад. Он боится смерти. Флэш, понимая, что расклад сил меняется, просит, но вот крайне убедительно помочь ему все исправить. И Роджер использует свои силы на громовержцах, и те начинают противиться антимонитору. Чувствуют к нему ненависть. Злобная громозека из антиматерии ощущает неладное, но не успевает среагировать. Молния громовержца бьет в цель. Быстро и точно. «Смерть монитору!» Видя, как это работает, Барри берет Роджера и на огромной скорости проносит его по всему периметру, тем самым обращая всех прихвостней против своего хозяина. Каждый из них проговаривает как мантру: «Смерть монитору». Атаки наносят существенный урон антимонитору, однако этого недостаточно. Антиматериальная пушка все еще представляет угрозу. Барри вырубает психопирата. «Ты готов был присоединиться к антимонитору, хотя и знал, что он уже уничтожил тысячи вселенных. Намеревался уничтожить еще и наши. Ты заслужил все, что с тобой случилось.
Кроме того, если я смогу разобрать эту пушку, то спасу всех. И перед Барри предстает ужасающий монумент — воплощение смерти. Господи, не зря монитор хвастался своим оружием. Теперь я знаю почему. Он сконцентрировал антиматерию, чтобы она была источником питания для пушки. Чувствую, как она ослабляет меня, вытягивает энергию. Я не могу так. Не могу продолжать, иначе я и вовсе ослабну. Проблема в том, что я знаю, что случится, если все пройдет гладко. Выбора нет. На кону нечто большее, чем моя жизнь. И Ален начинает свой финальный забег. Все, что волнует Флэша в данный момент, это то, что по-настоящему важно. Это жизни каждого из жителей Земли и всей Вселенной. В настоящем и будущем. Он бежит. Его ноги наливаются свинцом. Жгучая боль обуяла тело. Барри знает, что он должен бежать так быстро, как никогда раньше. Против потока антиматерии. Заставить его вернуться обратно в машину. Забавно, как блуждают мысли, когда ты столь близок к смерти, что уже ощущаешь ее приход. Мама и папа, вы меня не слышите, но я так сильно люблю вас. Айрис, так долго в разлуке, так мало вместе. Помни, как я тебя люблю. Фиона, Уолли, Декстер, Ральф, Сью. Все, кого я любил. Боже, больно. Как же больно. Простите, что вот так покидаю вас. Надеюсь, что вы поймете, почему. Антимонитор тем временем все-таки дает отпор своим прихвостням, понимая, что в ином случае он точно проиграет. Создав огромный всплеск энергии, взрыв, он освобождает себя от этой весьма патовой ситуации. Флэш. Он уничтожил внешний корпус. Энергия утекает. Вся мощь исчезла. За это он умрет. Барри продолжает бежать. Ему тяжело, больно, но нужно. Время постепенно обволакивает его. Монитор открыл что-то вроде временного портала. Беги, Барри, беги. Уолли? Чувствовал, что должен к вам присоединиться, или... Флэш? Господи, так быстро. Возвращаюсь назад во времени. Так нечестно, Спидстер. Твой город Централ-Сити. Скажи ему, Бетси, у него тут нет власти. Джокер? Флэш? Но он исчез. Помогите. Кто-нибудь. Хоть кто-то, прошу. Надежда есть. Всегда есть. Надежда. Время спасти мир. Время. Назад во времени. Делай то, что должен. Мы должны спасти мир. Мы должны спасти мир. Моя пушка. Он уничтожил мою пушку. Все пошло прахом из-за этого проклятого человека. Флэш. Его больше нет. Барри Аллен погиб, спасая больше, чем одну вселенную от судьбы, куда ужаснее, чем погибель. Умер, сражаясь за то, во что верил. Без сожалений. Да. Его смерть осталась неизвестной для всех, кроме одного. Он будет оплакан. По нему будут скорбеть. Все происходящее приводит антимонитора в неистовую ярость. Моя вселенная даст мне всю необходимую силу. Я впитаю в себя энергию антиматерии более миллиона миров. Они мгновенно погибнут, все умрут. Пусть узнают, что все это ради великого блага. Пусть знают, что их смерть изменит время. Пусть знают, что я обязан познать триумф. Земля-1. Испытатели неизведанного. Команда фиксирует странные показания по субпространству. Положительные. Это агонизирующий крик, что пронизывает всю Вселенную, и он усиливается.
И это та самая вторая команда, о которой я говорил. Ну, вы поняли, да? Ответ лежит не на этой земле и даже не в этой вселенной. Он чувствует, как вокруг него все рушится, чувствует, как течет время в реках хаоса, чувствует движение к переменам. В гневе, разочаровании и мучительном протесте он кричит. Этот крик того, кто стоит беспомощным, как насекомое, но сила которого равна божественной. Спектр. То, чего он боится, уничтожит всех. И здесь у нас комикс показывает что-то вроде надгробной надписи «Флэш. 1986-1985». Почему должен гордиться смертный дух? Как летящий метеор или облачный пух? Вспышкой молнии, блеском волны. К могиле он мчится, покой свой найти. Цитата из поэмы «Смертность» шотландского поэта Уильяма Нокса. И да, друзья, Флэш погиб. Кризис личности, финальный кризис и последующий Флэш возрождения дадут более четкий ответ, что же происходило с Барри. Но в данной точке он мертв. Новым Флэшем впоследствии станет Уолли Уэст. Но об этом позже. Оа. Старейшая из всех планет, что развилась еще до того, как пламя жизни вспыхнуло на ныне почившем Криптоне. Планета, что подарила жизнь корпусу зеленых фонарей, дом обеспокоенных стражей Вселенной, которые решили пополнить ряды корпуса зеленых фонарей и призвали Гая Гартнера. Некогда он уже был зеленым фонарем, но теперь расклад сил должен поменяться. Они вновь даруют ему мощь, которую Гай так желал. Тем временем во тьме позади Оа расцветает кроваво-красный вихрь пламени, что извергается из пустоты. Он проникает глубоко внутрь цитадели и взрывает ее к чертям. Гарднер, успевший защитить себя, ищет под обломками выживших, если таковые имеются. И один из стражей действительно жив. Мальтусианин просит Гая поклясться в верности, что последний и делает. Он клянется силой зеленого фонаря, что зло будет повержено. Он будет нести возмездие. В космосе над Землей один движется по орбите звездолет Брейниака. Внутри собраны самые могущественные существа, по его версии, со всей мультивселенной. Последним прибывшим является уже знакомый нам доктор Морроу. Томас весьма озадачен своим присутствием на палубе этого судна. Среди тех, кто здесь также находится, есть, например, доктор Полярис, однозначно знающий и понимающий, что происходит. И, конечно же, Псаймон, который также подтверждает, что он был лично свидетелем ужасающего катаклизма. «Вообще-то я чуть не погиб. Наш враг разобрал меня на атомы. Если бы не мои псионические способности, то я бы не спасся и не смог бы оказаться здесь, в безопасном месте». «Не стоит так думать, Псаймон. Тебя спасли мои ученые и сам Брейниак. Если бы не мы, то ты бы погиб. Вообще-то, наш враг сбежал или уже мертв. Даже я, будучи живым компьютером, не могу обнаружить его присутствие в нашей вселенной». И Брейниак на правах старшего сообщает всем присутствующим, что кризис закончился. А на оставшихся землях царит безмерный хаос. Поэтому именно сейчас самое время нанести сокрушительный удар и захватить власть в оставшихся мирах. Подчиняйтесь Лутеру Земли-1. Он станет нашим полевым командиром. Все миры в пределах нашей досягаемости. Время пришло. И на это возникает Лекс Лутер с Земли-2. Он недоволен, что его блеклая и тупая копия, лабораторная лысая крыса, станет их предводителем, когда его вполне волосатая голова куда более наполнена интеллектом. Однако правило «сначала думай, а потом говори», видимо, он в школе упускал, за что и поплатился жизнью.
В твоих словах есть логика, Лутер. Но группу собрал я. Решение, кому быть лидером, за мной. Ты прав. 2 Лутера нам ни к чему. Прощай. И это весьма показательный момент для всей группы злодеев на борту. Теперь они знают, что шутить с Брейниаком и Лексом не стоит. Земля-1. На орбите. Тамаранский корабль прибыл за Starfire. Они хотят доставить ее домой, чтобы ее отец лично сообщил ей нечто очень важное, связанное с ее долгом. Тарья и Каррас переносят на борт Джерико, Найтвинга и Кори. И, казалось бы, они успешно скрывают от нее все самое важное, но Джерико внимателен, молчалив и беспокоен. Он знает, что от Starfire скрывают нечто грандиозно важное. Далее комикс сообщает нам, что да, кризис окончен. Титаны практически в норме, но грядет нечто иное, что может разделить группы на части. Но самое важное происходит непосредственно в оставшихся мирах. Как я уже отмечал ранее, несмотря на то, что слияние земель прекратилось, все равно остались зоны соприкосновения или же зоны искривления, где происходит временной хаос. Дона Трой беспокоится, что ее муж где-то там, в этой суматохе, в зоне искривления. И да, они уже к моменту кризиса муж и жена, тогда как в контракте Иуды они лишь планировали свадьбу. Все новостные каналы, которые только могут, ведут прямые трансляции из этой самой зоны искривления. Описывать все не имеет смысла, но замечу, что Лоис берет интервью у Рипа Хантера. Джек Райдер, Крипер, берет интервью у Джанет Клайберн из Star Labs. Тут же доктор Магнус, создатель Металменов. Обеспокоенная Донна выдвигается на поиски мужа, а Фаерхоук напрашивается в спутнике, что, впрочем, не повредит чудо-девушке. Ну и, конечно, комикс не забывает, что Кларк Кент так-то тоже репортер, поэтому он ведет выпуск новостей. Человек, зовущий себя Александром Лутером, сегодня обратился к лидерам всех 5 земель на заседании ООН в 4 часа пополудни. В редакции замечают, что с Кларком что-то не так. Он ведет себя крайне холодно и отрешенно. И такой он после смерти Супергерл. Думаю, объяснять не стоит. Тем временем на Земле-1, но времена уже Второй мировой войны. Сержант Рок и вся эта элитная солдатская братья замечают, что с небом начинает твориться что-то неладное. Все вновь краснеет. Но в этот раз это нечто иное. Голос за кадром. И то же самое происходит уже на всех 4 землях. Взрывается волна энергии, а после исчезает, отступая в неизменное прошлое. Но уже скоро прошлому суждено измениться. Пока в 3 мирах настоящего меняется сама жизнь, лишь немногие остались здесь оберегать мир, в то время как другие, более могущественные, отправились к Земле-1, пока их миры страдают от чумы тьмы. Свободы, за которые бились в дюжинах войн, попраны с невероятной легкостью. «Где наши герои?» – вопрошают люди. Они проиграли. Возможно, мертвы. Убиты иноземцами. На что теперь надеяться? Вопрошают люди. Ответ жесток. Надежды нет. Ваши жизни и ваша свобода в ваших руках. Или готовьтесь умереть. Мир лежит в хаосе. Законы цивилизации забыты. Повсюду паника. Нет иного выбора, кроме как принять ультиматум, и безэмоциональный механический голос раздражается в ликующем предвкушении. На Земле-1. Прямая трансляция из здания ООН. Лана Лэнг ведет репортаж. Алекс, Пария и Лайла собрались перед лидерами мира, чтобы рассказать все, что они знают о происходящих событиях. Диана же, чудо-женщина, замечает, как леди Кварк смотрит на Келмоссу во время трансляции и резонно интересуется. Что-то не так? И Ташана поясняет, что именно из-за Парии появился антимонитор, что уничтожил ее мир и семью. Да, возможно, Парию нельзя винить всегда, и однажды она сможет его простить, но в данный момент это невозможно. Она всегда будет помнить.
Тем временем пария, выступавший последним, заканчивает свой спич и задает встречный вопрос слушателям. Есть ли вопросы у них? Лидеры, безусловно, не склонны доверять своим коллегам с иных миров, поэтому и раскладывают свою точку зрения по полочкам. В моменте Келмосса вновь чувствует то, что он хотел бы забыть, то, что всегда приносит только смерть. Ощущение опасности, ощущение, что совпадает с процессом его исчезновения. Силы вскипают, и пария исчезает. Наблюдающие в ужасе, паника захватывает всех, но это лишь усиливается с появлением голограммы механической морды Брейниака. Земляне, слушайте, что я вам скажу. Ваши жизни сейчас зависят от решения, что вы примете. Я Брейниак, и на моей стороне все те, кого вы зовете суперзлодеями. В то время как большинство героев 5 земель собралось здесь, мы воспользовались своими войсками, чтобы захватить земли, обозначенные как 4, 6 и С. Они всецело и полностью под нашим контролем. Наши требования для Земли 1 и Земли 2 вам объяснит другой. Просьба выслушать. Поступите разумно. Сделайте то, что он скажет. И голограмма Брейниака заменяется Лексом Лутером с Земли 1. Так, крайне рад. Меня зовут Лекс Лутер. Кульминация всего, над чем я когда-либо работал, близка. Алекс, глядя на копию своего отца, ужасается. И, к слову, неужели он видел архивные записи со своим отцом? Или же я, может, что-то упустил? Откуда он знает, как вообще выглядит его отец? Может, монитор показал? Может, фотки какие-то были? Непонятно. Ну да ладно. Лекс продолжает свой спич. Он сообщает, что их силы действительно контролируют 3 земли, но для полноценного правления им нужно еще 2. Он требует капитуляции. В ином случае те 3 земли, что были захвачены, будут уничтожены. За трансляцией наблюдает Кларк. Кажется, что это работа для Супермена. Но он не один. Джек Райдер на фоне постера с изображением Эмбаш-Бага, Ирвина, превращается в Крипера. Тем временем мы движемся обратно во времени к войне, что положило конец всем войнам. 1917 год. Автомобили существуют менее 25 лет, самолеты — только 14. Речь вдруг что идет о Первой мировой войне. Нам показывают некоего мужчину, он замечает, что в небе появились грозовые облака, но такие он еще никогда не видел. Как он отмечает, это словно огни святого Эльма. Дам примечание. Огни святого Эльма – это оптическое явление в атмосфере, которое выражается в тихих разрядах светящихся пучков, которые возникают на острых концах высоко расположенных предметов. Все это происходит из-за большой напряженности электрического поля в атмосфере. Например, заметно во время грозы, зимой – во время метелей, при песчаных или пылевых бурях также возможно, а также во время морского шторма. Возвращаясь к комиксу, сразу отмечу, что вообще это Стивен Сэвидж, вот этот мужчина. Он весьма известный пилот Первой мировой войны. Ну, в комиксах, да? Не то чтобы он там прям много где появлялся, но это, например, были выпуски Unknown Soldier и All American Man of War. Небеса тем временем возвращаются в норму, но в настоящем та же самая буря. События переносятся по временам и мирам. Мы же переносимся к героям. Супермен, Земли-2 и его сестра Power Girl пытаются пробить барьер между их миром и Землей-4. Впрочем, как и маги и все остальные герои. Успехов нет. Кажется, что план Брейниака и Лекса работает очень даже хорошо. Мы же переносимся в Блу-Вэлли. Голос за кадром. Подумайте о Средней Америке, и вам сразу придет в голову эта идиллическая община. Отличное место, чтобы растить детей, работать и, разумеется, жить. Дом Уолли Уэста, бывшего члена Юных Титанов. Тишина и спокойствие маленького городка разрушены. И к Кид Флэшу приходит некто известный под именем Джей Гаррик. Вместе с ним предвестница.
Они просят Уолли вновь стать частью команды, вновь вернуться к геройству. Он нужен этому миру. Даже Монитор писал о нем в своих дневниках, как и о его знании. Джей отмечает, что Барри исчез. Нужен тот, кто способен действовать. Тем временем Рой Харпер и Виктор Стоун крайне рады, что наконец-то их друг Уолли возвращается. Мы же переносимся в Нью-Йорк, к северу от Гринвич-Виллидж, спустя какое-то время. Для чего же Кид Флэш был нужен и о каком знании речь? Да все просто. Чтобы построить космическую беговую дорожку. Им понадобится любая помощь, если злодеи правда захватили 3 Земли, поэтому почему бы и да? Примечание. Космическая беговая дорожка — это устройство, которое построил когда-то Барри Аллен, чтобы он мог путешествовать через время и пространство, а также на другие земли, используя свою суперскорость. Заряжена космическими лучами. И да, именно благодаря этой дорожке Абарт Тоун попал в прошлое из своего 25 века. К основному костяку героев планирует присоединиться Охотница, Пауэр Герл, Дикая Кошка Йоланда Монтес, Металмены и Дум Патруль. Готов, сынок? Да, Джей. Как думаешь, Барри в порядке? Я за него беспокоюсь. Впрочем, герои также обеспокоены. Вот Джейсон Тодд. Он очень сильно волнуется. Неужели ему и правда придется попасть на другую землю? Но Бэтс успокаивает его. И убедившись, что все в сборе, Уолли и Джей приступают к действию. Они начинают бежать. Все быстрее и быстрее, активируя беговую дорожку. Они уже видят разрыв в пространстве и начинают ускоряться. Барьер пробит. Тем временем на корабле Брейниака. Лутер, мои сенсоры показывают, что герои пробились через нашу защиту, как и ожидалось. По моим подсчетам, наши потери составят 60%, а их 80%. А Лутеру плевать, он готов пожертвовать всеми, лишь бы победа была в их руках. Тем временем некто, носатый, наблюдает за ними. Как он вообще не спалился-то? Смотри, Лутер, Земля 4. Мы контролируем все. Только в настоящем, Брейниак, взгляни туда. Трикстер и Ридлер. И далее комикс представляет нам замес за замесом. Барьер же пройден, верно? А значит, пора и лица бить. Перевертыш нападает на Эдварда и Джесси. Остальные герои тоже распределяются по злодеям и дают им отпор. Герои действуют, как одна команда, Лутер. Чего не скажешь о наших воинах. Эй, мы оба знаем, что соотношение потерь составляет 5 к 1 не в нашу пользу. Я бы сказал, что такие цифры внушительные. В конце концов, разве нам нужны какие-нибудь соперники, что препятствуют нашим планам? На любой из сторон. Если так называемые герои хотят одержать победу без потерь со своей стороны... Брейник, у них не выйдет. Поверь мне. Я разве ошибался прежде? Негативная женщина тем временем сражается с Коваром. Товарищ против товарища. Как же так? Тем временем в схватку вступает Кемо. Ты прав, Лутер. Анализ данных. 17 разных агрессивных кислот прожигают свой путь в водах, что окружают Нью-Йорк Земли 4. Хочешь анализа химических примесей? Избавь меня от подробностей. Сколько трупов? И здесь же нам показывают, как Аквагерл и Аквалет сражались против Черной Манты и Акулы. Не путать с Королем Акул. Это разные персонажи. Но в моменте Тула, Аквагерл, начинает задыхаться. Она попала под влияние химикатов Кема. Лекс думает, что толку никакого нет, ведь Гард успел ее спасти, но Брейниак утверждает обратное. Она погибнет. Ее жизненная сила на исходе. И он оказывается, к большому сожалению, прав. Аквагерл здесь погибает. На Земле С же природный коллапс. Все покрылось коркой льда. Прогноз выглядит положительно. С точки зрения силы чаши весов склоняются к нашим воинам. У нас есть потери, благодаря превосходному сотрудничеству наших противников. Но мир все еще под нашим контролем. Мы проявляем некоторые признаки беспрепятственного успеха.
Ты весьма хладнокровно логичен и безэмоционально говоришь о победе. Что меня это даже немного пугает. Тут же показывают, как Плазмус пытается уничтожить сталь, но у него ничего не получается. Хэнку помогает Вайб. Пака Рамон. Всем вам известный Циско Рамон является Вайбом в Нью-52, Justice League of America. Хэнк уже после пересекается с Варпом, который вмиг переносит сталь куда-то подальше. Вот не хотел бы никогда, кстати, иметь таких врагов, которые просто вот так, по щелчку пальца переносят тебя куда-то, а ты делай, что хочешь. Страшная штука. Лутер, наши войска побеждают силы врага. Похоже, на этой земле победа наша. Я не совсем согласен с твоими расчетами, но в целом они верны. Брейниак, тебе стоит понять концепцию безысходности. Наши должны победить, а под чутким руководством они и не смогут проиграть. Все будет отлично. Мы с тобой против всего мира. И герои, кажется, действительно проигрывают. По крайней мере, сейчас. Эклипса выводит из строя Чудо-женщину. Погодный волшебник, Капитан Колт, Колден Глайдер и Киллер Фрост одержали уверенную победу. Однако Луиза просит всех быть внимательней. Хватку ослаблять нельзя. Она прекрасно знает, какие силы на стороне героев. Тем временем на Земле Икс голос за кадром. Два мира целиком и полностью у нас в руках. Похоже, что Земля Икс тоже настоящий восторг садовода. И Пойзон Айви действительно, она прям радуется. Тут цветущий рай, так сказать. Устроен он, кстати, благодаря совместным усилиям с Флороник Мэном. Ну, как вы можете уже заметить, то борцы за свободу попали к ним в ловушку. Ну и, конечно же, Джокер кокетничает. Тут даже говорить нечего. Сильвер Гост вновь пытается убедить пленников, что они проиграли, и толку в их сопротивлении нет. Но Мистер Майнд, а это враг семейки Марвел, если что, фиксирует появление Общества справедливости Америки, Infinity Inc. и аутсайдеров. Герои отчаялись. Работайте вместе, а не в одиночку. Применяйте способности. Доктор Фосфорус просит Лутера заткнуться. И Саня, да, его зовут Александр Сарториус, атакует Хокмана. Причем так мощно атакует, он практически убивает его. Битва же продолжается везде. Но самое важное происходит на корабле Брейниака. К сожалению, несмотря на наш контроль, противоборствующие силы равны, но нас же это не устраивает, так? Мы бы хотели, чтобы победа была наша, но вряд ли это необходимо для наших целей. Пусть они поубивают друг друга. Лутер продолжает свой поток мыслей в сторону Брейниака, но его коллега, скажем так, что-то не отвечает. И этому есть причина. Длинный нос добрался до Врилдокса. Господи, Брейниак, вот. Нападение из-под тишка, но приборы не показали, что кто-то приближается. Брейниак. Это все, что от него осталось? Кто это сделал? Не оглядывайся, Лутер. Я взорвал тело Брейниака на такое количество кусочков, что даже моему старому партнеру Гизмо будет не под силу собрать его вновь. Ты собрал нашу группу, надеясь, что мы убьем для тебя героев, а ты затем пройдешься в победном марше. Хорошо, что я весьма подозрительный тип, да? Что ж, Лутер, я убил Брейниака, так что теперь Псаймон говорит, что Лутер должен сдохнуть так же. Псаймон крайне недоволен тем, что Лутер и Брейниак использовали всех как пушечное мясо и планировали полностью захватить власть. Теперь же он сам планирует занять место тирана и правителя. К счастью, я весьма подозрителен. Я стоял позади и подслушивал, поэтому теперь ты сдохнешь, а я продолжу реализацию твоего плана. Вот только со мной во главе. Отличный план, Лутер. Благодарен тебе за него. Как же жаль, что ты не проживешь достаточно долго, чтобы им насладиться. Однако Брейниака так просто не убить. Он пересобирает себя и уже после обезвреживает Псаймона.
пробивая его аквариум с мозгом энергетическим выстрелом. Этот корабль — часть меня. Каждая его схема взаимодействует с одной из моих. Я отслеживал твое присутствие с того момента, как ты взошел на борт. Ты бы не смог укрыться. Ты дурак, если думал иначе. Теперь, когда все вернулось к прежним позициям, Брейниак и Лутер возвращаются к реализации своего плана. «Мы с тобой против героев 5 миров, Брейниак. Мы не можем проиграть». Земля-1. На заре человечества. Племя медведя голодает, и молодой охотник Антро идет по следу дикого кабана, и он видит огонь в небе, после чего спешит от этого места подальше, но не решается рассказать остальным, иначе его сочтут безумным. Подобное наблюдается и на Земле-4. Этот мир пылает в хаосе. Кема стоит у статуи свободы и созерцает плоды своего труда. Океан стал ядовитым болотом. На борьбу с ним выступила негативная женщина — Валентина, Вальчика, Валюша, член рокового патруля. И она уничтожает Кема. Отмечу, что это, кстати, последнее появление Кема с Земли-1. Тем временем Аквалет пытается спасти Тулу, но если вы помните, то она все-таки погибла, так что де-факто ее судьба уже предрешена. Оттого наблюдать за тем, как он пытается хоть что-то сделать, весьма тяжело. В Нью-Йорке же Черный Адам сражается с Роботменом и Голубем, но большой вклад вносит Колли. Сначала она превращает в кристалл руку Тед Адама, а после он уже и весь становится одним большим кристаллом. Роботмен, да, кстати, это тот самый из рокового патруля, хотел уже разбить соперника, но Голубь его останавливает. Мы же переносимся на Землю С, замерзшие пустоши. Злодеи рады, что они поймали всех героев и просто поместили их в ледяную тюрьму. Но их злорадство прерывает марсианский охотник. «Гектор Хаммонд, тебе ничто не поможет. Я устал от вас, люди, устал от вашего зла, устал от вашей жажды власти. Сдайтесь нам сейчас же, дайте нам вернуть порядок и справедливость на эту землю». К марсианскому охотнику присоединяется Платина из Металменов. Тем временем, пока лица злодеев крошатся, Атом подбирается к заложникам. Пс, дитя, да, потряси головой, если ты Билли Бэтсон. А? Ага. Понял, это значит да. Не волнуйся, дружок, меня зовут Атом, я из хороших парней. Не шевелись. Меня попросили избавить тебя от кляпа, только никто так и не сказал зачем. Я все еще не очень понимаю, что может сделать ребенок, что не по силам остальным. Спасибо, Атом, но я не просто ребенок. Шазам! Теперь ты можешь звать меня Капитан Марвел. Земля Икс, Бэтмен, Аутсайдеры, Олово из Металменов, Infinity Inc. и Зеленая Стрела с Земли 2 продолжают борьбу за мир. Прошу, кстати, заметить, что здесь Оливер окрашен как Рой Харпер, хотя по факту это просто была ошибка. Это все тот же Оливер Куин. На корабле Брейника Лутер сокрушается, мол, как так-то хоть? Мы вроде их превосходили, но силы уравнялись. Однако секрет грядущего поражения злодеев весьма прост, и эту мысль Брейник и озвучивает. Они бьются поодиночке, отвергают помощь других, а наши противники работают в команде. Сила в общности. Знаю, я все это знаю. Я ждал шоу получше. Хотел, чтобы все эти так называемые герои подохли. И, к удивлению абсолютно всех, фиксируется резкий приток энергии. И это, оказывается, Спектр. Хватит. Вы должны прекратить эту бессмысленную битву. Пока вы сражаетесь, близится конец всех вселенных. Услышьте слово Спектра и узнайте, что нужно делать. Антимонитор все еще жив. Теперь он ищет способы уничтожения всей жизни. Он сбежал из этой эпохи, отступил в прошлое, когда еще не зародилась жизнь.
До того, как сформировалась Земля, он отправился на зарю человечества. Именно оттуда он будет менять ход самого времени. Не будет больше позитивной материи, только антиматерия. Все земли, все вселенные, вся жизнь будет нивелирована. Пока ваш враг оставался во вселенной из антиматерии, я был бессилен, но я наблюдал. Монитор вербовал героев, злодеев, но не для того, чтобы они дрались друг с другом, а напротив, чтобы объединить их способности. Половина из вас должна отправиться в начало времен, а остальных ждет путешествие на О, где необходимо изменить историю. Или вы помогаете, или же все умрет. Решайте, второго шанса нет. Брейниак и Лутер также слышали послание. Они решают перегруппироваться. Нужно действовать сообща, но только сейчас. Герои тем временем собираются на Земле-1. Больше сотни человек там. Легион супергероев, повелители времени, борцы за свободу, юные титаны и многие другие. Лоис и Кларк с Земли-2 стоят поодаль. Мне страшно. Страшно потерять тебя. Боюсь, что больше никогда не увижу тебя вновь. Я хочу пойти с тобой. Лоис, как бы сильно мне этого не хотелось, но я не могу взять тебя с собой. Я люблю тебя. Не хочу потерять. А я люблю тебя. Сильнее, чем можно выразить словами. Ты так много сделала для меня. И я молюсь, чтобы вновь обрести счастье. Ничто не разлучит нас, Лоис. Обещаю. Но я должен это сделать. Все просто. И за ними наблюдает Александр Лутер с Земли-3. Герои же готовятся к перемещению, используя возможности повелителей времени и легиона супергероев. Им необходимо оказаться на заре времен. Команды подтверждают свою готовность. Пора начинать. Кал-El с Земли-1 настроен решительней некуда. Если они не уничтожат антимонитора, то все попросту будет напрасно. Его старшая версия с Земли-2 просит быть поспокойнее. Тем временем Джая Гаррика и Кид Флэша Уолли Уэста готовят к забегу. С их помощью все присутствующие смогут переместиться во времени. Уолли крайне сильно озадачен отсутствием Барри, но еще больше его пугает, что никто не пытается его искать. Но происходит самое неожиданное. Появляется очередной Супермен. «Пожалуйста, я Супербой с Земли Прайм. Вы должны взять меня с собой». И никто из присутствующих практически не слышал о Земле Прайм. Никто даже не в курсе, что таковая была, кроме Супермена с Земли-1. Сейчас объясню. Супербой с Земли Прайм тот же Кал-El, Кларк Кент. Но взрастили его Джерри и Наоми Кент в Нью-Хэмпшире. Парень рос без способностей. Однажды он вместе со своей подругой Лори Лемон решил сгонять на костюмированную вечеринку, где примерил образ Супербоя, что отсылало на известного героя комиксов, которые он очень любил читать. А она была в образе русалки. Предположу, что это типа костюм Лори Лемарис. Однако все меняется, когда из космического вихря появляется Супермен с прикризисной Земли-1. Внезапно у Супербоя начали проявляться его криптонские гены, и он наконец-то впервые обрел способности. Кларк с Земли-1 просит Наоми и Джерри пойти их сына с ним, чтобы помочь в битве с антимонитором. Сам же Супербой прощается с Лори и говорит, что он скоро вернется. Но реальность оказывается куда более жестокой. После Супермен обучал мальчика, а вскоре уже и настали события кризиса. К слову, кстати, для самого Супермена Земля-1 происходящее в этом комиксе происходит уже после смерти Супергерл. Замечу, что прежде чем встретиться сейчас вновь, пути Супермена и Супербоя разошлись после того, как пацана затянуло в вихрь, который переместил его в другое место. Но вернемся к сути кризиса. Супербой сообщает Супермену с Земли-1, что Земля Прайм погибла.
Я не знал, что с тобой случилось, когда ты пропал. Я сам не знаю, как исчез, но я здесь. И я последний выживший с Земли Прайм. У меня весомая причина присоединиться к вам, но если вы меня оттолкнете, то я сделаю все сам. Супермен ручается за пацана, и тот по итогу становится частью команды. После же дядя Сэм толкает пафосную речь о свободе, единстве, силе и о прочем. Не вижу особого смысла это хоть как-то цитировать, но я согласен с Лутером. Да, дядя Сэм прав. Как бы это ни было пошло, действовать сообща действительно необходимо вне зависимости от взглядов и целей, в ином случае смерть. Ну что же, все на своих местах. Мощность направлена на машины времени. Золото из металменов выступает проводником для устройств. Все те, кто владеет силой генерировать электричество, а также те, кто управляет или же генерирует магнитные поля, готовы действовать. Джей Гаррик и Уолли Уэст на низком старте. Золото перенаправляет всю эту невероятную мощь во временные сферы. Тем временем Повелитель Времени делает свой ход. На борту его корабля десятки суперзлодеев, и они отправляются на миллиарды лет в прошлое. От исхода их миссии зависит практически все. Да, друзья, герои идут к заре человечества, а злодеи отправляются на Оа в прошлое. Тем временем машины продолжают заряжаться. Джей и Уолли начинают свой забег. Кстати, мысли Кид Флэша здесь занятные. Если все эти годы с Флэшем или с юными титанами научили меня чему-то, то тому, что некоторые вещи важнее собственной жизни. И у героев, кстати, получается, они открывают портал во времени. Они все исчезли в прошлом, двигаясь к началу времен. Шансы на успех 0,362 миллионных. Шансы на мое выживание 0,436 стотысячных. Я должен отключить все биосенсорные функции, если мое физическое существование будет прервано. Остается вероятность в 43 тысячных, что мой искусственный интеллект сможет выжить. Тем временем за 7 морями Мера сообщает Акваледу, что Тула мертва. Опять же, та вещь, которую мы уже с вами прекрасно знали. Супермен с Александром Лутером с Земли-3 наперевес мчится по пространственному коридору. Их задача оказаться на месте раньше других, так как необходимо открыть дверь во вселенную антиматерии. Но по прибытии их всех уже ждал антимонитор. Признаться, я разочарован, что вы так долго меня искали. Можете заметить, что Пария буквально в руках антимонитора, он обездвижен. Назад! Скорее! Бога ради, не оставайтесь здесь! Он завел меня в ловушку. Не дайте ему поймать и вас! Это все из-за меня, я вернул антимонитора к жизни, при том, что уничтожил свою вселенную. Не беспокойтесь за меня, уничтожьте его! Дурак. Все, что ты сделал, так это открыл портал в начало времен. Ты и правда думаешь, что обычное научное исследование может высвободить силы, что способны уничтожить Вселенную? Нет. Но я воспользовался твоим экспериментом. Я преобразовал антиматерию в энергию, которую сфокусировал на твоей Вселенной. Уничтожив все эти миры, чтобы собрать еще больше. Только я был настолько могущественным, чтобы вырваться из своей тюрьмы и распространить свою власть. Да, Пария, как и все остальные, узнает, что... так-то он не убивал ни свой народ, ни свою вселенную, ни даже чужие. Но антимонитор считает, что это тоже поправимо. Именно воспользовавшись Парией, он может уничтожить существующую жизнь, а после восстановить Вселенную из антиматерии по своему видению. Супермен с Земли-2 отдает приказ. Герои нападают. Голос за кадром. Они сделали это. 50 сильнейших могущественных существ, что живут или будут жить на свете.
В совокупности их силы способны уничтожить всю Солнечную систему, но антимонитор поглотил всю энергию целой Вселенной. «Бэтмен, у нас нет никаких суперсил. Что нам делать?» Мы можем поделиться своей отвагой. Можем дать им надежду. Кстати, запишите вот себе на случай важных переговоров. А как же там злодеи? Они попадают на Оа 10 миллиардов лет назад. И да, они планируют остановить Крону и его эксперимент, который породил мультивселенную и вселенную из антиматерии. Причем группа с Лутером во главе планирует уничтожать всех, им без разницы, кто им попадется на пути. Главное — выполнить задание. Мальтусиане же, они меня прям тут радуют. Да, какие-то гуманоиды их атакуют и уничтожают их собственность, но они, вот прям чувствуют, что им хотят помочь. Однако защита своей планеты важнее. Они весьма быстро нейтрализовали всю группу, даже глазом не моргнув. Но и это не конец. Айсикл, Мастер Зеркал и Маалдор проникают в лабораторию Кроны. Маалдор готов. Ничто меня не остановит. Дай мне передохнуть, Мали. Самая сложная часть еще впереди. И они планируют разнести вот этот вот экран Кроны. Сначала пытаются Сэм Скадер, но после идею предлагает Йоар. Или Йорик. А Маалдор, Пока вы двое спорите, Маалдор разнесет этот экран. И вот в этом взрыве погибают все трое. Крона, к слову, наблюдал за происходящим. Дебилы. Неужели вы правда думали, что я оставлю лабораторию без присмотра, когда я так близок к успеху? Раз другие обещали вам богатство за то, что вы прекратите мои запретные эксперименты, вы только что получили свою награду. Смерть, тотальное ничего и вечность. Переносимся назад к героям. Дураки, я привел вас к заре творения. Ждал здесь вашего появления. Нуждался в вас. Нуждался в ваших жизненных силах, в вашей энергии. Оказывается, что антимонитор пробил стену творения. Именно на это он потратил все свои силы. Сейчас же вся мощь героев может пойти на изменение хода истории и будущего в частности. До полного коллапса остались лишь мгновения. До смерти мультивселенной буквально осталось ничего. Вся жизнь будет уничтожена, но затем появляется Спектр. Я чувствую силу, что сопротивляется мне. Кто посмел? Я посмел, тиран. Я остановлю тебя. Раз ты поглотил силу величайших героев, то я поглощу силу величайших магов. Их магия вливается в меня. Их величайшая сила становится моей. И маги противятся антимонитору. Они концентрируются, чтобы дать Спектру больше мощи. Дать слабину сейчас — это значит погубить всех, у них просто нет другого выхода. И они замечают, что появляется экран Кроны, а значит, что злодеи не справились. Но Спектр не согласен. Нет, мы не проиграли. Пока еще нет. Больше силы. Нужно больше силы. Больше. Больше. Энергия взрывается внутри Спектра, разрывает его существо, проходит сквозь его разум, сквозь каждый атом. Спектр кричит от боли, он словно воронка, канал. Все больше энергии проходит через него, больше сил. Он видит миры, что никогда не существовали и не будут. Видит формы, цвета, узоры, идеи. И вновь кричит от боли, пока вселенная вокруг него взрывается. И от начала сотворения идет смерть. Это гибель мультивселенной. Вначале было множество. Бесконечность мультивселенной. Такая холодная и далекая, столь долгое время, что даже горящий свет был незаметен. Но затем свет стал ярче, и мультивселенная содрогнулась. Тьму
разорвал крик, в котором было столько же боли, сколько и облегчения. В этот момент родилась Вселенная. Вселенная с могущественными мирами, что вращаются вокруг пылающих солнц. Вселенная возродилась на заре времен, и то, чего было много, стало едино. Солнечное утро 1985-го. Метрополис. Супермен с Земли-2 просыпается не в своей постели. Он не узнает квартиру, не понимает, что происходит. Вот буквально мгновение назад многим землям пришел конец. И что самое примечательное, он помнит о событиях кризиса. Списав все это на сильную усталость, Кларк отправляется на работу. Заходит в здание Daily Star, бредет по коридору, читая газету, а после уже заходит в свой кабинет главного редактора. И, что примечательно, все так странно на него смотрят, будто он убил кого-то. «Да чтоб меня! Ты еще, черт возьми, кто такой?» Кларк в шоке. «И что ты делаешь в моем кабинете и кресле, а? А ну сюда смотри, приятель. Видишь имя? Написано Уайт. Перри Уайт. А не Джош мой или как там тебя? А теперь, если это не твое имя, убирайся отсюда». «О, я слышал шум, дядя Кларк». И это Кларк Кент с Земли-1, он уводит свою версию подальше от гнева Перри. Будучи на крыше Daily Planet, они собираются долететь до зоны искажения между мирами. Кларк с Земли-2 хочет вернуться домой. Долетев до места, где был переход, они обнаруживают, что все нормально. Причем нормально до событий кризиса. Спросив офицера, мол, а где кордон полицейских, что защищал проход, Супермен узнает, что никаких кордонов здесь отродясь и не было. Абсолютно ничего. Мир будто ни о чем и не подозревает. Кстати, у твоего друга тоже крутой прикид, но кажется, что с его буквой «С» что-то не так, да? И да, полицейский явно не узнает образ Кларка с Земли-2, из-за чего они делают вывод, что это точно Земля-1. Решив, что им нужно воспользоваться космической беговой дорожкой Флэша, чтобы вернуть Супермена домой, они направляются в Централ-Сити к Барри Аллену, но по пути обнаруживают, что теперь это города-близнецы Централ и Кейстоун. Это не имеет смысла. Знаю. Кейстоун на моей земле, Централ на твоей. Узнаю это место, кстати. Тут живут Джей и Джоан Гаррики. К счастью постаревшего Кларка, это оказывается правдой. Однако и здесь есть нюанс. Джоан не узнает Супермена с Земли-2, а вот Джей, напротив, знает обоих и уводит ребят подальше. Подальше в свою лабораторию, в которой оказывается Кид Флэш и космическая беговая дорожка. Джей и Уолли недоумевают тоже, так как они прекрасно помнят о событиях, что произошли, но вот отличия, которые есть в этом мире, заводят в тупик. То есть, например, люди знают про Барри Аллена, знают про его суд, но здесь всю жизнь в этом месте жил именно Джей Гаррик. Уолли сообщает, что космическая беговая дорожка отремонтирована и теперь ею можно пользоваться. Облачившись в свои костюмы, они готовы действовать. И вот, набирая определенную скорость, частоту вибраций, чтобы открылся портал, герои попадают в ничто. Остаются на вот этой части беговой дорожки. Земли-2 нет, Вселенной нет, абсолютная пустота. Нужно возвращаться назад, разве вы не видите, что случилось? Моей Вселенной больше не существует. Никакой Земли-2 нет. А что насчет меня? Теперь я знаю, почему меня никто не помнит. И в этот же момент Кларк с Земли-2 прыгает в эту пустоту. Нет, я чужой здесь. Везде чужой. Мое место там, в небытии. Теперь я понимаю. Никто не помнит меня, потому что у меня нет прошлого. Потому что я не существую. Пустите меня. Мое место во тьме. Если бы не Супермен с Земли-1, то, вероятнее всего, он бы там и остался и затерялся бы в бесконечном ничто.
На этом герои возвращаются домой, если его таковым можно назвать. Космическая беговая дорожка по итогу уничтожена полностью. Якобы восстановлению не подлежит, но мы знаем же, что в комиксах это так не работает. Все подлежит восстановлению, если это угодно сценаристу. Воля же тем временем понимает, что здесь все сложнее, чем можно себе представить, и предлагает собрать всех. Нужно разузнать побольше о происходящем. Тем временем на корабле Рипа Хантера в потоке времени сам Рип, Дольфин, Капитан Комета, Энимал Мэн, Атомик Найт и Адам Стрэндж замечают корабль Брейниака. Капитан Комета предлагает провести расследование. На самом корабле пусто. Ни единого признака жизни, никакого Лутера, никакого Псаймона. Здесь попросту никого нет, кроме самого Брейниака, который, так-то развалился в своем капитанском кресле, будто бы в стазисе. Мы же переносимся в башню Титанов. Перевертышу не нравится, что место дислокации его команды стало супергеройским центром, потому что абсолютно все, кого смогли собрать Воли, Джей и Супермены, оказались тут. Никто не в курсе, что здесь происходит, кроме одного человека. И это Предвестница. Именно она и собрала всех здесь, на этой новой земле. И эта новая земля все еще под угрозой. Лайла, которая вновь обрела свои силы, рассказывает, что в перерожденной вселенной многое поменялось. Супермен с Земли 2 не понимает, как вообще это возможно, что его Криптона никогда не было, его Земли, его мира, а вот он есть. Леди Кварк отвечает Кларку, что теперь он такой же, как и она, как и Пария, человек без родины. И тут же вступает Супербой, который задается теми же вопросами. Робин и Охотница с Земли 2 тоже в ступоре. Причем Дик, кажется, потихоньку понимает, что происходит. Хелена же рассказывает свою историю, как она решила вернуться домой, принять душ, там покушать, сменить одежду, но, дойдя до своей квартиры и попытавшись открыть дверь, она увидела, что на самом деле это уже не ее квартира, там живет другой человек. Потом она стала наводить справки, и никакой Хелены Бертинелли тоже в принципе нет. В Готэме уж точно. Водительских лицензий тоже нет, никаких счетов, никаких подписок на газеты. Просто пусто. Отчаявшись, она даже отправилась на кладбище, на задний двор поместья Уэйнов, где вскоре ее обнаружил Дик Грейсон из ее же мира. «С тобой тоже это случилось, да?» «Дик, здесь нет надгробного камня. Ничто не говорит о смерти моего отца, не говоря уже о его жизни. Я кое-что проверила, это не Земля-1, не Земля-2. Это новая Земля, преобразованная. Только меня здесь нет. Меня не существует. Ты понимаешь? Я не существую!» И, честно говоря, друзья, это крайне страшно. Выслушав Хелену, Лайла, Предвестница, начинает объяснять. Такова ирония космического перерождения. Слишком много парадоксов, и не все из них можно объяснить. Как я уже говорила, в этой великой битве с антимонитором Вселенная переродилась. Переродилась с самого начала времен. В этой новой Вселенной мультивселенной никогда не существовало. Здесь никогда не было ни 1000 земель, ни даже 5. Была лишь одна Земля с постоянным прошлым, настоящим и будущим. Жизнь здесь эволюционировала так, как было изначально. Поделилась клетка, сформировалась жизнь, росла, развивалась, появился человек. Он развивался, учился. На смену неандертальцам пришли кроманьонцы. Их сменил сапиенс. Цивилизация процветала. И египтяне, китайцы, африканцы, греки, римляне, гунны, индейцы — это наша общая история. Она одинакова для всех земель. Появились страны, а за ними войны, поднимались революции. История изменилась. Америка Земли 6 проиграла революцию. Америка Земли X вторглась в Англию и правила ей. Но здесь истории перемешались. Америка выиграла свою независимость. Затем пришла первая из мировых войн.
была победа, как и на большинстве земель. Начиная со Второй мировой, расхождения были куда более очевидными. Герои Золотого века многих земель родились на этой земле. Солдаты шли в бой, бились бок о бок со специальными подразделениями, сражались рядом с дядей Сэмом и бригадой свободы. Дядя Сэм в ужасе, мол, как так-то? Он же помнит, все это было на Земле Икс. Но Лайла говорит, что не было Земли Икс. Уж точно не здесь. А помнит он все, потому что он был в начале времен, где и произошли все эти события. Единственная планета Криптон взорвалась и отправила единственную ракету. Там был Кал-El. На Земле же известный врач Готэма прогуливался со своей семьей, когда из сумрачных теней явилась смерть. Той ночью был рожден Бэтмен. Единственный Бэтмен. Всего один. Услышанное повергает Супермена с Земли-2 в ярость, отчаяние. Нет, быть не может. Я тоже понял. Слишком хорошо. Что-то от каждой Земли выжило, а что-то нет. Моего Криптона никогда не было. А это значит, что меня не должно существовать, но я есть из-за какой-то случайности. Но моя жена, моя Лоис, она исчезла. Ее никогда не было. Нет, нечестно. Почему я выжил, а она погибла? Зачем я вернулся во времени вместо того, чтобы остаться здесь, чтобы кануть в небытие вместе с ней? Слушайте, нужно вернуть его. Он многого не знает. Супермен с Земли-1 слушает предвестницу и отправляется за своим старшим соратником. Немного зайдем на территорию магической и таинственной стороны DC. Где-то в другом измерении призрачный незнакомец и мертвец обсуждают Спектра. Джим Корриган жив, да, однако он, спит, что-то типа комы. Незнакомец сообщает Бостону Бренду, что сила, которой обладает Спектр, вот она все еще при нем, однако недоступна. В Лас-Вегасе, Неваде, съезд детективов. Там обнаруживают труп Энглмена. Вот мы не будем вдаваться в подробности, кто такой Энглмен. Уж точно не сейчас. Однако загадку быстро разгадывает Харви Баллок. Я помню, это оружие. Читал в газетах. Принадлежит одному из противников Чудо-женщины. Угловатое оружие Энглмена. Видать, сам себя завалил. Всем бы быть такими детективами. Переносимся в Салем. Доктор Фейт сообщает Этригану, что он чувствует некие возмущения. Некая тьма надвигается. Великий черный зверь. А после Фейт переводит внимание на принцессу Аметист. Вот здесь, наверное, стоит пояснить, что данная дамочка прямиком из Гемворлда, магического измерения, что населяют гуманоиды, которые черпают свою силу из земных драгоценных камней. Данное измерение уже в рамках Нью-52 стало частью мира сновидений. Но нам до Нью-52 еще шпехть и шпехть. Способности Эмми весьма обширны. Наверное, проще даже сказать, чего она не умеет. Да, мы прошлись весьма поверхностно, но, пожалуй, оставим так. Фейт просит Этригана помочь. Необходимо дитя спасти, как и тех самых людей, что на нее напали. Аметист собираются казнить. Ее винят во всех проблемах, так как она, цитирую, «ведьма». Однако на месте появляется доктор Оккульт и... Во имя мистического знака Семи я говорю вам, что за девочкой вины нет. Успокойтесь и перестаньте выставлять себя безумцами. И вот этот его гипноз, он срабатывает. Кто такой доктор Оккульт? Это частный детектив с Земли-2, который специализируется на делах, что связаны со сверхъестественным. Какое-то время он даже работал с Обществом справедливости Америки и Звездным эскадроном. Владеет он мистическим символом семерки. Это такая магическая тренька, которая имеет ряд занятных возможностей. От чтения мыслей и защитного барьера до экзорцизма и гипноза, вот как, например, здесь. Но сработает ли это против наших старых знакомых?
Теневые демоны, что были рождены во вселенной антиматерии, нападают вновь. Принцесса старается их остановить, но так как это не Гем-Ворлд, то она, как сама говорит, не очень-то понимает, что точно может сделать. Но делать что-то нужно. И один из демонов, пораженный ее силами, взрывается. На поле боя появляются Этриган и Фейт. Они справляются с пачкой демонов, а после выясняется, что Эми так-то ослепла. Фейт сообщает принцессе, что демон сжег ее зрительные нервы, а после... «Во имя судьбы, что я в тебе вижу? Невозможно. Аметист, тебе нельзя оставаться здесь, на земле. Позволь доктору Фейту привести тебя к твоему предназначению. Она ждет тебя в Гем-Ворлде». И они действительно отправляются в Гем-Ворлд, что раскрывается в 13-м выпуске 2-го тома «Аметист». Этриган немного недоумевает, мол, соратники свалили, а на их месте появились теневые демоны. Ну такое. Но благо с ним есть оккульт, пусть и не знающий о том, кто это такие и с чем их едят, как говорится. Тем временем Супермен догоняет Супермена. Кал-El утешает Кларка, дает ему ровно ту же надежду, как и ему Супермен дал когда-то после смерти Кары. К сожалению, они помнят о том, что случилось, однако, возможно, настало время это забыть. Теперь же давайте обратим внимание на амазонок. На райском острове произошел коллапс. Королева Ипполита призвала Донну и Чудо-женщину, потому что появилась Чудо-женщина с Земли-2, а вместе с ней и ее дочь Ипполита Тревор, более известная как супергероиня Ярость. И теперь уже все герои начинают понимать, что к чему. Все догадки подтверждает Бэтмен и Робин, Джейсон Тодд, которые проверили всю доступную информацию. Да, мы с вами уже знаем, что о событиях мультивселенной помнят те, кто бился с антимонитором на заре времен. Все те, кого там не было, соответственно, не помнили. То есть, к примеру, Лекс Лутер. Он не в курсе, что он отправился в прошлое и вместе с остальными злодеями пытался помочь героям не допустить уничтожения всего живого в мультивселенной. Но как быстро появляются новые вопросы, то так же быстро появляются и новые угрозы. Красные небеса все так же, как и ранее, начинают застилать уже новую землю. Даже в городе Горилл весьма суматошно. И да, мы здесь узнаем, что Салавар-то, оказывается, не погиб, он ранен. Его пытаются лечить, но он сам не в курсе, как он получил это ранение, почему, за что, от кого. Если, кстати, и вы пропустили, то бегом смотреть 3-ю часть «Кризиса на бесконечных землях». Тем временем, испытатели неизвестного и отряд Кейва Карсона, это такой местный известный геолог, тут даже вдаваться в подробности не будем, занимаются раскопками. Под землей на глубине практически 5000 километров они находят некий водоворот энергии, течение которого завораживает и ужасает. Кейв просит связаться с башней Титанов. Вот срочно, прямо сейчас приборы зашкаливают, есть проблемы. В этот же момент во всем мире электрическая буря усиливается, хаос возвращается. То, с чего все начиналось. В моменте пария, стоящий позади киборга и перевертыша, опять исчезает. Вновь ощущает касание зла, его тянет обратно к нему. Все изменилось. Что произошло? Не узнаешь небо? Мы больше не во вселенной из позитивной материи. Великий Криптон. Земля сместилась в другую вселенную. Кал-El, смотри! Добро пожаловать в мой мир. Приветствуйте свою погибель. Новая Земля оказалась во вселенной антиматерии. Записи монитора. Возможно, мне было не так сложно поверить, как казалось. Монитор предсказал свою смерть. Я узнала, что он передал свои файлы на Землю до того, как они были утеряны. Годы работы были не напрасны. Он наблюдал за всеми мирами во все времена, записывая информацию о владельцах особых сил. Теперь он мертв. Я должна продолжать его записи о том, что происходило до того, как начался кризис. Монитор, прошу, помоги мне понять, зачем я должна это делать.
Сколько вселенных погибло, сколько выжило. Пария остался жить, в то время как миллионы его сограждан погибли, как леди Кварк и Александр Лутер, и мальчик с Земли Прайм, как они ее называют. Он выжил. Куда он делся? Сколько миров погибло, Монитор? Мибрану, живая планета из метана, одно из самых миролюбивых существ во Вселенной, погибла, в то время как смертоносная армия Калидрана выжила, чтобы нести разрушение. Это справедливость, Монитор? Пощады не было ни для кого, но каждая планета реагировала по-своему. Танагар, готовый к войне, расценил кризис как вторжение, но не из Вселенной антиматерии нет, а откуда-то извне. В безумии беспорядков погибло 1000 танагарцев. В 30 веке антимонитор уничтожил Такрон Галтас, планету-тюрьму. В уже обреченную Вселенную было выпущено страшнейшее зло. Легион супергероев не смог его остановить. Никто не смог. И это справедливость? Валидус, мастер уговоров, доктор Регулус, повелитель молний. Сколько других выжило? Сколько миров они уничтожили, пока не перенеслись на корабль Брейниака? Они сказали, что помогут нам, но на чьей стороне они на самом деле? Одни бились за уничтожение, но были и те, кто хотел помочь. Одного из них звали Старман, и он вел борьбу за свою империю. Теперь же он мертв. Пожертвовал собой, чтобы выиграть время, дабы его подданные могли жить в мире. В бинарной звездной системе, недалеко от Веги, Курак охватил хаос. 6 версий Курака разных измерений были жестко объединены в одну. Все благодаря сумасшедшей богине Ксхаал. Омега-человек Нимбус оказался зажат в ловушке между ними. Не все герои погибли. В 2183 году Томми Мору возглавил экспедицию по спасению NGC-2683, звездной системы, что оказалась под угрозой волны антиматерии. Жители 17 миров выжили лишь благодаря нему. На планете Эйден 5 молодых людей, что известны как Вечные Люди, воспользовались своими силами, чтобы защитить свой приемный мир от разрушения. Преследовавший их сквозь измерения, Дарксайд укрыл Апокалипс от погибели. Одно измерение спаслось, но другому не повезло так. Цитадель Сапфиров была уничтожена. Люди изранены, в отчаянии. Единственная землянка Эми Уинстон, она же принцесса Аметист, должна привести их к победе. Все измерения в опасности, Монитор. Даже золотые залы Олимпа обогрелись кровью в битве с силами, что освободил твой брат. 3 бога погибло, а 2 на пороге смерти. Тот, кто убивает богов, должно быть спятил. Кризис был вселенским, ударил по всем мирам и временам, но сейчас он пришел на Землю, в связующую точку, как ты ее назвал, Монитор, на мою родину. Она и так уже настрадалась, и будет нечестно, если страдания продолжатся. Его звали Бессмертным Человеком, и он погибал 1000 раз. С каждой смертью он перерождался, хоть и в новом теле. Помогая спасти мир, он был стерт из всех реальностей. Прежде я никогда не думала о бессмертии, но теперь вынуждена. Тело Бессмертного Человека самовосстанавливается. То же происходит и с телом Малика Холланда, который ныне болотная тварь. Но он не бессмертный человек. Он не может умереть. Или может. Я видела, как его тело было полностью уничтожено волной антиматерии, но его душа заживо срослась с зеленью, с той жизнью, что преобладает на этой планете. Тело болотной твари мертво, но он все еще жив. Человек-ястреб тоже был бессмертным. Он реинкарнация принца Египта Хуфу, но сейчас этот доблестный герой умирает от ран, что были получены в войне со злодеями. Монитор. Я молюсь, чтобы жизнь еще оставалась в его родной Фетерии. Чтобы сделать эти записи, ты должен был задуматься о произошедшем. Земля самообновляется. За смертью приходит жизнь, а за адом — рай. Но змей в этом Эдеме не требует поклонения отнюдь. Он жаждет нас уничтожить. Но мы отказываемся умирать, не так ли? Мы боремся за существование, мчимся во тьму, как лузеры.
Возможно, они даже не видели, за что сражаются. И явно не понимали. Но сражались за жизнь, потому что могли. Мы храним то, что у нас есть. Мы становимся лучше. Амазонки пренебрегли войной с человечеством ради мира на райском острове. Но когда их существование было поставлено под угрозу, они бились за жизнь. Монитор, мы выживем. На протяжении истории всех миров все разумные существа сражались за свободу и выживание, будь то времена, когда они бились с чем-то столь малым, как камень, или же когда их враги владели оружием, что превосходило их собственное. Все наши враги ныне стали союзниками. Те, против кого мы сражались, теперь сражаются с нами на одной стороне. Опасность грозит всем нам, но мы уж как-нибудь выживем. Как-нибудь да победим. Как-нибудь добьемся успеха даже перед лицом смерти. Монитор. История Вселенной от сотворения в огне до тлеющих углей будет записана здесь для грядущих поколений. Я с радостью продолжу то, что ты начал. Это мой долг. Мне от него не отречься. Green Lantern 196 и 197. Гай Гарднер возвращается на Землю после событий 9-го выпуска «Кризиса». Оказывается, что ему было поручено воскресить акулу. Опять же, не путать с королем акул. Важная деталь, о которой стоит сказать, так это статус Хэла Джордана. Еще до кризиса Стражи Вселенной изгнали его с Земли на целый год за то, что тот злоупотреблял полномочиями и слишком сильно приглядывал лишь за одной частью своего сектора. Да, 2814, если вы не в курсе, это не прям только Земля. Это в целом там Солнечная система и пул других планет. После Хэл пытался неоднократно доказать, что он достоин. Стражи тестировали его, но по итогу все закончилось тем, что Джордан попросту не мог отказаться от своих друзей и личной жизни, как этого хотели свыше, из-за чего он и принял решение уйти из корпуса. После этого его место занял Джон Стюарт. К слову, именно в 196-м выпуске Джон узнает, что Хэл был фонарем до него. Зачем же Джордан решил поболтать со Стюартом? Все просто. Он хочет предупредить его о том, что Гай Гарднер снова зеленый фонарь, и он выполняет поручение кого-то из стражей. Нужно быть начеку. Вскоре вернувшийся акула, благодаря Гаю Гарднеру, нападает на Хэла и Джона. Но подоспевший Гай просит оставить в живых вот этого вот товарища, так как он нужен для нового задания — уничтожить Луну Кварда, дом антимонитора. Забавно, что Стюарт отправляет Хэла куда-то в космос ради его же безопасности в пылу битвы. В 197-м выпуске он даже пытается его отыскать, но, отчаявшись, отправляется за Гаем, который победил в битве фонарей и ушел вместе с акулой выполнять миссию. Сам же Гарднер также вербует в команду Блайндсайда, Голдфейса, Тротла и забирает Гектора Хаммонда. Джон вместе с Катматуи по итогу нагоняет Гая, но все это меркнет на фоне Хэла, который вновь обретает кольцо зеленого фонаря. Он получает его от последнего выжившего стража. Да, вот тот же самый, что и даровал кольцо Гаю. Джон противится тому, что происходит, но Хэл, который теперь видит уже всю картину полностью, пытается убедить своего товарища, что так нужно, ради общего блага. Хэл даже цитирует Ивана Сергеевича Тургенева, и я, как орловчанин, не могу не процитировать лично. «О чем бы ни молился человек, он молится о чуде. Всякая молитва сводится на следующую. Великий Боже, сделай, чтобы 2 × 2 не было равно 4. И для понимания я дополню еще одним отрывком. Но может ли даже личный, живой, образный Бог сделать, чтобы 2 × 2 не было 4? Всякий верующий обязан ответить. Может. И обязан убедить самого себя в этом. Если кто не в курсе, это произведение молитва, стихотворение в прозе. По итогу, убежденный Джон остается на земле вместе с Катматуи, а Хэл, Гай и другие злодеи отправляются в дом антимонитора. Но вот вам еще один сюжетный поворот. Здесь появляется Синестра и сообщает Джону и Катме, что
Они втроем должны остановить Хела, Гая и тех злодеев от уничтожения Луны Кварда. К решению всего вопроса и твисту мы вернемся уже после выпуска «Кризиса». Тем временем в основной серии. Рип Хантер и команда. Комикс, кстати, кратко нам рассказывает, кто все эти люди, поэтому не откажу и я. Дольфин. Прекрасная сирена Семи морей. Капитан Комета. Мутант, что родился за 100 тысяч лет до своего времени. Адам Стрэндж. Спаситель планеты Рен. Рип Хантер. Всемирно известный повелитель времени. Animal Man. Обладатель всех животных сил. Атомик Найт. Ядерный воин, которому нет равных. Команда, напомню, по-прежнему находится на корабле Брейниака. Они замечают на огромной карте, что корабль антимонитора сфокусирован на том месте, где должна быть Земля, но де-факто ее попросту нет. К удивлению присутствующих появляется Брейниак. Его подобие статиса было лишь уловкой. Он в нем никогда, оказывается, и не был. Если корабль функционирует, то значит функционирует и он, потому что, все это единое с ним. Часть корабля, часть команды. Аж вспомнилось. Брейниак же собирается уничтожить землян, которые появились на его корабле, однако команда рассказывает, что он помог им одолеть антимонитора. И он не верит. Он также не помнит. Сверив показатели, дыхание, пульс, Брейниак осознает, что все они не врут. Однако, теперь есть вопрос, что стало с его памятью? Проанализировав всю доступную ему информацию, он приходит к выводу, что героям нужна мощность. Но дать ее им он не может. Поэтому Брейниак просит им приготовиться. Они отправляются к тому, кто таково имеет. Вот зачем он это все делает? Вот для того, чтобы выжить. Это его основная цель. Он понимает, что вокруг происходит коллапс, вновь понимает, скажем так. И, конечно же, приходит к такому выводу, что героям надо помочь ради собственного блага. Голос за кадром. Земля содрогается и кричит, словно ее выдернули из уютного гнездышка орбиты и бросили здесь, в этом пылающем космическом аду, в этом гибельном месте. Воздух наполнен огнем и электричеством, запахом серы и воем того, что давным-давно мертво. Планета Земля экранирована от остальной части Вселенной из антиматерии непроницаемым силовым полем, не для того, чтобы защитить, а чтобы держать героев в клетке. С самого моего рождения, 10 миллиардов лет назад, я не знал поражений. Тысячи вселенных до вашей сгинули без сопротивления, но вы отказываетесь умирать. Тысячи побед утратили смысл, потому что вы противитесь моим усилиям вас уничтожить. Одна вселенная, защищаемая одним маленьким и ужасно ничтожным миром. Символическая сила людей преуспела там, где невыразимая мощь потерпела поражение. Поздравляю. Признаю ваше упорство. Ваша воля к жизни удивительна, но это совершенно ничего не меняет. Ваш мир умрет, как умерла Супергерл, как умер Флэш, как и многие другие, кто пытался меня остановить. И с вашей смертью не останется никого, кто смог бы предотвратить поглощение вашей вселенной моей. Уолли Уэст здесь наконец-то узнает правду. Барри мертв. Мои воины окрасят ваш мир кровью. Они повсюду. Никто их не остановит. Услышьте, люди. Погребальный звон — это последнее, что вы застанете. И нагрянула бесконечная тьма. Супермен с Земли-2 видит, благодаря своему телескопическому зрению, что все в панике, все в ужасе. Ни один город, ни одна страна, а весь мир. Он слышит мольбы, слышит крики. Он жалеет о том, что у него есть его суперслух. Но в дело вступает предвестница.
Времени больше нет. Нужно действовать. Прямо здесь и прямо сейчас. В очередной раз предвестница разделяется на множество версий. Лучшие из лучших должны объединиться вновь. Она забирает суперменов. Другая ее часть посещает Кимио. Доктор Лайт думает, что Лайла пришла напомнить ей о том, как она помогла убить Супергерл. Чувство вины разрывает ее на части. Предвестница спешит успокоить Кимио. Она не виновата. Супергерл, лишь вступив в битву, уже обрекла себя на погибель. Шансов спастись не было. Но чувство вины стоит заменить наследием, ведь Кара показала героизм, который должен вдохновлять и давать надежду. Сейчас стоит взять себя в руки для финальной схватки. Убедившись, что Япония будет под защитой, благодаря Санберсту, доктор Лайт принимает предложение Лайлы и уходит вместе с ней. Тем временем тьма, что нависла над миром, оказывается живой. Это бесконечная орда теневых демонов. Неисчислимая сила идет в атаку. Мощь, которую невозможно остановить, как кажется на первый взгляд. Испытатели неизведанного, одни из храбрейших героев, что пережили много различных невзгод, в ужасе. По всему миру творится то же самое. Теневые демоны повсюду. Но город за городом они встречают сопротивление. Герои Земли объединились, их невероятные и невообразимые силы затмевают лишь их мужество. Каждая из сторон напряжена, битва началась. На чашах весов лежит нечто большее, нежели судьба всей планеты, что зовется Землей. Это битва между материей и антиматерией, между светом и тьмой, между добром и злом. Пока Земля сражается за свою жизнь, а также за все миры, по-прежнему находящиеся во Вселенной из положительной материи, оказывается, что война в целом-то не имеет границ. Японию защищает Санберст и восходящее солнце. Вместе они бьются в небе за некогда разоренный Токио. В Советском Союзе Красная Звезда сражается до тех пор, пока раны не заставляют его покинуть поле брани. Два других стража, ирландец Светильник Джека и британка Годива, забыли о своих разногласиях. Объединились ради спасения Дублина от разрушения. Во Вьетнаме Гром-братья объединили силы с повелителем Грома с Тайваня. Вместе они справляются лучше, чем кто-либо мог ожидать. Геофорс из аутсайдеров узнал, что его марковианская родина в осаде. Его силы отражают захватчиков. Тем временем в Южной Америке Грин Фьюри и Марвелы ведут бой за спасение Бразилии. Они понимают, что взяли на себя слишком много. В другом месте призрачный скиталец и Нома, известный как Доктор Мист, пытаются пробудить Спектра, попутно поддерживая барьер, что защищает всех находящихся внутри от теневых демонов. С Корриганом есть проблема. Его крайне сложно вывести из его коматозного состояния, но сопротивляется ли он, сильнее ли он других, не так важно. Главное — преуспеть. Выбора попросту нет. Бостон Брэнд, мертвец, подмечает, что, кажется, герои, которых собирала Лайла, готовы. Им будет необходимо пройти через барьер, который был создан антимонитором, и Пария должен повести героев за собой. Александр Лутер-младший с Земли-3 призывает антиматерию, что пылает внутри него. Когда мой отец спасал меня от разрушения моего мира, он и не подозревал, сколь удачными окажутся его действия. Он был моим величайшим героем, и я делаю все это ради него. И в последние секунды что-то крайне быстрое успевает зайти на борт этого межпространственного потока. Герои перемещаются. Где-то в космосе Брейниак приводит Рипа Хантера и его команду к неизвестному месту, которое не обозначено на картах. Спустившись на поверхность, они чувствуют, что от этого мира несет гнилью и злом. Герои негодуют, мол, Брейниак, что за черт? Я привел вас сюда, потому что наши самые большие страхи — это то, что нам сейчас необходимо. Он почувствовал наше прибытие. Добро пожаловать на Апокалипс, друзья. Я его правитель, Дарксайд-разрушитель. На земле же ястреб и голубь ведут за собой тех, кого удалось спасти. Женщины, старики и дети, всех. Все вокруг пылает.
Теневые демоны подступают все ближе и ближе. Заметив в окне ребенка, Дон, голубь, стремится спасти дитя, и ему это удается, однако теневой демон потрошит его. И все это происходит в прямом эфире, который ведет Лоис Лейн. Ястреб шокирован. Это, наверное, меньше, как я бы мог описать его состояние, если честно. Шок, ярость, злость, отчаяние — все перемешивается внутри. В Салеме величайшие маги вместе безмолвно творят заклинания. Каждый взывает к собственному источнику силы, призывает свою веру, но объединяет их зеленый фонарь Алан Скотт и доктор Оккульт. Мы же возвращаемся к основному составу героев. Они оказываются на Кварде. Однако паря, что должен был их вести, находится в затруднительном положении. Да, он чувствует зло. Он может его найти. Но в этом месте зло повсюду. Конкретной точки попросту нет. Но это пока что. Супермен Земля-1 не готов вот просто так сидеть сложа ручки. Раз их созвали действовать, то надо действовать. Джейд, дочь Алана Скотта, замечает того самого безбилетника, которым оказывается Уолли Уэст, Кид Флэш. Антимонитор сказал, что убил Флэша, а значит теперь это мое дело. Барри был для меня не только дядей, он был моим учителем и другом. Может, предвестница и не включила меня в эту группу из-за отсутствия сил, но меня это не устраивает. Ребята, я почувствовал, что должен к вам присоединиться. Или... И здесь появляется сам Барри. Если помните, то он попадал в некоторые моменты истории аккурат перед тем, как погибнуть. Так же было и с Джокером, к примеру. Волли пытается поймать остаточный образ Флэша, и это приводит его к кое-кому крайне неожиданному. Психопират. Ну же, Флэш, ты говорил, что спасешь меня. Ты обещал. Обещал. Антимонитор лгал мне. Знаю, что ты бы не стал. Ты из хороших ребят. Парни, как ты, никогда не врут. Мне страшно, Флэшик. Он убьет меня, если ты меня не спасешь. Да не сиди ты там просто так, помоги мне. Спаси меня. Давай же, я же сказал, что мне жаль, что тебе пришлось причинить себе вред. Так спаси меня. Спаси! Нет. И Волли прописывает этому черту в челюсть и забирает костюм Барри. Он умер в одиночестве, это нечестно. Он был хорошим человеком, лучшим. Я обязан ему всем, что у меня есть. Леди Кварк находит кольцо Флэша и передает его Волли. Паря в панике. Он сообщает героям, что ощущает зло, но уже более конкретное. И оно движется прямо к ним. Ты скулящий дурак. Уже и так слишком поздно. В тот момент, когда вы ступили на Кварт, вы подписали себе приговор. Это день, когда Вселенная умрет. В Атлантиде Аквамен, Аквалет, Мера защищают свое царство. Орин без раздумий остался на защите своих, даже несмотря на запросы Лиги Справедливости Америки о помощи. И не зря. Если бы его не было здесь, то его бы народ просто еле-еле бы справлялся. Если бы справлялся вообще. В моменте Мера оказывается зажата в тупик теневыми демонами, но Лори Лемарис спасает ее. Но не себя. И погибает от рук тварей антимонитора. В городах также не все так гладко. В Чикаго погибает Зеленая Стрела с Земли-2. В Филадельфии линчеватель. Дикая Кошка и Киборг спасают людей, попутно отбиваясь от демонов. В Новом Орлеане погибает Ра-Маан. В Готэме погибает второй глиноликий Мэтью Хейген и жукоглазый бандит. В Нью-Йорке обрушившееся здание падает на Охотницу и Робина, все так же с Земли-2. Причем Колли пытается защитить их своим барьером, но тщетно. Это тупо смерть. В этот же момент доктор Оккульт и Зеленый Фонарь Алан Скотт постепенно зажигают таинственную жизнь. В Новом Салеме происходит нечто интересное. Сияние окружает башню Фейта. Голос за кадром. Она явилась сначала над Салемом, а затем расширилась по восходящей спирали на всю землю.
заскользила во тьму снаружи, прямо к демонам антимонитора. Это энергия, совокупная сила всех колдунов. Она возносится высоко над миром, а затем раздался крик. То был визг теневых демонов, когда энергия прорезала их подобно остро заточенным лезвиям. Теневые демоны повержены. Их вышвырнуло в космос, где они и погибли, но дела еще не закончены. Многие гибнут прямо сейчас на поле боя, но еще больше спасает всех, кого может. Возвращаемся к героям и антимонитору. Главная схватка здесь и сейчас. Они беспрерывно атакуют, тратят свою энергию, тем самым отвлекая монстра. «Чего мы ждем, предвестница? Мы уже хотим начать», — сообщает доктор Лайт. «Антимонитор питается этой звездой, чтобы она давала ему силы, доктор Лайт. Ты создана с определенной целью. Сейчас мы это и увидим. Твоя сила — поглощать солнечную энергию и преобразовывать ее для дальнейшего использования. Кимио сомневается, что у нее получится, но попробовать нужно. И она пытается, действительно старается. К большому счастью всех, у нее получается. Что происходит? Моя сила истощается. Алекс, пусть и в сомнениях, но следует плану. Теперь он атакует ослабленного антимонитора, чтобы лишить его энергии антиматерии. Монстр, безусловно, сопротивляется. Раз за разом говорил тебе, что меня не убить. Вы умрете, а за вами последует в забвение ваш жалкий мир вместе со всей вселенной. Я больше не потерплю поражения. Негативная женщина из рокового патруля готова сделать следующий шаг. Она опутывает антимонитора своим негативным духом, чистейшей радиацией, сгустком энергии, что вырывается из ее физического тела. Это еще сильнее ослабляет монстра. А после все в едином порыве атакуют антимонитора. «Он пал, доктор Лайт, давай!» И Кимио атакует сгустком сфокусированной солнечной энергии, прямиком в уже порядком побитого монстра. За минуту буквально его тело разрывается не единожды. Все нутро сгорает сквозь его броню, и он падает в скалы, будто вода. Казалось бы, антимонитор погиб, и все в порядке, верно? Супермен Земля-1 чувствует подвох. Алекс Лутер тем временем зовет всех назад, но у негативной женщины другие планы. «Валя, у нас тут не отмена!» Она поглотила силы у антимонитора и теперь способна открыть коридор между вселенными достаточного размера, чтобы вернуть Землю в ее привычную среду обитания. Возможности не бесконечны, надо поспешить. И образовывается разлом. Уолли Уэст подгоняет психопирата, говорит, что они отправляются домой. Все ликуют. Победа. Наконец-то. Все спасены. Однако герои замечают, что плененные теневые демоны, которые погибли, возвращаются к тому самому планетоиду, где пал антимонитор, и тот восстает вновь, впитав остатки силы. Меня не остановить, жалкие вы твари. Меня больше не волнует ваш хилый мир. Ваша вселенная не представляет для меня интереса. Но вы же те, кто мешает каждому моему движению. Я клянусь, что уничтожу вас. Антимонитор атакует, и в этом энергетическом потоке погибает Диана с Земли-1. Файршторм спасает психопирата и Кид Флэша, а Супермен впадает в ярость. Это напомнило ему смерть Кары. Он, как и Леди Кварк, несется на всех парах к антимонитору, чтобы его уничтожить, но вмешивается Супермен с Земли-2. Одним ударом он уводит их в бессознательное. «Забудьте об этом. Вы оба. Простите, но есть лишь один выход. У вас множество причин, чтобы жить, а у меня больше нет. В нашей перерожденной вселенной моего Криптона никогда не существовало, а значит, меня тоже не существует. Да я и сам этого не хочу. Без моей любимой женщины. Супербой, отнеси их обратно на Землю и оставайтесь там. Я знаю, что нужно сделать. А ты делай то, что я тебе сказал, и не спорь». Ты остался, криптонец?
Значит, ты самый большой дурак из тех, кого я когда-либо знал. Может, ты и прав, урод. Но кто-то же должен избавиться от мусора. Думаю, что это буду я. Тогда ты умрешь. Я стану твоим... И здесь случается вот прям твист твистов. Оказывается, что колдуны предполагали, что антимонитор поглотит теневых демонов. Они, скажем так, отравили тварей. И теперь их суть сжигает монстра изнутри. Супербой подлетает к проходу, задумывается, мол, а что его вообще ждет на этой новой земле? А как же Супермен? Ему придется биться в одиночку, а они нужны друг другу. Мне жаль, я вынужден так поступить, но я знаю, что вы простите меня. На этом Кал-El с Земли Прайм отправляет в полет на новую Землю Супермена с Земли 1 и Леди Кварк, а сам же остается сражаться с антимонитором. Александр Лутер-младший, который ждет, пока все покинут место боя, чувствует внутри себя всплеск энергии. Что-то с ним происходит. Его глаза. Они открываются настолько широко, насколько это возможно. Он видит, как Супермен со Земли 2 швыряет в антимонитора спутник с орбиты, но это все также видит и Дарксайд. Оказывается, что научный прогресс Апокалипса позволяет делать вещи, которые не подвластны многим. В частности, Юксос использует Алекса, который является каналом между вселенными. На поле брани Супермен замечает, что Супербой лишь ранен, но не убит, а значит, что его атаки на антимонитора действуют, и нужно продолжать. Он берет 2 астероида и сокрушает их от тела монстра. Очень давно я поклялся не отнимать жизнь без нужды, но только так можно спасти нашу вселенную. Мне придется с этим жить. Антимонитор должен погибнуть. Казалось бы, что вот, вновь победа, но этот монстр все еще жив. Я еще с тобой не закончил. Я еще не уничтожил тебя. Ты должен сдохнуть, а я должен тебя убить. Я впитаю всю энергию, которую мне даст моя вселенная. Я убью тебя, даже если сам сдохну. Не позволю тебе прожить ни минуты. Супермен и Супербой в ловушке. Это конец. Но наблюдающий Дарксайд считает иначе. Я не позволю ему одержать победу. Если он восстановит силы, то Апокалипс может стать следующей целью. Используя Александра как проводник, Юксос выпускает из его глаз силовые импульсы, что поражают антимонитора. Уже ослабший, он смел с пути планетоид и врезался во все еще пылающую звезду, а после его останки все глубже и глубже погружались в раскаленную кору. Дарксайд смог. Рипхантер считает, что герои у него в неоплатном долгу. Вы ничего мне не должны, но настанет день, когда я взыщу плату. Сегодня Апокалипс и Земля вместе встретили угрозу. Объединение было необходимо для выживания. Уходите, оставьте мой мир, но помните, в следующую нашу встречу мы вновь будем врагами. Во вселенной антиматерии Супермен, Супербой и Александр ютятся на некоем блуждающем камне. Кларк интересуется, может ли Лутер открыть портал, и он честно признается, что да, может, но не на Землю. В этот же момент их спокойствие прерывается антимонитором. Вновь. Кричащее в агонии нечто несется на героев с невероятной скоростью. Хоть что-нибудь его остановит? Его тело уничтожено, но он все равно возвращается. Он стал огненным шаром, живым, убивающим огненным шаром. Хватит. Больше ничего не имеет значения. Я хочу видеть его смерть. С меня довольно! На этом Супермен ставит жирнющую точку в истории антимонитора своим кулаком аккурат по этой живой энергии. Монстр падает обратно на солнце, и после такого удара выжить уже невозможно. Однако происходит взрыв. Теперь все кончено. Полагаю, нам остается только ждать, когда взрывная волна настигнет нас.
Нам ни за что не улететь отсюда. Я не хотел бы умирать. Не сейчас. Мы сражались за правое дело. Победа наша. Хотел бы я, чтобы Лоис это увидела. Она жива, Супермен. Жива и в безопасности. И это действительно так. Александр использует свою силу, и его тело превращается в подобие портала, и оттуда выходит Лоис Лейн со Земли-2. Я знал, что Вселенная переродится, знал о последствиях. Не мог позволить тебе, единственному из героев, страдать от этой потери. Я была внутри, Кларк. Там так красиво. Александр Лутер-младший предлагает оставшимся переместиться в другое место. Райское. Туда, где они будут в безопасности. В ином случае ударная волна от взрыва антимонитора достигнет их, и пути назад уже просто не будет. Навсегда. Теперь Кларк и Лоис могут быть вместе. Супербой тоже готов. Он не хочет умирать в одиночестве. Не волнуйся, Супербой. Там, куда мы идем, не будет страха. Только мир. Вечный мир. Все, наконец-то, кончено. И хоть многое из случившегося не поддается объяснению, но кое-какие истины все-таки являются константой. Во-первых, Чудо-женщина не погибла. Каким-то образом, при соприкосновении с лучом антимонитора, она отправилась назад во времени, регрессировала, стала первоначальным актом творения. Время обернулось вспять. Ее глина вновь была рассыпана по всему райскому острову, а амазонки вернулись домой. Во-вторых, гора Олимп. Зевс посмотрел вниз на землю и увидел, что там творится величайшая несправедливость. Чудо-женщина с Земли-2, мудрая как Афина, прекрасная как Афродита, быстрее чем Меркурий, сильнее Геракла, не имела мира, что взывал бы к ней. Владыка богов знал о ее силах, он ее не оставил. За нее и ее рожденным и на земле мужем отправили колесницу, чтобы вознести их на Олимп, и там они будут жить долго и счастливо. В-третьих, тела Робина, охотницы и Колли так и не нашли, и все же на их могилах провели службу. Они не будут забыты. В Атлантиде оплакивали Лорели Марис и Тулу, что называла себя Аквагерл. Во всем мире каждый миг вспоминали о ныне почивших. Все ощущали утрату, но мертвые будут жить во воспоминаниях тех, кто еще жив. Смертей хватало, но были как рождение, так и возрождение. С этого момента и далее основным флэшем в комиксах DC становится Уолли Уэст. Его ждет действительно сложный путь, в рамках которого его не сразу принимают как Флэша. На последней странице Лайла рассказывает, что великое бедствие, катаклизм, что происходил в комиксах о команде, не произойдет. Это было одно из возможных развитий событий. Теперь же в будущем команде все равно будет найден в бункере Д, но в этот раз его найдет генерал Горацио Тамору и назовет дитя Томасом. Насколько я понимаю, но теперь команде в этом новом мире майор Томми Тамору, который является частью команды космических покорителей планет. Поправьте, если я не прав. Джона Хекс же попадает в далекое будущее, а Стражи Вселенной теперь вынуждены бороться с расколом. Тем временем Леди Кварк и Пария поторапливают Лайлу. Они хотят узнать этот новый мир получше. Однажды Монитор сказал, что жизнь не должна стоять на месте. Она всегда должна двигаться вперед. Нам не стоит забывать о прошлом, но в будущее смотреть мы обязаны. Потому что именно там нам суждено провести остаток наших дней. Не знаю, как вы, ребята, но мне не терпится увидеть, что принесет нам завтрашний день. Green Lantern 198. Здесь я определю сразу несколько важных событий для последующих комиксов. Во-первых, умирает Томар Ре, после чего его кольцо выбирает Джона Стюарта. Тот недоумевает, мол, почему так-то? И кольцо сообщает ему, что он, Джон, носит кольцо Хела, а точнее Абенсура. Так что, не-не-не, так не положено. И здесь происходит обмен. Теперь у Джона новое кольцо, а старое уходит к первоначальному владельцу, то есть Хеллу Джордану. И тот возвращается в корпус зеленых фонарей. Фонарь однажды,
Фонарь навсегда. И, кстати, это видоизмененный лозунг морской пехоты США. Эпилог. Лечебница Аркхам. Никогда раньше не видел ничего подобного. Знаю, что ты имеешь в виду. Я, конечно, сталкивался с галлюцинациями, но такого еще не встречал. О чем он там бормочет? Не знаю. Мультивселенные, тысячи погибших, миллионы сгинувших миров, а в довершение всего рождение новой Земли. Ты слышал раньше что-то похожее? Досадно, конечно. Весьма печально. Я единственный, кто помнит бесконечные земли. Вот увидите, я знаю правду. Я помню все, что случилось, и никогда не забуду. Миры жили, миры погибли. Ничто не будет как прежде. Но, как по мне, славные были деньки. В старые добрые деньки у меня был хороший друг. Правда. Антимонитор. Он собирался подарить мне мир, где я бы правил. Но нынче он тоже мертв. Но мне же лучше. Понимаете? Я люблю вспоминать прошлое, потому что раньше было лучше. Я имею в виду, что лучше бы жил в прошлом, чем сейчас, ясно? Я про то, что больше ни в чем нельзя быть уверенным. Теперь все непредсказуемо. Не так, как раньше. В то время ты никогда не знал, кто помрет сегодня, а кто будет жить. Это не конец. Это начало нового будущего. И комикс абсолютно прав. Кризис на бесконечных землях стал своеобразным мостиком, что прокладывался от бронзового века комиксов к современному. Событие местами скучное, излишне пафосное, но на другой чаше весов вклад, который сделали Вулфман и Перес. Полотно, которое по факту дало нам не только завершение и перезагрузку вселенной DC, но и показало ее рождение. Такое событие пока что еще ни одно другое так и не переплюнуло, ведь кризис аукается в DC и по сей день. 12-й выпуск вышел в марте 1986 года. В том же году с июля по сентябрь выходила лимитка из 6 выпусков, известная как «Человек из стали», за авторством Джона Бирна. Классика жанра, которая представляла нам оригин посткризисного Супермена. С июня по декабрь того же года Фрэнк Миллер представил миру лимитку «Бэтмен The Dark Knight Returns». Избитый Брюсом Супермен, однорукий Оливер Куин, Керри Келли, в конце концов. Мощнейшая серия, одна из моих любимых, кстати. Со сентября 1986 по октябрь 1987 выходила лимитка Алана Мура, известная как «Хранители». Ныне уже легендарный графический роман. О нем не говорил только ленивый, конечно. В том же году, закончив работу над постаревшим и весьма загрубевшим Брюсом, Фрэнк Миллер приступает к работе над одной из наиважнейших историй о Темном рыцаре, которая выходила с февраля по май в рамках первого тома Бэтмена. Выпуски с 404 по 407. Бэтмен Year One. В 1987 году, вдохновившись своими коллегами, Джордж Перес вносит невероятнейший вклад в развитие Чудо-женщины, приложив свою руку к ребуту персонажа и начиная второй том приключений Дианы. А что же дальше? Лутер станет злодеем, как и Супербой Прайм, как и Пария, в конце концов. Да и Антимонитор на этом свою историю не закончил. Но что было до всего этого? Впрочем, это уже абсолютно другая история. За поддержку канала на Бусти спасибо следующим пользователям. Их имена вы можете увидеть прямо сейчас на экране. Отдельное спасибо пользователям Шинджи, Манцел, Атроцитус, Дискорд, Матовиан и Дима Коржов. Поддержать канал можно не только подпиской, но и прямым донатом на Бусти и Donation Alerts, QR-коды на экране. Напомню, что есть телеграм-канал с новостями и анонсами и ВК-паблик, где я дублирую видео. Все ссылки в описании. С вами был Мортом. Скоро услышимся.